Добрый день, я Мария Ситтель. В прямом эфире специальный проект телеканала «Россия. Разговор» с Владимиром Путиным. Продолжение. Сегодня особый выпуск программы «Прямая линия» выходит в эфир в 10-й раз. До Нового года осталось 15 дней, но ощущения окончания года политического нет. Напротив, последние 2 недели выдались на редкость бурными. 4 декабря прошли выборы депутатов Государственной Думы, стартовала кампания по выборам президента. И сегодня все граждане России задумываются о том, по какому пути дальше пойдет страна. В студии Эрнест Мацкевичус. Вести эту программу нам с Марией Ситтель будут помогать наши коллеги Татьяна Ремезова, Иван Кудрявцев, Мария Китаева, Дмитрий Щугарев и Мария Маргун. За 3 дня работы колл-центра сюда поступили десятки тысяч звонков, писем на интернет-сайт программы, СМС-сообщений. И впервые вместе с редакторами отбирали телефонные звонки и принимали участие в подготовке программы лидеры общественного мнения. Те, чья точка зрения важна для россиян. Итак, сегодня среди участников нашей программы самый известный детский доктор, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. Актриса, основатель благотворительного фонда, защищающего детей «Обереги будущее» Ольга Будина. Знаменитый российский спортсмен и общественно-политический деятель Александр Карелин. Также в нашей студии сегодня политик, депутат Госдумы 5-го созыва Владимир Васильев, адвокат Анатолий Кучерена, политолог Андроник Мигранян, а также наш гость из Парижа, общественный деятель, писатель Марек Хальтер. Мы также пригласили к разговору с Владимиром Путиным народного артиста Александра Калягина, настоятеля домового храма Московского университета, священника Максима Козлова, Татьяну Устинову, писательницу, Никиту Сергеевича Михалкова, председателя Союза кинематографистов, артиста театра и кино Евгения Миронова, режиссера и продюсера, и актера Федора Бондарчука, музыканта Игоря Бутмана и руководителя организации «Деловая Россия» Бориса Титова. С нами сегодня генерал Исламбек Ислаханов, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, адвокат Андрей Макаров, мой коллега Владимир Соловьев, писатель и публицист Александр Проханов. Ну и, наконец, сегодня нашими гостями стали академик Евгений Максимович Примаков, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, а также политологи Наталья Нарочницкая, Николай Злобин и Александр Рар. А также многие-многие другие. В студии программы представители десятков организаций, присоединившихся к Общероссийскому народному фронту, рабочие предприятия, представители бизнеса, науки, молодежь. Сегодня мы выслушаем и их. Итак, в прямом эфире телеканала «Россия» председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну а я напоминаю, что в ходе всей программы свой вопрос Владимиру Путину можно задать по телефону 8 800 240 40. СМС-сообщение можно оставить на короткий номер 04040. Пользователи интернета могут оставить вопрос на сайте, адрес www.moskva-putinu.ru или Москва-Путину.рф. Там же открыта и онлайн-трансляция прямого эфира. Ну и сегодня на связи с нашей студией передвижные телевизионные станции. Они расположены в крупных городах и населенных пунктах России. К нам на связь выйдут Владивосток, Ставропольский край, Уфа, Сочи, Нижний Тагил и другие города. Мы будем с ними связываться по ходу прямого эфира. Владимир Владимирович, ну что, начнем? Добрый день всем, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я думаю, что будет правильно, Владимир Владимирович, если мы начнем эту программу с вопроса о выборах в Государственную Думу, которые вызвали разную реакцию в обществе. До сегодняшнего дня вы не комментировали события последних дней. Как лично вы к ним относитесь? И в чем причина того, с вашей точки зрения, что на митинг на Болотной площади пришли люди, которые не относят в большинстве своем себя к вашим политическим противникам, тем не менее их не устраивает, им не нравится то, как с ними обращается власть? То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране, и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической, абсолютно нормальная вещь. До тех пор, пока все действуют в рамках закона, безусловно. Я рассчитываю на то, что так оно и будет. Я видел действительно на экранах телевизоров, видел людей молодых, в основном молодые люди, активные,
со своей позицией, который ясно и четко формулирует. Меня это радует. И если это результат путинского режима, то это хорошо. Ничего здесь такого я не вижу запредельного. Повторяю еще раз, главное, чтобы все действующие лица и все политические силы оставались в рамках закона. Вот вопрос на эту тему из интернета. Прошедшие выборы в Госдуму вызвали традиционные несогласия, закончившись протестами в Москве и Петербурге, а также в других городах. Люди были возмущены, как им казалось, фальсификациями со стороны властей. Как вы считаете, были ли эти выборы честными, а их результаты справедливыми? Ну, вы знаете, насчет фальсификации, насчет того, что оппозиция недовольна результатами выборов, здесь нет никакой новизны. Это было всегда. Всегда есть и всегда будет. Оппозиция на то и существует, чтобы бороться за власть, она борется за власть. И поэтому ищет любые возможности для того, чтобы к этой власти подойти и действующую власть оттеснить, обвинить, указать на ее ошибки. В целом это тоже абсолютно нормальная вещь. Если речь идет о том, эти выборы были у нас объективными, честными, то, на мой взгляд, и я уже об этом все-таки говорил публично, на мой взгляд, результат этих выборов, безусловно, отражает реальный расклад сил в стране. И то, что правящая сила, Единая Россия, утратила определенные позиции, здесь тоже нет ничего необычного. Но слушайте, мы прошли через очень сложный период кризиса. Посмотрите, что в других странах происходит. Ясно, что на людях это отразилось в известной степени негативно. И жизненный уровень понизился. Многие потеряли свою работу. Поэтому для оппозиции рекрутировать в свои ряды людей, которые недовольны сегодняшним положением, конечно, значительно легче, чем это было раньше. Конечно. Но все-таки то, что Единая Россия сохранила ведущие позиции, это очень хороший показатель. А теперь по поводу честности или нечестности. Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными. Всегда. Это происходит везде, во всех странах. Вопрос только, в какой форме это выражается. Это вопрос политической культуры. Вот для меня, например, ясно, что атаки по этому направлению, на выборы, которые состоялись, они имеют второстепенный характер. Главная цель – это следующие выборы. Выборы президента Российской Федерации. И вот чтобы здесь не было вообще никаких проблем, чтобы минимизировать возможность указывать на то, что эти выборы и будущие будут нечестными, либо могут быть нечестными, чтобы выбить почву из-под тех, кто хочет делегитимизировать власть в стране вообще, вот у меня есть предложение. Знаете, в прошлом году, летом, в период пожаров, которые были в Центральной России, вы знаете, я много ездил по регионам пострадавшим с целью помочь людям восстановить жилье. Мы приняли тогда ряд необычных совершенно решений, ведь ни в одной стране мира ничего подобного, ни одной страны мира нет, где осуществлялись бы такие программы. Просто ни одной. Мы мы быстро восстановили жилье. В том числе и благодаря тому, что я попросил установить на всех строительных площадках так называемые веб-камеры, то есть видеокамеры, которые работали в круглосуточном режиме и давали мне возможность прийти в любое время суток домой или в офис, кликнуть на мышки и посмотреть, что происходит на площадке. Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90 с лишним тысяч. На всех. И пусть они работают там круглосуточно, днем и ночью, чтобы страна видела, и вывести все в интернет, и чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика. И чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счет. Я знаю, что у нас в студии есть люди, которые готовы сейчас продолжить тему выборов. Кстати говоря, я хочу вот что сказать. Я полагаю и прошу обратить на это внимание.
оппозиция должна получить возможность контролировать все, что происходит на избирательных участках. В полном объеме. И с помощью этих веб-камер это вполне можно сделать. Нужно также обеспечить, чтобы в соответствии с законом в участковых избирательных комиссиях были представлены все политические силы, которые вошли в парламент. Но я хочу сказать и следующее. Обратиться к тем, кто готов проголосовать за, в том числе и за меня, как за кандидата в президенты. Пожалуйста, не нужно думать, что... Или не нужно действовать вот по такой вот логике, что да, мы бы за него проголосовали, но они там все равно что-то сделают, поэтому мне нужно там за картошкой срочно, на дачу нужно поехать. Никто ничего не будет делать, кроме вас. Только вы должны будете определить, кто займется внешней политикой и будет представлять нашу страну на международной арене, кто обеспечит безопасность внутреннюю и внешнюю, кто займется решением социальных вопросов, кто будет развивать экономику. Только вы и никто, кроме вас. Давайте продолжим тему выборов. Я знаю, что у нас в студии есть люди, которые готовы задать вопрос на эту тему. Один из таких людей Алексей Венедиктов. И я прошу Марию Китаеву дать ему возможность задать вопрос. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Кстати, был на Болотной площади, но наблюдателем. Да, я понаблюдал. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вот какой вопрос. Вы говорите про оппозицию, но поверьте мне, на Болотной площади была не только оппозиция. И вы сейчас как бы даете ответ на то, что хочет оппозиция, но что вы ответите тем новым раздраженным, новым обиженным, если хотите, несправедливостью? Они считают, что у них украли голоса. Что делать с этими выборами, в которые они не верят? И они снова выйдут 24-го нормально, легально. Там были требования, там были просьбы, там был поиск справедливости, что очень важно. Я просил бы вас сейчас этим людям ответить, а не оппозиции. Во-первых, я уже сказал, как я к этому отношусь. И сказал о том, что там были разные люди. И я порадовался тому, что увидел свежие, интеллигентные, здоровые, энергичные лица, которые активно высказывают, лица людей, которые активно высказывают свою позицию. Еще раз могу повторить, что если это результат путинского режима, меня это радует, что появляются такие люди. Что касается процедуры разрешения споров, то она известна и изложена в законе. В некоторых случаях, когда не подведены еще итоги, избирательные комиссии имеют право пересчитать голоса. И в некоторых случаях, в частности в Петербурге, так и было сделано по требованию оппозиционных партий. Но когда подведена черта, существует другой способ разрешения споров подобного рода. Нужно обращаться в судебные инстанции. И нужно, конечно, исходить из того, что наши суды будут действовать энергично и объективно. По поводу событий на Болотной площади есть разные точки зрения, в том числе и противоположной от той, что озвучил Алексей Венедиктов. И вот у нас здесь есть ветеран труда Уралвагонзавода Валерий Васильевич Якушев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, отдайте микрофон-то ветерану, он его не утащит. Но мне кажется, так вот сказать по-рабочему, в любой семье, в любом доме, как бы ни жилось хорошо, всегда есть недоделки, кто-то чем-то недоволен, решаются эти вопросы на улучшение жизни. И в данном случае о выборах. Вот в Нижнем Тагиле вышли на нашу площадь около 100 человек. Почему? Город работает. Вот мой Уралвагонзавод загружен работой, как говорят по-русски, по уши. И на будущий год уже есть задаток, что мы будем работать. Причем работаем как никогда. Когда-то в те коммунистические времена мы делали 20-21 тысячу вагонов. На вчерашний день мы сделали 24 тысячи вагонов. И работаем сейчас сверх плана. На будущий год у нас опять большой заказ. То есть люди видят перспективу работы и спокойны. Конечно, есть и недовольные. Особенно сегодняшним положением по отношению к человеку. Это неугомонное ЖКХ, о котором говорят полгода уже, но продолжается безобразие. Людям приходят по 2, по 3 платежки. Продолжаются обманы. Вот эти вопросы надо немедленно устранить. И не просто их устранить, а виновных надо наказать. Надо наказать, чтобы люди видели, кто виновен, значит, тот понес наказание.
Люди верят в хорошую жизнь. И сегодня, даже пусть все разные партии, но ведь у всех интерес один, чтобы люди жили хорошо. Надо изжить бюрократию, чтобы людей ценили, чтобы слышали людей и работали для людей. Чтобы некоторые безобразники не прикрывались мандатами депутатов, будь то городского совета, районного, областного и Государственной Думы. Среди нас есть сегодня и такие. Нужно резко обратить внимание на сельское хозяйство, чтобы немедленно, не просто на словах, а на деле на него было обращено внимание. Чтобы наши туристы ехали в Египет и везли нашу российскую картошку, а не из Египта нам привозили. Я просто сейчас ко всем обращаюсь, россиянам. Обращаюсь ко всем. Вопрос в том, что не надо беду на Россию навлекать. Мы много бед пережили. Не нужно великих революций. Я думаю, что все вместе. На сегодня я являюсь депутатом Государственной Думы. Я буду всячески отстаивать справедливость, честность. И мы, думаю, все вместе сумеем наладить так, чтобы народ был доволен, и чтобы народ слышали и работали для народа. Все руководители, начиная от премьера и заканчивая простым мастером на производстве. Вопрос Спасибо. председателю правительства зададите? Ну, я думаю, что то, что я сказал, все в жизни может притвориться при помощи председателя правительства. И один наказ, не просьба, каленым железом выжечь вот этот бюрократизм и обман народа. Спасибо. Ну, вы знаете, мы что касается сельского хозяйства, наверняка мы еще поговорим, не может не быть вопросов по сельскому хозяйству в ходе сегодняшнего нашего разговора. Что касается того, чтобы из Египта не привозили картошку, ну, я что-то такого не слышал, это экзотика какая-то. Но должен вам сказать, что Египет один из крупнейших импортеров нашего зерна. Вот в прежние десятилетия такое сложно было даже себе представить. Сложно даже представить. Мы были абсолютными импортерами зерна. Как вы знаете, из Канады, из США, из Австралии покупали. Мы сегодня третья страна в мире по объемам продажи на экспорт. Такого никогда раньше не было. Это, конечно, благодаря труду, таланту наших работников сельского хозяйства, но и думаю, что не в последнюю очередь благодаря поддержке государства. И в этом году мы восстановили экспортный потенциал. Вот вопрос по поводу выборов еще, который пришел на сайт нашей программы. В день митинга в центре Москвы люди надевали белые ленточки. Эти ленточки едва ли не символ будущей цветной революции в России. Вы согласны с такой оценкой? Ну, я уже сказал, что я думаю по поводу этих событий в целом. Мне кажется, надо как-то уходить от этой темы. Наверняка много других интересных вопросов. Я боюсь, что мы будем к ним все время возвращаться. Ну, ради бога, если это представляет такой большой интерес, я готов подискутировать. Что касается ленточек и революций цветных, но в отношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это наработанная схема дестабилизации общества. И думаю, эта схема родилась не сама по себе. Мы знаем события оранжевой революции в Украине. Кстати, некоторые из наших оппозиционеров в это время были на Украине и работали официально в качестве советников тогдашнего президента Ющенко. Они естественным образом переносят эту практику и на российскую почву. Если говорить откровенно, я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее. Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Вот, но потом присмотрелся, вроде нет. Ну так вот, в принципе, первая мысль была такая, что ну хорошо, это борется за здоровый образ жизни. И доктор Рошаль наверняка это поддержит. Потому что это для молодежи это особенно актуально. Ну, кстати, партия «Справедливая Россия» целиком на съезде надели эти ленточки. Ну, хорошо, молодцы. Вот. Значит, поэтому протесты, да, в рамках закона обязательно. Несогласие с тем, что власть делает, да, потому что власть далеко не всегда правильно себя ведет и адекватно отвечает на вызовы времени.
Часто люди сталкиваются с несправедливостью, и на это тоже можно и нужно реагировать. Но позволить себя втянуть в какие-то схемы по дестабилизации общества, вот это, мне кажется, неправильно, недопустимо. Кроме того, вот вы же сказали вначале, многие люди вышли на площадь в Москве, как бы демонстрируя недовольство того, как с ними обращается власть. Но посмотрите, что с экранов вот видно было. Когда некоторые лидеры оппозиции, которые призвали людей на площадь, что они кричали? «Бараны вперед!» Это что такое? Разве можно с людьми обращаться как со скотом? И вот люди недовольны властью. А они что, хотят вот такой власти? Я думаю, что людям, которые вышли на площадь, а я знаю, что там даже денежки небольшие платили студентам, ну и нормально, пускай платят, хоть ребята заработают немножко. Но все-таки позволять унижать себя, мне кажется, что это недопустимо. Я бы хотел сейчас предоставить слово той части нашей студии, в которой работает мой коллега Дмитрий Щугарев. Дима, пожалуйста. У нас в студии, как я уже говорил, находится адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Предлагаю вам задать вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Мы сегодня начали с Болотной площади, потому что тема актуальна, я понимаю прекрасно. Но все-таки, Владимир Владимирович, если говорить о взаимоотношения общества и государства, да, власти и гражданина, то вы сами неоднократно вы видите, что у нас в этой части мы никак не можем найти общий язык. И вот будучи вчера на горячей линии, я тоже принимал звонки, которые поступали в ваш адрес. И могу сказать, что из тех граждан, кто непосредственно с кем я общался, они все сетуют на то, что на местах они с властью не могут найти общий язык. Вот мне звонила Наталья Михайловна Харькова из Псковской области, из поселка Новосокольники. И вот она говорит, с 2005 года она пытается решить проблему, не только она, граждане, которые там проживают, пытаются решить проблему газификации. И вот они неоднократно пытались встретиться с мэром, с главой администрации. И она говорит, что мэр просто смеется в глаза и говорит, а я ничего не могу сделать, мне нужен некий куратор, который бы эту проблему мог решить. И мне представляется, что при таких обстоятельствах, но это не только там, это и из Московской области тоже звонил, было несколько таких звонков. И мне кажется, что при таких обстоятельствах, наверное, надо подумать об изменении формата общения между властью на местах, муниципалитеты, регионы, именно с гражданами. Вот почему мы до сих пор не можем никак эту проблему решить? Вы встречаетесь с гражданами, вы едете по стране, вы тушите пожар, вы что-то делаете, как премьер-министр. А почему мы не можем все-таки на местах убедить местную власть, чтобы они все-таки встречались с людьми? И люди ведь говорят об этом. Мы хотим встретиться, мы хотим обсудить с главой города, мэром, хотим обсудить те или иные проблемы. Мы хотим решить, где построить мост, мы хотим решить, где что построить, но нам не должны навязывать. То есть получается, что мы живем по принципу для народа, но без народа. Но мне кажется, это недопустимо. Эти времена уже ушли в прошлое. Мне представляется, что сегодня как раз надо задуматься об этом. Те жалобы, которые поступают в ваш адрес, в адрес Общественной палаты, они многочисленные. И мы всегда задаем вопрос, почему именно сюда пишут в центр? Да потому что на местах не хотят общаться с людьми. И вот этот формат, мне бы хотелось ваше мнение, как вы видите формат общения? Потому что те, которые выходят на митинги, недовольны, они выходят в том числе. Я был на Болотной площади в качестве общественного наблюдателя. Я с людьми разговаривал, так же, как и Алексей Алексеевич Венедиктов. Люди не пришли туда, потому что надо лозунги какие-то поддержать. Они даже не слышали эти лозунги. Они совершенно другом общались, совершенно другие проблемы обсуждали в обществе. Они не просто так вышли. Поэтому, мне кажется, наступило время все-таки изменить формат общения. Наверное, нужно делать все для народа и с народом. И вот эти вот аспекты, которые сегодня озвучивают граждане, простые граждане, мне кажется, что мы должны прислушаться и совместно подумать, как этот вопрос разрешить. Может, действительно, вот это ваше предложение по веб-камерам на избирательных участках, может быть, действительно поставить в каждом избирательном, не только избирательном, но в том числе и в муниципалитетах, и в регионах, и заодно посмотреть, как губернаторы, как в муниципалитетах. Да, Анатолий Григорьевич, вопрос понятен. Спасибо. Понятен абсолютно. Давайте время будем немножко экономить. Вот, видите, как власть реагирует. Он сегодня власть, видите, как реагирует на мнение народа. А у меня своя власть вот, здесь, свой формат. Власть хронометража такая, неумолимая абсолютно.
Вот недопустимо такое поведение. Надо дать человеку высказаться. Владимир Владимирович, вот видите, даже здесь не дают сказать. Ну, конечно, я вас поддерживаю. Владимир Владимирович, но это важный вопрос на самом деле, и я знаю, сколько вы уделяете внимания, но я не считаю, что вы должны ездить и все вопросы снимать. Надо все-таки подумать, как изменить управление. И понимаю, что непростой вопрос, и думаю, что сейчас будут решаться вопросы в части и федерального правительства, и ряд других вопросов, но надо подумать, как ближе к человеку подойти, как с человеком все-таки разрешать проблемы, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. Спасибо. Я сейчас отвечу. Я посмотрел бегущую строку здесь, пока вы говорили. Вернете ли вы нам зимний час? Поговорим об этом еще. Значит, по поводу матерей-одиночек отдельные очень серьезные вопросы. По поводу повышения пенсий ветеранам. Ветераны у нас сегодня получают больше, чем в среднем, пенсионеры, ветераны, больше, чем в среднем по стране. Средняя пенсия у нас в этом году будет 8350. Но мы, конечно, будем индексировать эту пенсию, и в том числе для ветеранов в следующем году. А для военных пенсионеров будем повышать пенсию существенным образом в 1,6 раза в среднем. Но это так, между прочим. Теперь по поводу вашего вопроса. Это очень важный вопрос. И я хочу еще раз вернуться к тому, о чем говорил Солженицын. Он уделял очень много внимания муниципальному уровню власти. Я вот когда лично с ним встречался, разговаривал, я помню, как Александр Александрович очень подробно рассказывал мне о своих идеях укрепления муниципального уровня власти. И я думаю, что в этом, уверен, он абсолютно прав был, потому что муниципальный уровень власти – это тот уровень, до которого люди, как бы фигурально выражаясь, могут дотянуться рукой. И это самый важный уровень, потому что непосредственно от его эффективности, от эффективности работы этих властных структур зависит повседневная, в значительной степени, повседневная жизнь людей. Первое. Второе. Нужно, конечно, сделать так, чтобы этот муниципальный уровень власти был самодостаточным для решения тех задач, решение которых на него возложено. И надо сказать по-честному, уровень наличие источников финансирования для решения тех задач, которые перед муниципалитетами стоят, он еще очень низкий и не позволяет муниципалитетам в полном объеме эффективно решать стоящие перед ним задачи. И именно поэтому сейчас мы и в правительстве тоже, целая группа работает под руководством казака Дмитрия Николаевича, вице-премьера правительства Российской Федерации, которая занимается вопросом перераспределения полномочий и источников финансирования решения этих задач. Вот это нужно будет сделать. Но в то же время, даже при наличии и ресурсов, и возможностей, мы очень часто сталкиваемся с бездушным отношением. И вот тоже на бегущей строке было написано: воров и прочих сажать нужно почаще. Да, это правда, но только мы не можем превращать это в компанейщину. Но что очень важно, это то, что ведь муниципальный уровень управления у нас избираем. Напрямую граждане избирают его. И, конечно, люди должны все-таки понимать, кого они избирают. Чтобы не было так, чтобы за какие-то мелкие подачки избирали кого-то там из местных квази-олигархов или их представителей. А избирали таких людей, которые действительно уважаемы в том или ином населенном пункте. И действительно дееспособны, способны решать задачи, которые перед ними стоят, и разговаривать напрямую с людьми. Я уже приводил этот пример, это было, правда, давно. Шойгу как-то поехал в один из регионов России, вот Николай головой кивает, я им рассказывал, в сложный период зимний, когда один из населенных пунктов разморозился, то есть лопнули трубы, нужно было срочно выезжать и что-то делать. Приехал, встретился с местным руководством и говорит одному из начальников: поехали в этот город. Тот говорит: не поеду. Говорит: почему? Меня побьют. Честное слово. Вот он говорит: как не поедешь? Ну там же люди замерзают. Нет, не могу. Он его взял за шиворот, привез в какое-то помещение, из которого они должны были садиться там на самолет, на вертолет и лететь дальше. Этот местный деятель сказал: я сейчас, в туалет мне нужно. Вышел через черный ход, покинул место дислокации и смылся. Просто скрылся, убежал. И это уровень местной власти, понимаете? Ну, что здесь говорить? Это нужно, конечно, и давать им больше возможностей, жестче требовать, но и люди должны все-таки, еще раз хочу повторить, это очень важно.
с пониманием относиться к выборному процессу. Это должна быть комплексная работа по укреплению этого важнейшего сегмента в властных структурах страны, муниципального уровня управления. Вот еще вопросы о выборах, от которых нам не уйти, но зато они лаконичные, Владимир Владимирович. В России практически началась кампания по выборам президента. Вы, как и другие кандидаты, подали документы в ЦИК на регистрацию. И вопрос сайта нашей программы. 8 лет вы были президентом, вам много удалось достичь на посту председателя правительства России. Вопрос заключается в следующем. В случае победы, в чем вы видите миссию президента России Владимира Путина образца 2012 года? Ну, во-первых, спасибо за оценку того, что было сделано раньше. Действительно, наверное, у нас много еще нерешенных вопросов осталось, но все-таки некоторые вещи, я считаю, знаковыми и показательными. Вот за эти предыдущие годы, я-то думал, что мы с этого начнем, даже здесь кое-что выписал по результатам текущего года, я сейчас об этом скажу, но вот за предыдущие несколько лет, вот мы что смогли сделать? Я считаю, что в социальной сфере это является ключевым. У нас в 2000 году за чертой бедности, даже по российским меркам, а она у нас гораздо, эта мерка скромнее, чем, скажем, в европейских странах, у нас даже по нашим российским меркам за чертой бедности проживало 29% населения. Почти треть страны влачила нищенское существование. Но вы представляете, в каком состоянии было общество? Мы сократили вот за эти 10 лет количество таких людей, проживающих за чертой бедности, в 2 раза. Сегодня это 12,5%. Тоже еще очень много, выше, чем в европейских странах. Но все-таки тренд, тенденция совершенно очевидна, что эта тенденция положительная. У нас в 2000 году средняя заработная плата в стране была 9232 рубля. Вот если все это умножить на накопленную за эти годы инфляцию, то заработная плата, средняя заработная плата в стране сегодня должна была бы быть 7400 рублей. Вот к чему мы должны были бы прийти естественным образом, если бы развивались. Сегодня средняя заработная плата в стране тоже не ахти какая, но это все-таки не 7400, а 23400 будет. И это несмотря на кризисные явления и спад в доходах населения определенный, ну, спад в заработной плате. Это самое существенное. Я сейчас не говорю про укрепление основ государственности, про укрепление наших позиций на международной арене и так далее. Это, думаю, что очевидные вещи. Но даже по кризису, если вернуться к этому, мы все-таки прошли его благодаря накопленному потенциалу, а мы почти в 2 раза увеличили объем экономики страны за эти годы. Вот благодаря тому, что экономика расширилась, она стала все-таки более устойчивой, финансовая составляющая стала более устойчивой. Мы гораздо мягче, я уже об этом говорил, прошли кризисные явления 2009 и 2010 годов, чем в других странах мира. Значит, у нас даже тогда чуть-чуть, но все-таки росли реальные доходы населения. Реальные, хочу подчеркнуть, за вычетом инфляции. А вот по этому году у нас что получается? Значит, рост экономики будет 4,2–4,5%. В Европе это 1,2%. В следующем году планируется по нулям во многих ведущих экономиках Европы. И в Штатах тоже по нулям. А в некоторых странах европейских в рецессию собираются уйти. Это уже официальные данные. В минусе будет экономика. Нас это не радует абсолютно. Здесь нечему веселиться. Нечего веселиться, потому что и на нас это может отразиться. Но все-таки у нас-то показатели гораздо стабильнее и лучше. Очень важный показатель, к которому мы постоянно стремились на протяжении последних многих лет. Это инфляция. Я позволю себе напомнить, что инфляция у нас была в начале 2000-х годов 30, а чуть раньше за 100% уходила. Сейчас у нас рекордно низкая. Такой никогда в истории современной России не было. По этому году она у нас будет 6 с небольшим процентов. Мы уже выходим на уровень европейских стран. В Великобритании сегодня 5%. Для России это очень хороший показатель. Но, конечно, нам нужно будет удержать вот этот тренд на снижение, на таргетирование инфляции. И, наконец, по безработице. Важнейший показатель состояния экономики. Мы опустились по уровню безработицы ниже докризисного уровня. У нас сейчас 6% по методологии МОД. Знаете, это важнейший показатель здоровья экономики. А с чего начинали по долгам?
Помните, да, 120 миллиардов долгов и 12 миллиардов золотовалютные резервы. Это просто вообще все раскачано, едва держалось на ногах. Вот Виктор Максимович пришел, я помню, сделал первый шаг в оздоровлении этой системы. Пришел в качестве председателя правительства. Значит, и этот тренд мы не только сохранили, а усилили многократно потом. У нас сегодня третьи по величине золотовалютные резервы в мире. Мы их восстановили практически до кризисного уровня. Ну, не дотягиваем пока окончательно, но все-таки близки к этому. И минимальный для развитых экономик внешний долг, вообще долг, у нас 10%. Напомню, что, скажем, в Италии 145, по-моему, к ВВП страны, в Греции 162, в Японии 200 с лишним процентов к ВВП страны. А у нас 10%. И из них внешний долг всего 2,5%. Почти ничего. У нас здоровая экономика. И на этой базе мы можем успешно развивать и социальную сферу. Аккуратно, правда, ничего нельзя здесь разбалансировать. Но результаты этого года, они все-таки положительные. Вот смотрите, я уже сказал, рост ВВП будет 4,5%, 4,2%, промышленное производство 5,1%, зарплата реальная, в реальном выражении, подрастает. Не так быстро, как бы нам хотелось, но все-таки 2,9% будет реальный рост заработной платы. Мы проиндексировали все пенсии, несмотря на то, что в прошлом году подняли их сразу в один удар на 40 с лишним процентов. Чего я уже много раз говорил в условиях кризиса. Никто не делал. Делали совсем другое. Снижали эти пенсии, замораживали и возраст только поднимали. А мы пошли по другому пути. Поэтому вот это то, что было сделано. То, что нужно сделать, это задача совершенно другого порядка. Они сложнее, чем те, которые мы решали до сих пор. Нам нужно укрепить нашу политическую систему, это прежде всего. Нам нужно расширить базу демократии в стране, чтобы люди напрямую чувствовали свою связь с органами власти и на местах, и в регионах, и на уровне федерации. Чтобы доверие к власти возрастало, и чтобы политическая система была самодостаточной и устойчивой от внешних шоков и от всяких там проходимцев, которые извне пытаются к нам пробраться и влиять на наши внутриполитические процессы. Это нужно отсекать напрочь. Нам нужно, конечно, диверсифицировать экономику, модернизировать и обновлять. Нужно, чтобы инновация, модернизация проникла в мозг каждого конкретного нашего гражданина, чтобы инновация была частью нашей общей политики. И нужно, конечно, поднимать и развивать социальную сферу, чтобы никто не чувствовал себя обойденным со стороны государства, вниманием со стороны государства. Вот это все задачи, которые нам предстоит решить. И, разумеется, если люди сочтут возможным доверить эту работу мне, я и с удовольствием, и так же, как работала прежде, с прежним напряжением сил, буду это делать. Студия постепенно втягивается в разговор. Я предоставляю слово Марии Китаевой и ее гостям. И прошу уважаемых гостей все-таки лаконичнее формулировать вопросы, чтобы дать возможность всем обратиться к председателю правительства. Как я уже говорила в начале программы, у нас в студии есть депутат Государственной Думы, адвокат Андрей Макаров, и ему слово. Спасибо. Да ладно уж, я подержу микрофон. Владимир Владимирович, микрофон не дают в руки. Но обещайте, оружие... что будет коротко. Андрей Михайлович, это единственное оружие журналиста. Не лишайте его, берите в свои руки, это называется. Микрофон здесь — это власть. Берите. Спасибо. Владимир Владимирович, на самом деле, в продолжении того, что вы сейчас сказали, понятно, была сверхзадача президента Путина вот в то время, о котором вы сейчас рассказывали. Страна на грани гражданской войны, ее надо было решать. А сегодня эта задача решена. Вы сказали, что сколько уже сделано. А социальные расходы, которые растут беспрецедентно, действительно, они, в общем-то, вызывают сомнения у бизнеса, как мы сможем оплачивать те налоги, которые придется заплатить за то, что неимущие станут жить лучше. Уже вопрос, само слово «стабильность» звучит очень часто негативно. И главное, что очень многие говорят, что это было десятилетие высоких цен на нефть и, следовательно, десятилетие упущенных возможностей. На самом деле я хотел задать вопрос, который вам задавали 12 лет тому назад. Он тогда звучал по-английски «Who is Mr. Putin?». Я хочу перевести его на понятный русский язык и спросить, сверхзадача
кандидатов в президенты, уже не президента, а кандидатов в президенты Путина сегодня, когда вот все то, что вы говорили, уже решено. Вот это сверхзадача. И кого вы представляете? А для многих людей он прозвучит, а строго говоря, зачем вы идете в президенты? Значит, по поводу того, что задача укрепления государства полностью решена, я не могу полностью согласиться. Да, самое необходимое сделано. Подавлен сепаратизм, терроризм. Но посмотрите еще, что на Кавказе происходит. Как люди там еще страдают от всех этих явлений. Стоит только отпустить немножко. Стоит только немножко отпустить. И тогда многие поймут, что такое трудности сегодняшнего дня. Когда нужно будет идти не на площадь, а под пулей бороться с террористами там. Когда нужно будет думать не о том, насколько повысили пенсию или заработную плату, а нужно будет подумать о том, что делать с безработицей растущей, такой, как в Штатах, например, или в некоторых странах Западной Европы сегодня. И что делать нам с пенсионной системой, когда не о повышении пенсии нужно будет думать, а дискутировать по поводу, насколько поднять пенсионный возраст. Ведь все страны практически вокруг нас это сделали. Я уже не говорю про те страны, где большая продолжительность жизни, и вроде там это оправдано. Демография поджимает, число работающих становится все меньше по отношению к тем, кто уже не работает. Но даже такая страна, как Украина, вынуждена была это сделать. А там продолжительность жизни такая же, как у нас, даже, может, еще и меньше. Но под давлением международных финансовых организаций, которые сказали, не будет вам денег на то, чтобы пенсии просто выплачивать и заработные платы в бюджетной сфере. Не будет, если не повысите пенсионный возраст. И они вынуждены были это сделать. Так что сказать, что уж все так решено, все так стабильно, я бы так не стал говорить. Надо к этому... Да, многое сделано, я сам об этом сказал. Но еще многое предстоит для укрепления системы. Это первое. Теперь по поводу стабильности и того, что она приобретает, само это слово приобретает какой-то негативный оттенок. Стабильность – это не стояние на месте, не топтание на месте. Стабильность – это стабильное развитие. Вот что такое, в моем понимании, стабильность. И это было обеспечено в предыдущие годы. Это нужно обеспечить и в будущем. Но я уже говорил вот Эрнесту, что в будущем, в ближайшем, на среднесрочную, на более далекую, отдаленную перспективу, на стратегическую, нам нужно решать совершенно другие, качественно другие задачи. Нужно по-другому общество выстраивать, укреплять политическую систему, расширять базу демократических институтов. И нужно, безусловно, модернизировать все стороны нашей жизни. И политическую, и экономику, и социальную сферу. Нужно, чтобы это было в известной степени такое глубинные преобразования в нашем обществе, чтобы страна была устойчивой и чтобы законы ее развития были необратимыми, чтобы она вышла на совершенно новые рубежи. Можем мы это сделать или нет? Конечно, можем. Я думаю, вот к этому нужно стремиться. Это и будет и моей сверхзадачей, если граждане доверят мне эту работу. Владимир Владимирович, вот только что мы говорили о том, что страна успешно преодолела кризис 2008 года. Возможно, во многом это стало возможно благодаря подушке безопасности в виде стабилизационного фонда, автором идеи создания которого был Алексей Леонидович Кудрин, бывший министр финансов. Вот буквально на днях он заявил, что вторая волна кризиса уже началась. И, кстати, сказал, что единомышленниками вы с ним не являетесь. В случае победы вы его позовете в свою команду обратно? Знаете, Алексей Леонидович Кудрин никуда из моей команды не уходил. Это мой очень давний, добрый товарищ, близкий. Я скажу, что это мой друг. То, что произошло вот в рамках правительства, ну, там есть много факторов, я сейчас не хочу на них останавливаться. Но он далеко никуда и не ушел. Я с ним позавчера только встречался, мы обсуждали все эти вопросы. Его позиция по многим вопросам мне понятна. Более того, он очень многое сделал для укрепления экономики страны. Не случайно международное экспертное сообщество дважды признавало его лучшим министром финансов мира. И я горжусь, что у меня в правительстве работал такой человек. Мы с ним позавчера, повторяю, встречались, говорили
говорили о экономической ситуации, о будущем. Действительно, многие вещи, некоторые, так скажем, вещи не совпадают у нас. Но они не носят какого-то принципиального характера. Вот говорится о времени упущенных возможностей, да? В том числе и это ведь идет откуда? Я вам кухню такую немножко открою. Да, пожалуйста. О чем говорится? Ну вот скажем, мы приняли решение повысить пенсии на 42%, на 45% в условиях кризиса. И некоторые либеральные экономисты говорили мне тогда, нельзя этого делать в период кризиса, надо экономить. А уж если делать, тогда одновременно с этим нужно совершить шаги, которые так или иначе все равно когда-нибудь будут необходимы в области той же пенсионной системы. Какие это шаги? Ну, например, у нас очень много людей имеют право на досрочный выход на пенсию. И вы представьте себе, сколько это. Это из общего числа пенсионеров 34%. 34, имеющие право выхода на пенсию досрочно. И мне говорили, надо это сделать сейчас. Мы резко повышаем пенсионное обеспечение, и этот шаг нужно сделать. Также по некоторым другим вопросам, в области, скажем, здравоохранения, нужно, вот если мы идем на то, чтобы выдать 460 миллиардов дополнительно в систему здравоохранения, если мы делаем еще какие-то шаги там, в сфере образования, то нужно и там предпринять необходимые действия для того, чтобы сократить количество учреждений, допустим, сократить количество там работающих, сделать ее более мобильной и интересной. Зачем нам столько коек в больницах, если они используются в зимнее время пожилыми людьми исключительно для того, чтобы там провести зимние месяцы тяжелые? Там нужно заниматься лечением, нужно прийти и, как в западных клиниках, 2-3 дня следующий, 2-3 дня следующий, в связи с этим не нужно такое количество коек. Да, не нужно, может быть. Но, во-первых, нужно выстроить современную систему здравоохранения, оснастить современным оборудованием, чтобы за 2-3 дня можно было оказать эффективную помощь. А во-вторых, люди-то там работающие, куда их деть? Ну что ж, ничего не поделаешь, надо высвобождать. Ну надо их трудоустроить сначала. Поэтому вот это время упущенных возможностей или нет? Вы знаете, политика – это искусство возможного. И я внимательно всегда и с уважением слушал и тех людей, которые предлагали таким образом действовать, и довольно часто соглашался, когда считал, что это возможно. Но всегда не забывал и не буду забывать никогда, как это отразится на конкретном человеке, к чему это приведет, какие настроения в обществе будет порождать. Нужно высвобождать, нужно в технику приобретать новую. В любой сфере, не только во здравоохранении. Да, но людей-то надо трудоустроить. А то мы в условиях кризиса еще дополнительно на улицу выбросим. И что будем с этим делать? Поэтому это время упущенных возможностей или нет? Я считаю, что нет. Аккуратно надо работать, аккуратно. Поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, я еще раз хочу сказать, да, у нас есть какие-то разногласия, но в целом принципиально, конечно, такие люди, как Кудрин, они мыслят глобально, стратегически и смотрят в будущее. И такие люди, конечно, нужны и в действующем правительстве, и в будущем. Место в строю найдется. Найдется. Я напоминаю, что у нас работает информационный центр, центр сбора и приема сообщений, где находится моя коллега Мария Ситель. Маша, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. К нам приходит очень много вопросов, и сообщений, и обращений. Всего на данную минуту в Центр сбора и обработки информации поступило порядка 1,5 миллиона обращений. Из них 1 090 000 звонков. Активны СМС-пользователи в этом году. И вот, что касается сравнения с предыдущим годом, больше граждан интересуются вопросами государства и внутренней политики. Предлагаю перейти к вопросам. У нас на прямой связи Тюмень. Тюмень. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Долорис Игоревна. На прошлой линии вы говорили, что рост тарифов ЖКХ не будет превышать 15%, и что вы возьмете вопрос под свой личный контроль.
Однако в некоторых местах, в некоторых регионах рост был и больше. Не думаете ли вы, что чиновники так привыкли к вам, что уже не боятся, творят, что хотят? Спасибо. Спасибо кому? Мне или им? Значит, по поводу ЖКХ. Здесь уже говорили в начале. Это действительно один из важнейших вопросов. Чувствительных очень для людей. И там действительно очень много и несправедливости, и жульничества, я, к сожалению, должен это сказать честно. Напомню, не для того, конечно, чтобы куда-то стрелку переводить на кого-то, но все-таки это по закону так и по факту жизни должно быть так. Жилищно-коммунальная сфера относится к компетенции местных и региональных властей. И когда-то, когда совсем недавно, совсем мы столкнулись с проблемами в этой сфере, я начал выносить это на уровень правительства Российской Федерации. Не скрою, что мне сразу же сказали: не делайте этого, не приклеивайте к себе эту проблему. Она трудно разрешимая и к нашей компетенции не относится. Вы знаете, у меня другой совершенно стиль работы. Я знаю, что людям все равно, людям наплевать на самом деле, к какой компетенции относится тот или другой вопрос. Люди не делают разницы, они ждут решения этих вопросов. Поэтому мы и на уровне правительства начали заниматься этим. Мы для того, чтобы повысить уровень ответственности, передали часть решения этих вопросов с муниципального на региональный уровень. В том числе наделили полномочиями вот эти региональные и местные уровни управления такими полномочиями, как определение нормативов потребления, так называемые, привлечение управляющих компаний и определение тарифов по определенным направлениям, по некоторым. Вот с чем мы столкнулись? С тем, что, да, и устранение перекрестного субсидирования, перекрестных платежей. Сейчас я поясню, очень коротко постараюсь это сделать. Что касается норм потребления. Вот когда начинают на местном уровне устанавливать эти нормы потребления, они будут меньше или больше. И от этого в значительной степени зависит уровень оплаты. Это такой обход тарифного регулирования. Дальше, что касается управленческих компаний. Мгновенно на рынке появились компании, аффилированные с местными чиновниками. Я с болью в сердце об этом говорю, но это так. И здесь главнейшая задача – демонополизация этого рынка. Но и, наконец, перекрестное субсидирование. Это когда часть плательщиков платит за другую часть, за население. В этой связи что нужно было делать регулярно в прежние годы? Постепенно, в соответствии с экономическими условиями, с ростом инфляции, постепенно, не болезненно для людей, но адекватно складывающейся ситуации в экономике, поднимать и тарифы, аккуратно. Но мы когда в прошлом году сказали, что из фонда ЖКХ, из федерального фонда ЖКХ, будем поддерживать только те регионы, которые выполняют все эти условия, в том числе и уход от перекрестного субсидирования, а в некоторых муниципалитетах и регионах не принимали своевременных решений по мягкому поднятию тарифов, что там получилось? Они, желая получить федеральную поддержку, сразу вздули эти цены и тарифы на 70, 100 и более процентов. И, конечно, мы вынуждены были вмешаться и вернуть эту планку до уровня в прошлом году 25%. И по имеющейся у меня информации, все это было сделано. Если, тем не менее, где-то мы что-то просмотрели, тогда, пожалуйста, скажите, где. И я обязательно попрошу оператора потом сказать, откуда вы звоните, из какого города. Ну, а в текущем году мы поставили планку 15% роста ЖКХ и не больше. По факту на сегодняшний день, на данный день, средний по стране составляет рост 13, по-моему, и 0,5%. Не исключаю, что где-то могли скакнуть эти тарифы. Тогда, повторяю еще раз, скажите нам где. Ну, а вообще-то в прошлом году, даже в прошлом году, вот таких муниципалитетов, регионов, муниципалитетов, где тарифы скакнули запредельно, их было небольшое количество. Они общую картину портили, но их было всего 1000, по-моему, по стране. Это в относительных величинах небольшая цифра. Но на следующий год
на следующий год, мы приняли решение ограничить рост тарифов уровнем инфляции. Это значит, что это будет где-то 6, может быть, 6 небольшим процентов. Причем сознательно, не по политическим соображениям, не в связи с тем, что у нас выборы здесь, а в связи с тем, что если тарифы поднимаются в начале года, они как бы инфляцию разгоняют. Поэтому мы приняли решение разрешить рост тарифов только с середины года. Значит, это где-то с июля. Повторяю еще раз, в годовом исчислении это должно быть не более 6-6,5%, но начнется, конечно, чуть побольше, потому что в первой половине года подъема тарифов вообще не ожидается. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, сейчас я бы хотел предоставить слово Татьяне Ремезовой. Где у нас Татьяна Ремезова? Вот Татьяна. Татьяна. Или подождите, или у нас есть какие-то сообщения из колл-центра от Марии Ситы? Очень много и вопросов, и сообщений. А как только вы нам предоставите слово, мы сразу будем пожалуйста. их зачитывать. Предлагаю, может быть, обратиться к теме образования, потому что очень много вопросов на эту тему. И вот первый, пришедший смс-кой. Правда ли, что Тина Канделаки станет министром образования? Судя по реакции аудитории, поддерживает. У Тины, наверное, много талантов. Я все даже не знаю. Она яркая, интересная женщина. Но для того, чтобы возглавлять министерство, тем более такое важное министерство, нужно, конечно, иметь и управленческий опыт, и опыт работы в соответствующей отрасли. Я не уверен, что такой опыт у Тины есть. Но, разумеется, все люди, которые хотят работать, все люди, которые могут работать, надеюсь, будут востребованы. Давайте теперь еще возьмем несколько вопросов из зала. Мария Маргун, пожалуйста. Да, у нас сегодня в студии присутствуют курсанты и студенты Академии МЧС, и у них возник вопрос о людях в форме. Сейчас предоставлю слово. Представьтесь, пожалуйста. Комарова Лада, студентка Академии гражданской защиты МЧС России. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что реформа МВД была проведена поверхностно и формально? И какой смысл был в переименовании милиции в полицию, когда суть осталась прежней? Ну, я вам скажу откровенно, я реформой вот этой части правоохранительной системы не занимался с самого начала. Но что, на мой взгляд, безусловно, является положительным, как минимум, это серьезное повышение денежного довольствия и военнослужащих Министерства обороны, и правоохранительной сферы, в милиции или, как сейчас говорят, в полиции. Думаю, что это, безусловно, должно отразиться на том, что это даст возможность государству привлекать на эту службу достойных людей. Потому что уровень заработной платы – это все-таки серьезный фактор для того, чтобы человек сделал тот или иной выбор в пользу той или иной работы. Да и потом мы сколько раз слышали и говорили, что вы хотите от милиции, если там нищенские деньги платят. Но это же было общим местом. Но вот сейчас повышают заработную плату и в правоохранительной сфере, и в Министерстве обороны. А через год, это в 2012 году, а через год мы повысим заработную плату и в других силовых структурах, во всех. Люди знают, что мы не можем это сделать одномоментно, и в целом руководители этих служб относятся с пониманием, но мы это сделаем через год, с 1 января 2013 года. И вообще, конечно, в любой структуре, в том числе и в военизированных, и в военных организациях, есть разные люди. Это часть нашего общества. Есть люди, которые достойно выполняют свой служебный долг. Есть те, кто не очень. А есть люди, которые ведут себя неприлично или даже совершают преступления. И, разумеется, за этим нужно постоянно наблюдать. Их деятельность должна быть предельно открытой, насколько это возможно в силу специфики службы. Обществу должна быть открытой, понятной и контролируемой должна быть обществом. Но отношение к людям в погонах, в том числе и в системе МВД, должно тоже меняться. Если мы хотим, чтобы люди работали эффективно, к ним нужно относиться с уважением, а не только заработную плату поднимать. Владимир Владимирович, вот вопросы
С нашего сайта в интернете, опять про выборы, я не нарочно, просто их действительно много. Вы достали меня выборами этим же, ну ладно. Это будет просто красной нитью идти через всю нашу прямую линию. Вы в выборах думских не участвовали, список партий не возглавляли. При этом крайним за итоги голосования держат именно вас. Не жалуют вас совсем. Но это нормально, это всегда так было. Не жалуют вас совсем. Достаточно вспомнить историю с журналом «Власть», где была фотография бюллетеня с надписью, ну, ваш адрес, который я даже сейчас не берусь воспроизвести. Ну, а почему же? Воспроизведите. Пускай люди знают. Путин пошел... Ну, дальше просто, поскольку мы в эфире работаем, я не могу говорить. Как вам такое отношение к себе? Я видел эту надпись. Она меня очень позабавила и даже порадовала. Сейчас скажу почему. Ну, во-первых, такое отношение... Здесь нет ничего нового отношения ко мне. Я помню в начале 2000-х годов, когда у нас активно шла борьба с терроризмом на Северном Кавказе, я чего только про себя не услышал и чего только не увидел. Особенно, конечно, наши западные партнеры старались. Каких только карикатур страшных не посмотрел. Но я был и тогда уверен, что я действую правильно. И сейчас я не сомневаюсь в том, что я действую верно. Что касается этих заявлений, вот этих надписей, насколько я понимаю, надпись на бюллетене была сделана в Лондоне, где люди пришли голосовать в посольстве. Ну, мы знаем, кто в Лондоне собрался там и почему они не возвращаются в Россию. И их пожелание послать меня подальше связано с тем, что они сами хотят сюда вернуться. И пока я здесь сижу, им вернуться нельзя. Это я все прекрасно понимаю. Поэтому я на них не в обиде, зла не держу. Более того, я же призывал всех граждан России прийти и проголосовать. И они пришли, послушались. И я их за это похвалю. Спасибо. Еще вопросы появились в зоне ответственности Марии Маргун. Да, ваш. Да, я хочу сказать, что сегодня с нами в зале самый известный детский доктор, глава НИИ неотложной детской хирургии, президент Национальной медицинской палаты России, доктор Леонид Рошаль. Леонид Михайлович, пожалуйста, вам слово. Я думал, что до него не дойдет, а сегодня он опять меня будет. Да. Это как выбор. Владимир Владимирович, во-первых, мне Маша просила микрофон у нее из рук не забирать. Я это сделаю. И сначала пару мыслей в отношении Болотной площади, которые не относятся к здравоохранению конкретно. Да? Я не был на Болотной площади, потому что наш институт оказался самый близкий к Болотной площади, и мы не знали, чем это все закончится. Поэтому собрали людей, нейрохирургов, травматологов, реаниматологов. Действительно были готовы. Народ с домом приехал. Ну, слава богу, все нормально, хорошо. А потом я поговорил с бизнесменами, которые были на Болотной площади, да? И которые до этого жили нормально, у некоторых дома есть за рубежом и прочее. Спросил, а что вы там делаете? Зачем? Говорят, что с бизнесом сейчас сложно. Задушили откаты. Вот я только не задушили откаты. Это первое. На всех уровнях. Ну, есть из чего откаты давать тоже. Да, да. Многие разоряются. Разоряются. И очень плохо с кредитами. Кредит для малого бизнеса получить очень сложно, поэтому они там были. Это основное. И я вам не хотел задавать вопрос, хотел, но передумал задавать вопрос в отношении Тахчиди, да? Потому что я правда считаю, что пусть прокуратура разберется, да? Пусть скажет, что такое хорошо, что такое плохо. Вокруг этого много небылиц. Например, я сегодня услышал, что как будто бы люди Тахчиди приходили в президентскую администрацию и давали взятки для того, чтобы его... Я считаю, что надо провести служебное расследование. Я думаю, что это полная глупость и чушь полная. Конкретные люди, которые пусть докажут, что это так. Я беседовал со своими помощниками, всеми говорили, какой вопрос задать Владимиру Владимировичу. Часть из них я озвучил на центральном телевидении. Но первый вопрос – это в отношении платности. С одной стороны, мы говорим, что у нас есть гарантия оказания медицинской помощи.
И все, что гарантии, то платно. Но сейчас идет нажим со стороны исполнительной власти, довольно нормальный нажим, чтобы увеличивать платность в государственных, муниципальных здравоохранениях. Костюшов, я прав? Да. Это очень важно. Да? Вот как нам здесь балансировать? Это первое. И второе, это беспокоит народ. Я не говорю про качество оказания помощи. Это проблема профессиональных организаций, как сделать лучше. А вот очереди в поликлиниках, особенно к узким специалистам. С кадровой проблемой у нас близко к катастрофе в целом здравоохранения. Но с узкими специалистами что делать? Вот сейчас узким специалистам чуть повысили заработную плату. Это была ошибка в прошлом, когда мы им не повысили. Но насколько это будет реальное разрешение этого вопроса? Как убрать очереди? Спасибо. Сейчас помечу, чтобы не забыть. Значит, по поводу кредитов для малого бизнеса и кредитов вообще. Я коротко все-таки, буквально 2 слова скажу. Это, конечно, доступность к кредитам – это чрезвычайно важная вещь, которая является одним из важнейших инструментов расширения экономической активности и экономического роста. Но вот это уровень кредитов, он постоянно измеряется, и здесь нужно действовать очень аккуратно. У нас уровень кредитования экономики в целом ничем не отличается от других экономик мира. Ну, разве что от Китая, там в Китае чуть побольше. Чрезмерная кредитная активность, она тоже опасна. Почему? Потому что когда искусственно накачивают экономику деньгами, возникают так называемые экономические пузыри. То есть деньги дают искусственно, начинают производство пухнуть, а потом продукцию девать некуда. Это такая непростая категория экономическая. Вот сейчас в Штатах, допустим, почти под ноль раздают кредиты. И все, поверьте мне, все специалисты думают, когда это закончится и к чему это приведет. Это одна из угроз мировой экономики. Потому что это ведет к инфляции и к другим негативным последствиям. Рано или поздно финансовые власти США должны будут сократить уровень этой поддержки дешевых или бесплатных денег для экономики. А как это отразится на этой экономике? Как она схлопнется? К чему это приведет для самой Америки и для мировой экономики в целом? Этого пока никто не знает. Это одна из угроз для мировой экономики. Так же, как и запредельный рост долговых обязательств в еврозоне. Поэтому наш Центральный банк, я считаю, в целом действует очень аккуратно. Мы сохраняем уровень, достаточно приемлемый уровень кредитования, но не перекачиваем его. Повторяю, в целом, на мой взгляд, очень аккуратно и правильно ведет себя Центральный банк и Министерство финансов. Что касается поддержки малого бизнеса, то здесь несколько направлений поддержки, в том числе и через регионы, и прямое финансирование из федерального бюджета. По-моему, в этом году 10 миллиардов, потом мы еще добавили. И через соответствующие структуры в регионах мы этот малый бизнес поддерживаем. В том числе и с помощью снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. На малый прежде всего. И такую систему мы, конечно, будем выстраивать и дальше. Аккуратно, не разрушая экономику в целом. Теперь по поводу платности экономики, платности медицины. И по поводу очередей. Вопрос, безусловно, очень, очень важный и очень чувствительный для почти каждого гражданина. Ну, платность, неплатность. Вы же один из авторов нового закона, основы медицинской деятельности в России. И там все изложено по поводу, что платное и что неплатное. Вот это первое. Второе, откуда возникли перекосы. Леонид Михайлович, вы наверняка это знаете. По-моему, в 1993 году было принято решение о том, чтобы передать вопросы медицинского обслуживания населения, в широком смысле этого слова, на уровень регионов Российской Федерации. Сделано это было не от хорошей жизни. Сделано было это потому, что Федерация не могла финансировать эти мандаты.
и передала их туда практически без денег. Вот в чем трагедия. И регионы и муниципалитеты начали финансировать медицину, исходя из их конкретных возможностей. А возможности-то в стране разные, от территории к территории. Вот я вам могу сказать даже больше. К чему это привело? Дифференциация в финансовом обеспечении медицинской деятельности в регионах, знаете, у нас какая? В 20 с лишним раз. В 20 с лишним раз. Поэтому наша с вами задача была и заключалась в том, чтобы сконцентрировать часть ресурсов в центре, так как это делается в бюджетной сфере, и через систему ОМС перераспределить эти ресурсы для того, чтобы выровнять систему обеспеченности. Но мы не можем сделать это резко. Мы не можем пойти по пути отъема денег от более или менее достаточных регионов, чтобы уронить там уровень здравоохранения и передать их туда, где там совсем плохо. Надо делать это аккуратно. Мы будем это делать в связи с принятием нового закона об ОМС, а он принят и начал действовать с 1 января, по-моему, этого года. В связи с принятием основ, над которыми вы работали с вашими коллегами, он вступает в действие с 1 января следующего года. Вот будем делать это выравнивание поэтапно. Первый этап до, по-моему, 2013 года. Потом будет следующий этап. Значит, что касается очередей в поликлиниках, ну, чрезвычайно важный вопрос. Я сам обращал внимание своих коллег, когда я специально даже посылал людей, которые снимали эти очереди на видеоаппаратуру. Значит, это связано вот с недостаточностью, с финансовой недостаточностью в отдельных регионах. Но именно поэтому мы и приняли решение провести следующий этап. Этап модернизации системы здравоохранения. Вот мы в 2006 году приняли решение и осуществили программу национальных проектов, в том числе и в здравоохранении. Посмотрели, где наиболее болевые точки, потом разработали новый закон об ОМС и новый, с вашей помощью уже, закон — это основа здравоохранения. Значит, и вот на базе этих законов должны будем и ресурсы перераспределить, и включили новую программу по модернизации здравоохранения. Я уже говорил много раз, вы знаете, это огромные деньги, дополнительно 460 миллиардов. Они должны пойти, все об этом уже, надеюсь, знают, на модернизацию учреждений здравоохранения в регионах Российской Федерации. Программа заработала, включена, и надеюсь, что люди это почувствуют. Я думаю, что просто нарастание платности в здравоохранении не будет связано с моим именем. Нет, спасибо. Не будет. Тем более, что все знают, что доктор Рошаль категорически противник платности в медицине вообще. Вот. Не знаю, удастся ли уйти от платности вообще, но в законе сегодня прописано, что может быть платным, что должно быть бесплатным. И я думаю, что вот такое четкое понимание очень крайне важно. А базовые вещи, безусловно, должны быть бесплатными. Вообще, публичная медицина в России должна быть бесплатной. Владимир Владимирович, Леонид Михайлович говорил что-то про откаты еще. Про откаты? Про откаты со стороны бизнеса. Да, вот это вот и есть самая коррупция, о которой мы говорим, с которой нужно бороться. Конечно, это беда любой, кстати говоря, переходной экономики, когда бизнес сталкивается с мздоимством на уровне чиновничества. Ну, такая проблема есть, ее нужно истреблять под корень. Здесь нечего добавить. Нам звонят тысячи людей, многие присылают СМС-сообщения. Я зачитаю одно из них. Ваш друг, американский сенатор Маккейн, через Твиттер предрекает вам судьбу Муаммара Каддафи. Это пустая угроза или реальный план Запада? Ну, насчет того, что это друг, вы сильно преувеличили. Хотя это абонент преувеличил. Ну, он преувеличил. Хотя я знаком с господином Маккейном, один раз с ним встречался, кстати, по-моему, в Мюнхене на известной конференции по безопасности. Ну, я слышал эти высказывания, разумеется, читал их. Ну, что можно сказать? Вообще, это не в отношении меня сказано. Это сказано в отношении России. Россию хотят некоторые подвинуть куда-нибудь в стороночку, так, чтобы она не мешалась. И не мешала господствовать на земном шаре. До сих пор боятся нашего ядерного потенциала. Поэтому она в
в поле зрения, внимания, и поэтому она такой раздражитель. Потому у нас свое мнение есть, мы проводим независимую внешнюю политику, и, надеюсь, будем проводить ее в будущем. Это, конечно, кому-то мешает, во-первых. Во-вторых, Запад далеко не однороден, и у нас друзей больше, чем врагов. И третье. Господин Маккейн, как известно, воевал во Вьетнаме. Я думаю, что на его руках достаточно крови мирных граждан. Ему очень нравится, наверное, он не может жить уже без этих сцен, ужасных, отвратительных сцен расправы с Каддафи, когда на экранах всего мира показали, как его убивают. Всего в крови. Это что, вот это демократия? А кто это сделал? Беспилотники, в том числе американские, нанесли удар по его колонне. Потом по радио через спецназ, который не должен был бы быть там на территории, подогнали так называемых оппозиционеров и боевиков. И уничтожили без суда и следствия. Кто говорит, что он должен был оставаться там? Но надо было предоставить это все-таки решать народу путем демократических процедур. Да, это сложно, да, это требует времени, но по-другому невозможно. Значит, господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме. И просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он сидел там несколько лет. У любого человека крыша съедет. Поэтому ничего там особенного. После такого вопроса и такого ответа, мне кажется, логичным было бы перейти к международной проблематике. Пожалуйста, Татьяна Ремезова, наконец, да, безусловно, раз уж зашла речь о событиях в арабском мире, конечно же, слово ведущему ученому-международнику, возглавлявшему в прошлом службу внешней разведки, Министерство иностранных дел, правительство Российской Федерации Евгению Максимовичу Примакову. Спасибо большое. Владимир Владимирович, для того, чтобы плавно перейти к международным вопросам, я все-таки задам два вопроса. Первое, мне импонирует ваша позиция, и она была подтверждена и сегодня в ваших ответах, что оценку деятельности губернаторов и мэров следует связывать с их реальной помощью населению. Реальной помощью населению. Можно ли в этих условиях выдвигать в качестве критерия их работы процент, который завоевала в их мере или в их регионе «Единая Россия»? Это вот первый вопрос. А второй вопрос, он касается непосредственно международных дел. Я уверен, что вы внимательно следите за тем, как развиваются события в Европе. И мне кажется, что сейчас один из самых главных интересов в нашем обществе – это как у нас дальше пойдет процесс интеграции с Белоруссией в первую очередь и с Казахстаном в первую очередь. И потом, может быть, присоединятся и другие. Но не хотелось бы, чтобы это бы сразу присоединялись, потому что это может утопить этот процесс. Вот. Или осложнить. Вот не кажется ли вам, что нужно сейчас очень серьезно извлекать уроки из того, что происходит, вот турбулентный такой кризис, который происходит в Европе, для нашей интеграции? Вот эти два вопроса я попросил бы ответить. Евгений Максимович, во-первых, хочу сказать, что хочу вас поблагодарить за слова поддержки, которые я видел. Вы это инициативно сформулировали, в том числе и в средствах массовой информации. Поддержка таких авторитетных людей, как вы, для меня важна. Спасибо вам большое. Это во-первых. Во-вторых, что касается мэров городов, губернаторов, может ли результат на выборах в Госдуму, скажем, результат «Единой России» отразиться на их служебном положении, либо быть критерием оценки их деятельности? В правительстве разработан сейчас перечень критериев, которые оценивают или могут быть положены в основу оценки деятельности губернаторского корпуса, конкретно губернаторов. И там нет позиций, связанные с результатами выборов. Это критерии, связанные с экономикой и социальной сферой. Прежде всего, там длинный список различных показателей. Мы долго работали над выработкой этого перечня этих критериев, и он достаточно взвешенный. Повторю еще раз, прежде всего, там речь идет о социально-экономических показателях региона.
Что же касается выборов, то там, где напрямую губернаторы участвовали в выборах и не добились положительного результата, все-таки это говорит об уровне поддержки или об отсутствии такой поддержки со стороны граждан, проживающих в той или другой территории. И в некоторых случаях я бы на месте руководителей регионов подумал, не подать ли президенту прошение об отставке. Но, повторяю, критерии чисто вот производственные у нас выработаны, и там нет показателей, связанных с выборной или предвыборной ситуацией. Теперь по поводу тех процессов, которые происходят в Европе, интеграционных и наших процессов. Я знаю, что вы всегда были самым активным сторонником интеграции на постсоветском пространстве. И более того, многое сделали для того, чтобы мы сегодня в своей практической деятельности могли опираться на те фундаментальные вещи, которые были заложены и вами, и как руководителем Министерства иностранных дел, и как руководителем правительства Российской Федерации. Вот вы видите, что в общем и целом мы серьезно продвинулись. И таможенный союз, единое экономическое пространство – это, конечно, интеграционное объединение совершенно другого класса, другого уровня и другой глубины. Это реальная интеграция с выходом на то, чтобы передать часть функций в наднациональные органы. И это крайнего. Это не возрождение Советского Союза. Это сохранение целиком и полностью независимости этих государств, политической независимости, но с целью повысить нашу конкурентоспособность в мировой экономике, придать новый импульс развитию, обеспечить более высокий уровень жизни наших граждан, мы, конечно, идем и будем идти по этому пути. Это сложный процесс достижения компромиссов в ходе вот этого переговорного процесса. И очень важно, что и Александр Григорьевич Лукашенко, и президент Назарбаев, который, безусловно, является главным двигателем и мотором вот этих процессов. Я говорю это без всякого преувеличения. Именно он эту идею самым активным образом поддержал и реализует. И вот благодаря руководству этих стран мы двигаемся, ну и позиции России, благодаря позиции президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, мы двигаемся по этому пути. И, надеюсь, будем двигаться дальше. Конечно, мы видим, что происходит в Европе. И то, что сейчас там вот этот финансовый кризис нарастает, это связано с тем, что не было учтено одно обязательное условие, согласно которому некоторые вещи в макроэкономической сфере, в частности, величина долга внешнего или внутреннего, величина дефицита бюджета и так далее, не согласовывались в наднациональных органах. Национальные органы принимали какие-то решения в рамках Маастрихтского процесса, там 3% дефицита, не больше. А на самом деле многие страны давно вышли за эти параметры или статистику давали неточную и поставили, в общем, в очень сложное положение все страны Евросоюза. Сейчас Франция, Германия борются за то, чтобы эту ситуацию исправить и передать на наднациональный уровень некоторые вопросы, связанные с регулированием макроэкономических параметров. Безусловно, это правильно. Но это такой же прообраз Соединенных Штатов Европы. Мы пока вот до такого уровня интеграции не добрались, но мы говорим о возможности в будущем после запуска единого экономического пространства перейти и к формированию Евразийского союза. Я думаю, что в какой-то степени в результате переговорного процесса и достижения компромиссов мы, конечно, наверное, дойдем и до этого. Надеюсь, и до общей валюты, и до согласования макроэкономических параметров. В той части зала, где работает Мария Маргун, я знаю, тоже есть эксперты по вопросам безопасности, не только международные. Пожалуйста, Маша. Да, это правда. Сегодня участник нашей программы, полковник в отставке, журналист, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, пожалуйста. Здравия желаю, Владимир Владимирович. Здравия желаю. Владимир Владимирович, я свидетель уже 10-го разговора вашего с народом. И вот меня часто посещает мысль о том, что тот,
Кто не хочет уберечь Путина от ошибок, тот обсыпает его комплиментами. А тот, кто хочет уберечь, тот говорит ему беспощадную соленую правду. Так вот, один из них я. С пивом хорошо, соленый правда. Владимир Владимирович, недавно выступая на съезде «Единая Россия», вы сказали слова, которые затмили даже классиков марксизма-ленизма. Я вам их повторю. Это великолепные слова. Вы сказали, в основе нашей политики должна быть правда и только правда. Ну а теперь суть вопроса. Владимир Владимирович Путин перед армией и Россией много раз говорил, что жилищная проблема для уволенных военнослужащих будет закрыта к 2010 году. Проблема не закрыта. Ни один министр не извинился перед десятками людей, по сути, обманутых, не изменились и вы. Не считаете вы необходимым принести такие извинения людям и сказать им честные, объективные сроки, когда действительно эта проблема будет закрыта? И второе. Владимир Владимирович, вы только что сказали хорошие слова. Вы сказали, что министров назначаем мы. Вы показали в зал. Да, это прекрасно. Для меня это принципиально новое. Но тем не менее, Владимир Владимирович, ну не будем лукавить, вы назначаете министров. Многие из них, я к вам обращаюсь как к кандидату в президенты Российской Федерации. Владимир Владимирович, совершенно очевидно, что ряд министров провалили свою работу на стратегических направлениях. Это касается и экономики, и здравоохранения, и армии. И тем не менее, Владимир Владимирович, вы пока до сих пор не дали очень острую критическую оценку работе этих министров. Почему вы их боитесь менять? Владимир Владимирович, если вы будете в топку реформы убирать бездарей и бросать в бой талантливых, принципиальных министров, вы, поверьте, народ к вам потянется, реформы пойдут вперед. Владимир Владимирович, я заканчиваю свой длинный спич и хочу вам сказать, вам много раз уже говорили, почему вы не меняете бездарных, беспринципных министров, которые вас же, кстати, обманывают. Ведь вас же подставили, когда вы говорили о том, что проблема с жильем для уволенных будет закрыта. Вас подставили. Это государственное преступление не только перед вами, Владимир Владимирович. Вы должны сделать из этого выводы. Но если у вас будут проблемы с подбором кадров, обращайтесь к нам, мы поможем. В том числе и я. Вы сами на какой министерский пост претендовали бы? Не понял? Вы на какой министерский пост сами претендовали бы? Я закончил свою должность пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации Игоря Николаевича Родионова. Но я у вас бы с удовольствием поработал в контрольных органах, и вы бы у меня не ошиблись даже в запятой. Хорошо. И не обдурачили народ. Я бы готов поработать, Владимир Владимирович. Yes. Это по-нашему. Хорошо. Вас, видимо, Рошаль подговорил так насчет министров, да? У него тоже есть претензии к некоторым министрам. Леонид Михайлович, правда? Вы когда начали говорить по поводу того, что правду, матку мне хотите до меня донести, я даже так задумался, думаю, чего там сейчас будет сказано. По поводу жилья для военных. Вы не можете не знать, что до того, как мы не занялись этой проблемой, до нее фактически, по сути, практически никто как следует не дотрагивался. Людям просто не давали жилье. Очередь только росла. Причем росла катастрофически. А часть людей, которые были уволены там в 90-е годы, их вообще слили в муниципальные очереди. И сказали, привет горячий, там получаете. А там свои очередники, которые десятками лет стоят. И все, про них забыли. Что произошло в действительности? В действительности было сказано, и я об этом говорил, что мы к концу 2010 года проблему закроем. На чем я основывался? Мне принесли цифры стоящих в очередях
нуждающихся и увольняемых, уволенных офицеров в стране 70 тысяч человек. Исходя из этих потребностей, было дано поручение Министерству финансов и экономики просчитать возможности бюджета и выделить на соответствующие годы вперед необходимые под этот объем жилья ресурсы, что и было сделано. 70 тысяч нуждающихся. В 2008 году было закуплено и выдано 10 тысяч квартир. В 2009 году это было 56 тысяч квартир. В 2010 году 45 тысяч квартир. Если все это сложить, получается свыше 100. А было на очереди 70. И в этом смысле мы не только никого не надули, а перевыполнили эту задачу. В чем проблема? Их две. Во-первых, выяснилось, что учеты в Министерстве обороны велись из рук вон плохо. И оказалось, что на очереди не 70 тысяч, а 150. Это, знаете, то же самое, когда мы сказали о том, что обеспечим ветеранов Великой Отечественной войны отдельными квартирами. Начали с 10-12 тысяч, потом сказали, всех поставим на очередь, кто не был поставлен до 1 марта 2005 года, и мне тогда сказали, что это будет, ну, еще тысяч 10-15. 100 с лишним. 100 с лишним, понимаете? И это же нужно и ресурсы сразу включить, и деньги, и что самое важное, что очень важно, возможности строительного рынка. Вот на первом этапе и денег выделили даже больше, чем нужно было. Но просто с рынка не приобрести такого количества квартир было. Нужных по параметрам, по закону, положенных для военнослужащих. Их просто не было на рынке. А построить за один месяц невозможно. Поэтому Министерство обороны пошло по пути строительства нового жилья. Это жилье развернуло, и очень серьезно. Значит, это первая проблема. Вторая проблема – это что за последние годы Министерство обороны предпринимает определенные шаги, и это уже не связано напрямую с правительством, по проведению так называемой военной реформы. И количество высвобождаемых военнослужащих немного увеличилось. И это тоже увеличило количество нуждающихся. Но и все это, кстати говоря, и кризис, который тоже повлиял на объемы финансирования. Но в целом мы даже, несмотря на кризис, деньги-то выделяли запланированные все. Значит, мы решим эту проблему обязательно. Думаю, что к 2012 году мы закроем все проблемы, связанные с постоянным жильем, а где-то в конце 2013 примерно закроем и вопросы, связанные со служебным жильем. И, безусловно, доведем до логического завершения, как говорят специалисты, отоварим и всех военнослужащих квартирами, которые стояли в муниципальных очередях. Мы же просто про них вспомнили, про них просто уже забыли. И я сказал, нет, это неправильно, несправедливо, надо вернуться и выполнить свои обязательства перед этими людьми. И мы эту проблему тоже закроем и сделаем это обязательно. Теперь по поводу... Поэтому вот такова правда, так оно и есть. Теперь по поводу министров. Вы знаете, они всегда, так же как и многие губернаторы, на острие критики и на острие проблем. И очень легко сделать из каждого из этих людей козла отпущения. Но и я несу ответственность за то, что происходит в этих сферах. И я лично, как председатель правительства. Это первое. Второе – это люди квалифицированные. Вопросы, которыми они занимаются, сложны и однозначных подходов не терпят. Можно в чем-то поспорить, можно в чем-то упрекнуть. Но самое плохое, что мы могли бы сделать, это заниматься кадровой чехардой. И такое в нашей недалекой истории тоже было. У меня есть уже определенный опыт работы. И я знаю, что такое кадровая чехарда и к чему это ведет. Стоит только одного руководителя заменить на другого, еще неизвестно, какой будет результат, а уже минимум полгода ведомство работать не будет. Минимум полгода. Сразу начнутся замены, перемены. Кошмар. Наша задача, если в чем-то люди ошибаются, выстроить работу так, чтобы избежать этих ошибок. Ну а что касается ротации, то мы уже об этом говорили.
Время подойдет, и, конечно, без всяких сомнений, и будущее правительство нуждается в обновлении, и это обновление будет. Владимир Владимирович, я предлагаю проверить ситуацию на местах и двинуться в регионы. Первым городом, который выходит на связь с нашей студией, станет Владивосток. Уже в наступающем году Владивосток будет принимать один из крупнейших международных форумов – АТЭС. Там работает наш коллега, обозреватель Павел Зарубин. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Москва! Вас приветствует Владивосток, столица Приморского края и столица будущего саммита АТЭС, до которого осталось всего-то какие-то 9 месяцев. Мост через бухту Золотой Рог – одна из самых грандиозных строек, хоть и приуроченных к саммиту, но важных прежде всего для жителей Владивостока. Мост войдет в пятерку крупнейших вантовых сооружений мира. Длина мостового перехода 2 километра, а высота над зеркалом воды 64 метра. Но вот чтобы масштаб сооружения был понятен еще лучше, достаточно увидеть, где мы сейчас все стоим. Хотя, конечно, очень холодно. Это лишь один из пролетов моста. А всего таких вот блоков будет 53, и каждый из них весит по 230 тонн. Ну и вот сюда такие, с позволения сказать, детали доставляют исключительно по воде, на баржах, что говорит о том, насколько они все-таки громоздкие и тяжелые. В ближайшие дни блок, на котором мы стоим, будет установлен на свое место, ну а вообще по плану к середине марта строители должны были состыковать обе части моста, так нужного городу. Ведь это сооружение в итоге соединит два противоположных конца Владивостока. Сейчас, к сожалению, людям приходится подолгу ездить в объезд. Дорога может занимать и час, и два, а во время снегопада вообще по 5 часов. Ну и, конечно, в этот понедельник местные жители пережили несколько крайне неприятных минут, когда вдруг узнали, что этот мост загорелся. Судя по всему, в ходе сварочных работ вспыхнула сухая деревянная опалубка, и часть моста буквально запылала. Пожар был очень сильным. Видеть его могли чуть ли не из всех точек города. Люди высыпали на улицу, узнав о происходящем. И многих, конечно, увиденное просто потрясло, и у всех, безусловно, теперь много вопросов. Поэтому мы сейчас несколько отступим от привычного сценария нашей прямой линии и зададим вопрос сами генеральному директору строительной компании, отвечающей за возведение моста, Виктору Гребневу. Виктор Григорьевич, скажите, пожалуйста, насколько серьезно все-таки поврежден мост и что это означает, что он не будет сдан в срок? Ну, пожар — это ЧП. ЧП, конечно, это неприятно. Но я хочу сказать, что силовая схема моста не нарушена, расчетные параметры в норме, экспресс-обследование, которое мы за сутки провели, показали, что имеем только косметические повреждения. Косметические повреждения, да, это дополнительное время немного, но для того, чтобы сказать, что мост не будет сдан к саммиту, то однозначно мост будет готов. Саммиту будет готов точно. Просто морально немножко тяжело, но хочу доверить. Мост будет готов точно. Будем в это верить все вместе. Спасибо большое. Теперь давайте перейдем непосредственно к вопросам. Я хочу лишь сказать несколько слов, что наша съемочная группа работает здесь уже несколько дней. Мы встречались, провели много встреч с самыми разными людьми, самых разных профессий, разных социальных групп, для того, чтобы понять, какие же вопросы в первую очередь волнуют жителей города и края. И сюда сегодня пришли самые активные для того, чтобы задать те вопросы, которые они считают самыми актуальными и болезненными для региона. Итак, пожалуйста, давайте начнем. Я вот знаю, что у вас вопрос от малого бизнеса. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу задать вопрос, но немножко предисловие небольшое. Я бизнесмен, зовут меня Голдовин Андрей Викторович. Я бы хотел сказать о том, что как тяжело вести бизнес в условиях вот такой серьезной, мощной коррупции, которая присутствует здесь, в этом крае. Ни для кого не секрет, что чиновничий аппарат во главе с Дарькиным, губернатором края, набивает, можно сказать, карманы за счет федерального бюджета и за счет наших бизнесменов. Я извиняюсь, замерз очень.
Вот. Хотелось бы знать, Владимир Владимирович, сколько еще на своем посту пробудет губернатор Дарькин, который ведет этот весь беспредел, контролирует его от начала и до конца и набивает карманы, мягко говоря. Мы возмущены и хотим слышать. Спасибо. Андрей Викторович, ну, во-первых, два слова просто по мосту еще. Сказали, что вот директор стройки сказал, что проведен экспресс-анализ, экспертиза такая быстрая. Но я думаю, что этого недостаточно. Надо, безусловно, провести серьезную глубокую экспертизу. Так, конечно, чтобы она не мешала ходу строительства. Но нужно посмотреть, в каком состоянии после пожара находятся несущие конструкции, другие элементы. Это серьезный объект инфраструктуры, и здесь не должно быть никаких сбоев или недомолвок. Здесь нужна твердая уверенность в том, что все идет по технологическим нормам. Первое. Прошу вас это сделать, и соответствующие тоже указания здесь дам своим коллегам. Теперь второе. Это по поводу местных властей, коррупции и так далее. Но дело не только в коррупции, насколько я понимаю. Очень много вопросов, связанных с криминалом в крае. Больше, чем в каком-либо другом регионе Российской Федерации. К сожалению. Я уже говорил о критериях, которые выработало правительство, критериях по результатам социально-хозяйственной деятельности, экономической деятельности, но есть и другие, конечно, критерии, на которые следует обратить внимание. Я уже сказал, что в целом, опираясь и на результаты последних внутриполитических событий, можно определить доверие граждан к тому или иному руководителю региона. Надеюсь, что и сами руководители это поймут и примут соответствующие решения. Но и сейчас не хочу забегать вперед, но то, что вы сегодня сформулировали и сказали, мною, безусловно, будет учитываться в будущей работе. Спасибо, Павел, спасибо, Владивосток. Мы возвращаемся в Москву, в нашу студию. Я вижу, что мой коллега Иван Кудрявцев поднял руку. Пожалуйста, Иван. Да, Эрнест, у нас в студии находится настоятель домового храма Московского университета, храма Святой Великомученицы Татьяны, которую верующие студенты считают своей небесной покровительницей, священник, отец Максим Козлов. Вам слово, пожалуйста. Ну, я отвлекусь от политики, от экономики чуть-чуть, а то про другое пока почти не говорили. Владимир Владимирович, ну вот известно, что на нашей родине все было достаточно хорошо, когда главными были 3 человека – врач, учитель и священник. Это понятно от противного, потому что если лекарь – калекарь, учитель-мучитель, а поп – толоконный лоб, то мало не покажется. А можно сказать положительно, что мы делаем вместе общее дело. Мы утешаем, лечим, воспитываем и образовываем. Вот сейчас, что касается церковно-государственных отношений, в отношении того, чтобы утешать и лечить, уже более-менее нормально. Сам позавчера был в реанимации. В колониях у нас, ну и в сходных учреждениях, больше 1000 храмов и молитвенных комнат. А при вузах меньше 50. И вот если тут подумать, при всем уважении к нашим заключенным, но будущее нашей Родины, наверное, больше связано со студенчеством. И хотелось бы надеяться, что вот в этой области, где мы будем вместе воспитывать и образовывать, какие будут прорывы, что вы об этом скажете? И еще один очень короткий вопрос, скорее даже пожелание. За наших смежников, за врачей, учителей, библиотекарей, музейных работников. Знаете, вот нам, священников, пусть ругают, это нам полезно. Пусть нам только дает возможность вести диалог. И тут больше надежды на федеральные органы, потому что вот Алексей Алексеевич Венедиктов, знаете, сколько дает времени? 4 минуты в неделю религиозной программе на самой демократической станции. А на государственном телевидении немножко побольше, глядишь, получится. Но вот пусть говорят побольше хорошего об учителях, врачах, библиотекарях и музейных работниках. Пусть уже не бизнесмен, бармен и шоумен будут главными лицами на телевидении, а люди, на которых Россия стоит. Это как пожелание. Люди демократических убеждений считают, что не нужно давать много эфирного времени представителям наших традиционных конфессий. И я сейчас не хочу вступать в полемику, хотя у меня здесь есть что сказать. Потому что, конечно, у нас светское государство,
И мы все-таки не должны об этом забывать. И я лично сторонник того, чтобы характер светского государства у нас оставался и укреплялся. Вместе с тем мы утратили определенные ценности советского периода, связанные с кодексом строителя коммунизма, с моральным кодексом строителя коммунизма. Но если мы заглянем в этот моральный кодекс строителя коммунизма, это выдержки из Библии на самом деле. И ничего нового человечество не придумало. Наши традиционные конфессии, и буддисты, и христиане, и иудеи, и мусульмане, они в целом придерживаются, что касается базовых ценностей, нравственных, моральных ценностей, по сути, придерживаются одних и тех же позиций. И, безусловно, это то, что нам вместе подлежит укреплять. И других ценностных ориентиров у нас нет, и вряд ли в ближайшее время появится. Что касается студенчества и вообще образовательной сферы, то вы не можете не знать, вы в МГУ работаете, да? Ну вот, что здесь целая программа у нас существует. Можно по-разному к ней относиться и критически посмотреть на нее. И там действительно, наверное, много элементов, которые нужно критиковать и искать, как можно ее улучшить. Но все-таки развитие системы высшего специального образования, среднего образования, профессионального на уровне профессиональных технических училищ и лицеев, оно находится в сфере нашего внимания и будет находиться дальше. Что касается высшего образования, науки, я говорю не только о многократно увеличивающемся в последние годы объеме финансирования этой сферы, но и говорю о новых подходах. Ну, в частности, МГУ и Петербургский университет, вы знаете, выделены в отдельную категорию вузов, по которым созданы отдельные программы развития на правительственном уровне, с отдельным финансированием, с ускоренным и в больших объемах. Мы создали систему федеральных высших учебных заведений и целую сеть по всей стране исследовательских университетов. И по каждому из них приняты решения по дополнительному финансированию. Мы приняли программу грантовой поддержки талантливых людей, приняли программу грантовой поддержки ученых, напрямую именно ученых, которые предлагают интересные, перспективные в стратегическом плане идеи. Не вузы конкретно финансировать, не учебные заведения или научные центры, а конкретных ученых с предложениями. И знаете, это очень интересная программа получается. Так что эту сферу мы, конечно, будем самым активным образом поддерживать и развивать. Ну а что касается деятельности религиозных конфессий, представителей религиозных конфессий в учебных заведениях, повторяю еще раз, мое личное мнение в том, что мы должны поддерживать и сохранять светский характер нашего государства, но, конечно, деятельность религиозных конфессий в учебных заведениях, так же, как и в армии и в местах лишения свободы, не запрещена, будет только приветствоваться. Владимир Владимирович, вот вопрос, который только что попался на глаза, он больше, конечно, относится к предыдущей нашей теме, к Владивостоку, но поскольку он важный, его целесообразно задать, пока мы далеко не ушли. Кадровые ошибки в назначении ряда губернаторов очевидны. Мезенцев, Ипатов, Михальчук, Юрченко, Нелидов, Бравко. Список можно продолжить. Мы, жители Ульяновска, в основном проголосовали против партии «Единая Россия», потому что хотели добиться отставки губернатора Сергея Морозова. Ольга из Ульяновска подписалась. И еще вопрос Алексея Шацкого из Волгоградской области. Правда, что регионы, не поддержавшие правящую партию, будут исключены из программы социального развития Российской Федерации? Ну и как следствие вопрос, встречающийся чаще всего. Не пора ли вернуться к прямым губернаторским выборам? Да, вот это важный вопрос. Но что касается того, что кто-то будет исключен по результатам голосования, это полная чушь. Это, знаете, как не придете на выбор, свет отключим и канализацию закроем. Конечно, это ерунда. И ни одно здравомыслящее правительство никогда таким образом поступить не может. И наше никогда не поступит. Вопрос не в политических предпочтениях, а вопрос в долге государственных служащих на таком уровне, как правительство или даже регион, долги перед своими гражданами. Это фундаментальные вещи абсолютно. Ничего никто сокращать не будет, не посмеет просто.
Это первое. Второе, что касается вот этого самого важного вопроса, это выборность или невыборность губернаторов. Я не буду скрывать, я уже об этом говорил и хочу сказать еще раз. Вот сегодняшний способ приведения губернаторов к власти я придумал лично. Сам придумал. Никто не советовал. И скажу почему. Давайте вспомним, когда и в каких условиях это было сделано. Это было сделано в начале 2000-х годов, когда у нас полыхала гражданская война на Кавказе. Когда многие губернаторы, прямо надо сказать, приходили к власти путем прямых, якобы прямых выборов тайных, но опирались при этом на местные полукриминальные элиты. И, что особенно опасно и важно было тогда, сосредоточили в своих руках большую экономическую власть, да еще сидели в Совете Федерации и имели неприкосновенность, как депутаты парламента. Но что особенно было тревожно, и что меня очень беспокоило, с целью прихода к власти не брезговали ничем. Не только опирались на полукриминальные структуры, но и опирались на националистические группы, на сепаратистские группы. И очень легко было порождать этот сепаратизм в регионах Российской Федерации. У нас сложно созданная страна с национальными формированиями. И я хочу, чтобы и те, кто в зале сидят, и вообще граждане всей страны знали, чем было продиктовано это решение. Не тем, что хотелось сосредоточить в своих руках как-то больше властишки. Да нет, конечно. Это было продиктовано желанием страну сохранить и собрать вместе. И не допустить раскачивания. Конечно, мы в известной степени прошли период становления и укрепления наших властных структур и государства в целом. И, разумеется, я и сейчас вижу, здесь вот претензий много, из Владивостока прозвучало, вот в этом вопросе звучит. Я знаю эти претензии. И я исходил из того, что если президент предлагает федеральному собранию, то федеральное собрание, выбранное всеми гражданами, проживающими в регионе, прямым тайным голосованием, делает определенную селекцию и отбор. Так, кстати, это механизм работает отчасти. Я вот помню, когда мы предлагали, скажем, Волгоград, и волгоградские депутаты сказали: нет, за этого кандидата не проголосуем ни при каких обстоятельствах, даже при всем к вам уважении. И мы пошли на то, чтобы внести другую кандидатуру. Но и в Нижнем, по-моему, тоже так было. Но вот сейчас я тоже вижу, что, может быть, этого недостаточно. И нужно сделать следующий шаг в развитии нашей политической системы. Я думал над этим и, например, считаю возможным. Обязательно нужно сохранить вот этот фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власти людей, которые будут опираться на какие-то полукриминальные или, не дай бог, сепаратистские силы, в том числе и в национальных республиках. Я хочу, чтобы все это поняли, это крайне важно для России. Ну так вот, допустим, можно, как вариант, надо подумать над этим, чтобы все партии, которые приходят в региональный парламент путем прямого тайного голосования, предлагали президенту своих кандидатов на должность губернатора, руководителя региона. Вот эти предложения проходят через президентский фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не на депутатов Заксобрания, а на прямое тайное голосование всего населения, проживающего в регионе. Вот этот шаг, мне кажется, вполне возможен и обоснован. Ну, и, конечно, за президентом нужно будет оставить негативный контроль, то есть право отстранения от должности в случае совершения каких-то действий, связанных с осуществлением властных полномочий губернатором. Примерно то же самое, в принципе, можно сделать, надо только додумать всякие элементы этой конструкции с формированием Верхней палаты парламента. Вплоть до прямых выборов? Вот я же говорю, вплоть до прямых выборов. Тоже пропустить через вот такой президентский фильтр кандидатов от партий, которые побеждают на региональных выборах, и выносить их кандидатуры на суд граждан, проживающих в этой территории, и формировать Верхнюю палату парламента Совета Федерации с помощью прямых
прямых тайных выборов, тайного голосования. Ну и, Владимир Владимирович, давайте уточним. То есть институт выборов губернаторов тоже в определенной мере, получается, возвращается? Ну вот с теми поправками, о которых я сказал. Во всяком случае, я считаю это возможным. Но вот сейчас это возможно. В целом потом можно посмотреть, как работает этот механизм, пройти этот этап. Можно и напрямую просто уже перейти к самовыдвижению. Но вот сегодня этих кандидатов, безусловно, я в этом уверен, нужно пропускать через президентский фильтр. Именно президентский? Именно президентский. Вот еще раз повторю. Партии, вошедшие в региональный парламент, предлагают президенту своих кандидатов на должность губернатора. Он вправе отклонить те или иные кандидатуры. Тогда партия предлагает другую, пока не появится должный кандидат. А потом всех их выносит на суд граждан на прямое тайное голосование. Мне кажется, вполне приемлемая вещь для страны, которая гарантирует нас и от рисков, имею в виду сложный характер нашей федерации, и в то же время усилит влияние граждан на формирование высшего в регионе уровня власти. Спасибо, Владимир Владимирович. Я предлагаю двинуться вглубь нашей студии, и слово Марии Китаевой и ее гостям. Да, но я хочу перейти в северную столицу, где не так давно, в общем, губернатор был назначен еще по старой схеме. И слово передать почетному гражданину Санкт-Петербурга, маэстро Гергиев. Владимир Владимирович, вот за вами карта огромной страны. И мы сейчас очень с большим интересом услышали о давних уже событиях. Так вот вам первое, отдельное спасибо за то, что вот в таком же виде она сейчас перед нами, вот такая огромная, могучая. Это первое. Я сам вырос в Осетии, поэтому у меня есть причины говорить то, что я сейчас говорю. Второе. Я живу в Петербурге и возглавляю крупнейший театр. Хотелось бы рассказать вам одну короткую историю. Вот великий композитор, а для меня величайший русский композитор 20-го столетия Сергей Прокофьев подарил Мариинскому театру, тогда Кировскому, партитуру оперы партитуру балета «Ромео и Джульетта». Ныне знаменитейшее произведение. И после премьеры, весьма успешной, прогуливаясь недалеко от театра, неожиданно встретился с человеком, который его остановил, одернул, сказал: «Вы композитор Сергей Прокофьев?» «Да». «Я слышал, между прочим, ваше произведение, безобразное, мне страшно не понравилось». Уже несколько раз, часа-полутора, о том, что ваша работа непростая. Но хочу вам сказать, что Сергей Прокофьев после сочинения «Ромео и Джульетты» сочинил еще огромное количество очень знаменитых произведений, в том числе свои знаменитые военные произведения. Ромео Прокофьев — это уже 37-38 годы, а вот и в 41-м, 42-м и 45-м это и «Война и мир», и «Пятая симфония». Почему я утруждаю сейчас всех вспомнить о том, что Россия — это не только страна нефти и газа, это еще страна величайших писателей, поэтов, композиторов, все это знают. Мне кажется, что доверяйте своему инстинкту, и мне очень импонирует то, что наш разговор сегодня не идет вокруг удачи или неудачи Единой России. Идет разговор о России. Вот за это второе спасибо. Валерий Беславович, вам спасибо за оценку, за поддержку. Мы с вами давно знакомы и дружим. Вот вы сейчас сказали про Прокофьева, про его музыку к балету «Ромео и Джульетта». Это очень хороший пример того, как все быстро меняется и оценки меняются. Вы помните, наверное, да, когда эта музыка была представлена зрителю, то некоторые очень известные и очень авторитетные люди в этом мире сказали: нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. И вот с тех пор очень много изменилось, и оценки изменились. И также и в нашей жизни очень многое меняется. Я думаю, что многое из того, что мы делали недавно, делаем сегодня, все-таки будет получать объективную оценку в будущем. Надеюсь на это. Для этого мы и трудимся, чтобы реально изменить ситуацию к лучшему. Что касается города Петербурга, Ленинграда, я его люблю так же, как и вы. Я там родился, это моя малая родина. И
Конечно, не забывая про другие регионы, буду делать все для того, чтобы и Питер поддержать. Вот вы упомянули о деятельных культурах вообще, а здесь вот коллега, не помню, кто-то сказал и о библиотекарях, и работниках культуры в регионах. Это крайне важная тема. Крайне важная, потому что это очень важная составляющая нашей жизни, эти люди. Их работа очень важная составляющая нашей жизни. И они, конечно, нуждаются в поддержке. Они по уровню заработной платы сегодня на одном из самых последних мест. Я вчера только на эту тему разговаривал с Министерством финансов, дал поручение посмотреть, что можно сделать дополнительно в этой сфере. И очень рассчитываю, что такие предложения будут подготовлены. Мы, безусловно, в этом направлении будем двигаться, будем искать дополнительные возможности региональных бюджетов и федерального для того, чтобы эту категорию работников поддержать. Так же, как, наверное, к этому наверняка вернемся еще, как и тех, кто работает в дошкольных детских учреждениях. Но это, правда, другая сфера нашей жизни, но тоже очень важная. Да, уточнение. Здесь хочется сказать о том, что огромные все-таки уже свершения налицо. Для меня, например, Петербург сегодня перестал загрязнять Балтийское море. Об этом мало кто знает. Я вчера был в Финляндии, только об этом говорили, что Петербург сейчас оказывается едва ли не просто сбросы в Балтийское море, очень больное море. Для нас это страшно важно, для Питера. Оказывается, вот водоканал и глава водоканала Кармазинов смогли за буквально 5-6 лет добиться того, чтобы финны завидовали. Едва ли не самое развитое государство сегодня в мире, мы это знаем. Это так. А с другой стороны, я думаю о том, что, например, Новосибирск, крупнейший российский центр, не имеет концертного зала. Вот я знаю, что до 2018 года появятся стадионы шикарные, современные, мощные. Пускай у каждого стадиона или на каждый один мощный стадион будет сателлит, даже не обязательно в том же самом городе. Шикарный концертный зал. Кстати, он не может стоить больше миллиарда рублей. Он будет шикарным, мирового класса. Он не должен. Если он стоит больше, считайте, что уже вас начинают обманывать. Вот такой совет практический. Просьба. Спасибо, Валерий. Как сейчас идет Маша, вернитесь, пожалуйста. А как идет реконструкция Мариинки-то сейчас? Мариинский и новые площадки. Мне кажется, что мы создаем, и через 1,5 года, самое позднее, все-таки в Петербурге, в культурной столице, одной из культурных столиц европейских, будет комплекс, который не уступит, по крайней мере, по мощи своей, по размаху ни одному американскому, или китайскому, или японскому. Мы еще 10 лет назад безнадежно отставали. Мне кажется, здорово, что правительство, и вы тогда еще президентом поддержали идею строительства нового театра, второго театра, потому что кроме Парижа ни один город в мире не имеет 2 совершенно разных здания под одним зонтиком, да, единой дирекции. И мне кажется, что Петербург от этого выиграет. Спасибо, что и сейчас вы поддержали в очередной раз, потому что я не пришел сюда комплименты делать или благодарить. Честное слово, я даже не знал, о чем буду говорить, но я вот слушаю с большим интересом. Мне кажется, что забывая о том, что и Петр Великий, и Екатерина Великая, и во многом, и в 20 столетии создавались такие культурные сокровища, или собирались такие сокровищницы. Мы еще и поэтому во всем мире сегодня себя чувствуем уверенно. Хотя у нас ядерная мощь, вы об этом говорили, считаются, но еще и поэтому тоже, ведь правда? Конечно. И здорово, что мы так развиваемся. Скоро будем готовы, я думаю. Валерий Александрович, не переманивайте, пожалуйста, из Большого театра артистов ведущих. И наоборот, да? И наоборот. Не надо переманивать. Я думаю, у нас в основном... Это, во-первых, коллега, он даже здесь присутствует. Из Большого театра ушли балетные танцовщики. Я думаю, они туда же и вернутся. А на самом деле Мариинский театр самодостаточен. Но самое главное, чтобы обратили внимание, и вся Россия об этом может сегодня задуматься. Мы в Петербурге выступаем 530 раз в год. Я знаю, что вы восстановили концертную деятельность по территории России. Тоже. Да, регионы. У нас где-то 10-12 регионов только в рамках Пасхального фестиваля. Это, пожалуй, самая интересная часть нашей работы. Знаете, что я помню, как вы вместе с оркестром приехали в Южную Осетию и выступали на развалинах. За это вам отдельное спасибо.
Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Валерий Вячеславович. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что, уважаемые гости, что нас ждут города, там стоят наши коллеги-журналисты и люди, которые, прям скажем, мерзнут, поскольку не май месяц, а середина декабря. Поэтому давайте немножко ускоримся, хорошо? Сейчас будем немножко более интенсивно работать и успеем всем дать возможность обратиться к Владимиру Владимировичу. Вопрос из интернета, который пришел на наш сайт. Говорят, что события 5-6 декабря в Москве и Санкт-Петербурге вызвали растерянность в Кремле. Писали даже, что там постоянно шли экстренные совещания по ночам. Владимир Владимирович, это правда? Меня не вызывали на эти совещания, я не знаю. Вас не вызывают? Нет. Я скажу откровенно, я что-то растерянности там не заметил. Я в это время, я скажу откровенно, я в это время пытаюсь до сих пор научиться играть в хоккей. Я как корова на льду там до сих пор пытаюсь что-то изобразить, но не очень обращал внимания на то, что происходит. Но растерянности никакой в Кремле не заметил. Хотя я давно там не был, честно говоря. Понятно. Спасибо, Владимир Владимирович. Еще вопрос у Марины Китаевой, да? Я знаю, кто точно знает значение слова «хронометраж», мой коллега Владимир Соловьев. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Извините, буду резок. Потому что люди звонят и говорят, возникает ощущение, что наступило время, когда власть знает, как живет народ, и с интересом народу рассказывает о его жизни. Исходя из этого, главные коррупционеры в стране – это мелкие чиновники и гаишники, а светочи мудрости и порядочности засели в правительстве и в администрации. Вы призывали к посадкам, звучали жесткие слова, но повторяется время русских классиков. Фразы жесткие, но как-то то ли своих не сдаете, то ли наверху другие законы. И каждый раз защищаете правительство, говоря, что они высокие профессионалы, а нам негоже о них судить. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, конкретно, по фамилиям, увидим мы когда-нибудь новых людей? И начнутся ли посадки? Хотя понимаю, что, как правило, в нашей стране борьба с коррупцией – это национальная забава, и начинается с того, кто такой вопрос задает. Ну вот. Хотя и кратко. Ну вот с вас и начнем сейчас. Ну не с вас лично, а вообще. Я знаю, и ко мне тоже обращались разные люди по поводу того, что средства массовой информации используют свое монопольное положение в отдельных сегментах для того, чтобы решать в том числе экономические вопросы. И говорят, вот давайте сделайте так, иначе мы вас вытащим и покажем про вас то-то и скажем это. Это в принципе, и на муниципальном уровне управления, на региональном, на федеральном, в Думе, в правительстве, в СМИ, в медицине. А что, про медицину мало говорят о том, что там коррупция, мздоимство и так далее. Что мало разве говорят про аналогичные явления в сфере образования? Это беда всего нашего общества. Создавать из этого желание попасть на волну и понравиться, и кого-то, извините, уконтрапупить, схватить и посадить, во что бы то ни стало, показать свою крутизну, это самое простое, что мог бы сделать человек в моем положении. Но у нас 4 с лишним тысячи уголовных дел, возбужденных по взяткам и коррупции. Почти 300 доведено до суда, десятки осужденных. Это модная тема, и ее нельзя забывать. Борьба с коррупцией, с криминалом, в том числе и прежде всего во власти. И власть сама заинтересована в очищении. Но никакой компанейщины здесь недопустимо. У нас есть примеры, когда губернаторов в тюрьму сажают, и они отбывают целиком срок в местах лишения свободы. Целиком. Их никто не выпускает. У нас есть примеры и вот прямо в новейшей истории, когда на уровне заместителя министра сажают в тюрьму. Но здесь еще и вопрос, в тюрьму и расследуют в рамках уголовного процесса. Здесь есть еще вопрос не компанейщины, а вопрос качества работы правоохранительных органов. Все это требует определенного баланса, серьезного подхода и ритмичной работы по всем направлениям. Ритмичной, жесткой и последовательной. А не предъявление это, значит,
в качестве своих достижений для текущей политической конъюнктуры. Этого мы делать не будем. Но бороться будем обязательно. Будем бороться последовательно, настойчиво и жестко. Но, не знаю, 4000 с лишним – это много или мало дел? Наверное, немало. Важно качество. Вообще, в любом случае, и вы знаете, вы человек жесткий, я иногда вижу то, что на экране происходит, когда вы работаете. Значит, самое это главное – это не жесткость наказания, а неотвратимость наказания. Вот этого нам нужно добиваться. Вопрос с сайта, Владимир Владимирович. На днях исполнилась годовщина беспорядков на Манежной площади, спровоцированных убийством футбольного фаната Егора Свиридова. Вы тогда ездили к болельщикам, разговаривали с ними. Тогда вас стали обвинять в том, что вы разыгрываете карту русского национализма. Почему вы это сделали тогда и не жалеете о той встрече сегодня? Нет, конечно, не жалею. Во-первых, с этими людьми нужно встречаться, работать, объясняться. И если это не происходит на каких-то других уровнях, значит, и мне приходится иногда этим заниматься. Хотя я считаю, что вот с фан-клубами работать нужно постоянно. И в целом люди-то позитивно настроенные. Там разные, конечно, есть. И проявления есть и за границей у нас. А что мы за границей не видим, как громят магазины или громят там стадионы? Чего этого нет, что ли? Мы чем отличаемся в этом смысле от других? Да ничем. То, что произошло убийство болельщика, это трагедия, которая и страну всколыхнула, и некоторые проблемы нашего общества вскрыла. Но говорить о том, что кто-то разыгрывает какие-то карты националистические, абсолютно неверно. Потому что я напомню, я предложил встретиться не только представителям фан-клубов, скажем, Москвы, а представителям фан-клубов со всей России, в том числе и из Кавказа. Предложил им в знак памяти о погибшем их товарища, а я считаю, что это их товарищ, вне зависимости от того, где эти фан-клубы созданы и за кого они болеют. Это единое сообщество, единое society. Предложил им всем вместе поехать и возложить цветы. И все, в том числе и приехавшие из других регионов Кавказа, в том числе и с юга, встали и поехали со мной на кладбище и возложили цветы. Я считаю, что это такой символический знак, который должен послужить примером. И, конечно, ни в коем случае нельзя допускать ничего подобного в будущем. Ничего подобного в будущем. А то, что это, когда человек гибнет, это всегда трагедия. Слава Богу, что и правоохранительная система все-таки довела под напором общественности до логического завершения свою работу и наказала виновных. Ну, а что касается сути, ну не сути, а вот всего, что с этим связано. Если вы посмотрите, о каком шовинизме или русском национализме там может идти речь. Там те, кто призывал к расправам, нет ни одной русской фамилии. И те, кто совершал убийство или был причастен к убийству, тоже нет ни одной русской фамилии. Причем здесь великодержавный шовинизм? Посмотрите на фамилии осужденных. Ни одной русской фамилии там нет. Так что давайте не будем провоцировать русского мужика, а то так можно провоцировать, потом не успокоите вообще. Я предлагаю обратиться к Центру приема и обработки сообщений, где работает Мария Ситель, тем более, что есть новые звонки. Пожалуйста, Маша, вам слово. Да, Эрнест, спасибо. Если позволите, о статистике чуть-чуть попозже. А сейчас давайте возьмем сразу звонок с линии, дабы не отрывать его от только что затронутой темы. У нас Санкт-Петербург и Александр. Вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, может быть, хватит уже сегодня кормить Кавказ? Спасибо. Да, такой тезис я слышал и многократно. Ведь в чем проблема? Проблема в том, что в последние годы в крупных городах страны появляется все больше и больше выходцев с Кавказа. И далеко не все из них вписываются в ту культурную среду, в которую они попадают. Но надо сказать, что и люди приезжают часто сами не подготовленные. Ни образовательного нет уровня, ни профессиональной подготовки. Они ищут просто лучшую долю, если так можно сказать.
ищут возможность трудоустроиться. Но выход какой отсюда? И почему это вызывает законное часто раздражение тех, кто проживает в том или ином населенном пункте? Какой выход отсюда? Ну, самое основное, что нужно делать, самое главное, это нужно развивать производительные силы, создавать новые рабочие места на самом Кавказе. Ведь совсем недавно еще говорили, ой, какой ужас, не могут Грозный восстановить столько лет. Он выглядит как Сталинград после войны. Ну что, нам оставить Грозный в таком состоянии, что ли, было? Я знаю, что к Кадырову много там претензий, но он восстанавливает Чечню. И Грозный восстановил так, как до сих пор никому не удавалось это сделать. Много говорят о коррупции вообще, и особенно о коррупции на Кавказе. Но я уверен просто, что вот коррупционная составляющая в Чечне минимальная. Минимальная. Но нам нужно развивать производство, экономику, социальную сферу таким образом на Кавказе, чтобы оттуда людям и уезжать-то никуда не хотелось, чтобы они могли реализовывать себя в своих родных местах. А для этого, безусловно, если мы хотим сохранить единство нашего государства, нужно вкладывать деньги туда. Конечно, разумное должно быть вложение. У нас сейчас несколько программ федеральных существует по развитию юга страны. Одна так и называется «Юг России», вторая по Чечне, третья по Ингушетии. Да, нужно туда деньги вкладывать. Повторяю еще раз, это не значит, что там надо бездумно вваливать эти деньги, чтобы они там растаскивались и расхищались. Нужно делать это осознанно, целевым образом и добиваться эффективности вложения этих средств. Но делать это придется. Мария, есть еще звонки? Да, позвольте еще обратить внимание. Кстати говоря, в том числе для того, чтобы уменьшить количество тех, кто пополняет ряды бандформирования. Владимир Владимирович, позвольте обратить ваше внимание тогда еще на один тезис. Он по теме, довольно резкий. Пришел СМС-сообщением. Хватит кормить Москву. Согласен, хватит. Значит, что по поводу Москвы? Вот в советские времена, как шло финансирование потребностей регионов. Работал Госплан. И работа региональных чиновников заключалась в том, чтобы приезжать в соответствующие структуры Госплана и выбивать фонды, деньги на развитие территории. Что произошло в новейшую историю России? Вот мы уже с доктором Рошалем дискутировали вот со здравоохранением. Все передали в регионы, а у них бюджетная обеспеченность очень разная. Из чего она начала складываться? Не из того, кто сколько фондов добыл из Госплана, из центра, а из собственной налоговой базы. А налоговая база, с учетом неравномерного развития производственных сил по территории страны, она разная у разных регионов страны, у разных округов и разных субъектов федерации. Она очень разная. И люди не виноваты в этом. Это создавалось десятилетиями. Но поэтому стоит задача выравнивания, во-первых, по территориям. И один из способов выравнивания – это более справедливое распределение налогов по территории страны. У нас, например, инфраструктурные монополии такие, как «Газпром», электроэнергетика, сетевые компании, как «Транснефть» и некоторые другие. Они работают по всей территории страны, но центр прибыли у них и центр уплаты платежей в Москве находится. И поэтому уровень бюджетной обеспеченности Москвы в разы выше, чем по некоторым территориям. И вот эту ситуацию, конечно, нужно постепенно менять. Да, инфраструктурным компаниям так удобнее. Они делают это не потому, что хотят Москву кормить, а потому что удобнее так технологически для них работать. Но им нужно будет выстраивать работу и по-другому, имея в виду обеспечение бюджетной составляющей тех регионов Российской Федерации, где они осуществляют конкретную коммерческую деятельность.
Владимир Владимирович, мы еще вернемся в колл-центр, но, по-моему, реакция на эти звонки, эти сообщения есть в зале. Пожалуйста, у Марии Китаевой. Да, колл-центр и затронутый национальный вопрос приводит меня к генералу Аслаханову. И он был одним из тех, кто отвечал на звонки в колл-центре, поэтому хотел поделиться услышанным. Я жезл отпущу, хорошо. Раз меня представили как генерала, я считаю, что генерал не вправе задавать вопросы кандидату в президенты сидя, поэтому я стоя хочу обратиться. Ну, я честно скажу, я возмущен был вчерашними, вернее, содержанием вчерашних звонков. Это тотальное нарушение конституционных, я подчеркиваю, конституционных прав наших граждан. Это особенно в социальной сфере. Это связано с пенсиями, это с пособиями, это с ремонтом жилья и так далее, и так далее. И, Владимир Владимирович, я считаю, что нужно было бы, когда подвести итог, оказать помощь абсолютно всем, которые там просят, где мы обязаны делать. Но чиновников, которые препятствуют, нужно с ними разобраться. Потому что так издеваться над людьми просто преступно. И хотел бы вопрос вам задать, Владимир Ильич. Сейчас и вопросы, которые задавали, они свидетельствуют. Мы очень гордились, вы неоднократно подчеркивали, что мы многонациональное государство и многоконфессиональное. Мы очень гордились тем, что за всю историю нашу многовековую у нас не было никогда конфликтов на этой почве. Но сейчас нас загоняют по национальным квартирам. То, что сейчас происходит, оно очень тревожит в дальнейшем. И то, что у нас во многих даже небольших государствах есть Министерство по делам национальности, которое решает эти вопросы. Если там даже несколько национальностей проживает, а у нас их много. Может быть, есть смысл восстановить все-таки, воссоздать Министерство по делам национальности, которое серьезно на профессиональном уровне занимался этим вопросом. А у нас специалисты очень прекрасно в этом направлении есть. И последнее хотел сказать. Позавчера я был на конференции, которую проводила торгово-промышленная палата, там по контрафакту. Там просили меня выразить вам огромную благодарность, что вы первые, наверное, в мире объявили войну контрафакту, ваше постановление, которое необходимо проведение конференции и так далее, с огромным одобрением не только наших граждан, а все гости, которые из многих стран приехали, выражали. Спасибо. Что касается, с последней темы начну. Что касается контрафакта, непростая оказалась работа, сложная. К нам много было претензий со стороны наших иностранных партнеров. Этот контрафакт забрался, к сожалению, и на некоторые оборонные предприятия, на которые доступ проверяющих организаций ограничен, в том числе даже сотрудникам Министерства внутренних дел. Но мы двигаемся по этому пути достаточно последовательно, в том числе и в рамках присоединения к ВТО, к Всемирной торговой организации. Думаю, что сегодня 15-е, завтра должно состояться окончательное решение по этому вопросу. И коллеги находятся сейчас за границей, в Брюсселе, по-моему, где они там совещаются. Значит, будем и дальше работать. Тем не менее, не могу сказать, что мы все сделали в сфере борьбы с контрафактом. Много проблем, которые наносят ущерб не только нашим зарубежным партнерам, но и отечественным производителям. В том числе и в сфере производства такой гуманитарной продукции. Я имею в виду видео, аудиоматериалы и так далее. Вот Валерий Бессалович наверняка подтвердит, и писатели, и композиторы, и продюсеры, создатели фильмов, другой видеопродукции от этого страдают. И, безусловно, правильно формулирует вопрос, связанный с тем, что мы здесь не дорабатываем. Будем и дальше работать. Будем совершенствовать наши правовые нормы и правоприменительную практику. Это первое. Второе, что касается вопроса чрезвычайно важного, который вы затронули, и касающегося того, что нас стараются загнать по национальным квартирам. Конечно, это недопустимо. Есть один вопрос, который мы, конечно, должны будем решать. Это вопрос, связанный с инфраструктурными возможностями крупных городов. Вот это тоже очень важно. В советские времена была прописка, потом ее отменили, и
Конституционный суд сказал, что она незаконна. Но есть вопросы, связанные с регистрацией, есть вопросы, связанные с рынком труда в крупных городах, с возможностями медицинского обслуживания, с транспортной инфраструктурой. Но здесь, на мой взгляд, нужно решить вопрос, как я уже говорил, отвечая на один из предыдущих вопросов, с равномерным развитием производительных сил, равномерным развитием социальной инфраструктуры на всей территории страны. Так, чтобы люди в своих родных местах, на своей малой родине могли чувствовать себя комфортно и связывать свое будущее с этой территорией. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Асланбек Ахмедович. Я прошу наших режиссеров... Вы будете принимать дальше участие в соревнованиях ветеранов по борьбе самбо? Вот Асланхан, он не только принимает участие, регулярно выигрывает чемпионаты мира по самбо. До сих пор. Что меня, честно говоря, удивило, если не сказать, потрясло. Я, честно говоря, даже обомлел, когда последний раз увидел его на ковре и увидел то, что и как он там делает. Просто здорово. Вам спасибо, что я вернулся в спорт и выполняю ваше поручение. Владимир Владимирович, у меня в вопросе было, что значит, о создании, целесообразности создания министерства. Да. Значит, ну, по чиновникам, которые черствы к людям, это я уже говорил, здесь добавить нечего. Конечно, нужно с такими людьми разбираться и нужно создавать условия, при которых люди будут чувствовать прямую отдачу от аппаратов различного уровня. Что касается Министерства национальности, у нас этот вопрос погружен в Министерство регионального развития, но, видимо, вы правы, видимо, этого недостаточно, потому что в Министерстве регионального развития сосредотачивается внимание прежде всего на вопросах социальных и экономических, а проблема национального благополучия, они практически уходят на второй план. Национального развития, взаимодействия этносов в России уходят на третий план. И в условиях нашей страны, конечно, вот сегодняшняя структура явно не отвечает требованиям дня. Я думаю, что вы правы, обязательно подумаем над этим. Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем эту тему. Я прошу наших режиссеров включить «Северный Кавказ». Ставропольский край, поселок Новотерский. Там работает наш обозреватель Илья Канавин. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Эрнест. Добрый день, Владимир Владимирович. Это поселок Новотерский. Мы на заводе, где разливают знаменитую, справедливо знаменитую, прекрасную минеральную воду. Вообще, это кавказские минеральные воды. И здесь можно было бы, конечно, поговорить об интересных, серьезных вещах. О том, как здесь отдыхали многие цари русские, многие советские партфункционеры, космонавты, миллионы советских людей, о том, что будет с этим регионом через 5-10 лет. Но, коль скоро так повернулся разговор, то я возьму на себя смелость показаться не очень гостеприимным по отношению к тем, кто нас здесь принимает, и предоставлю слово людям, которые специально приехали на эту линию, имея вопросы большие, имея вопросы больные и очень серьезные, вопросы важные для Северного Кавказа. Да. Прошу вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Сыроваткин Александр, я преподаватель Пятигорского лингвистического университета. Я бы хотел вернуться к Кавказу. В сферу моих научных интересов входит сбор и анализ данных о межнациональных и межрелигиозных проблемах, возникающих в нашем регионе. В последнее время в Ставропольском крае очень остро стоит вопрос о взаимоотношениях местного населения и людей, приезжающих сюда из соседних республик на постоянное место жительства, учебу или лечение. Местное население очень раздражает вызывающее поведение приезжающих, нежелание их выполнять законы местные, бравирование оружием личным, а также демонстрация своего финансового превосходства, что, кстати, последнее позволяет жителям Ставропольского края говорить о
несправедливом распределении средств среди субъектов Северокавказского федерального округа. Даже появилось такое расхожее мнение, что приезжие хотят жить не вместе с нами, а вместо нас. Вот, собственно, вопрос. Владимир Владимирович, ответьте, пожалуйста, собирается ли власть изменить данную ситуацию, или же мы имеем риск того, что недовольство нарастающее может быть использовано некими силами, которые разожгут межнациональный конфликт у нас в регионе? Спасибо. Мы, собственно говоря, мы уже начали обсуждать эту тему. Вопрос, безусловно, чрезвычайно острый. И от того, как мы будем его решать, многое зависит в нашем будущем. Вы наверняка знаете, что это вопрос, который не является чем-то исключительным российским. Это не является исключительно российской проблемой. В Европе происходит практически то же самое. Я многократно разговаривал с моими коллегами в европейских странах. Там, знаете, вот в одной из стран мой бывший коллега, премьер, говорил, что не буду называть страну, а говорил, что люди, приезжающие из Северной Африки, лет по 10 живут в стране и не говорят на местном языке. Лет по 10 живут и не говорят на местном языке. И живут. И какие проблемы там сейчас с выходцами из исламских государств, Северной Африки, мы очень знаем. Более того, люди, настроенные весьма демократически, воспитанные на этих принципах, на толерантности, как сейчас там модно говорить, заявили о полном провале этой политики в Европе. Разница у нас заключается в том, что если там приезжие граждане иностранных государств, то у нас, те, кто приезжают из других регионов, в частности Северного Кавказа, это граждане Российской Федерации. И мы не можем ущемлять их в правах. Вместе с тем, и я сейчас только что, отвечая на один из вопросов, сказал и могу повторить то, что было мною сказано. Мы должны учитывать особенности каждой российской территории. А те, кто приезжают жить, учиться, работать на другие территории Российской Федерации, и живут среди граждан с несколько другим культурологическим и историческим корнем, должны с уважением относиться к местным обычаям, культуре и традициям того населения, куда они приехали жить. Всякое другое поведение должно встречать соответствующий ответ, прежде всего со стороны органов власти, дабы не раздражать местное население и не приводить к конфликтам. Конфликты нам не нужны, а поэтому все должны соблюдать определенные нормы. Есть еще один способ решения проблемы. Да, Конституционный суд сказал нам, таково решение было Конституционного суда, сказал о том, что прописка является незаконной. Но регистрация по месту по новому жительству и работе либо учебы, она является законной. Вопрос в том, что мы делаем и делали до сих пор в связи с нарушением этой регистрации. Повторю еще раз, речь прежде всего идет об ограничениях, связанных с инфраструктурой и с тем, что люди, которые приезжают из одних регионов, жить, учиться, работать в другие регионы, часто сами попадают в достаточно сложную ситуацию, потому что и рабочих мест не хватает, где они собирались жить и работать. Есть проблемы с трудоустройством, с устройством на жительство, с получением страховки, с медицинским обслуживанием, потому что возможности региона, куда они приехали, и так уже на пределе. И поэтому, на мой взгляд, ничего страшного нет, если мы пойдем по пути ужесточения правил требований регистрации. Ужесточение по отношению к тем, кто нарушает эти правила, скажем, предоставляет свое жилье для прописки 20-30 и более человек на
в комнату в 10 квадратных метров, что явно липой является. Также и по отношению к тем, кто нарушает, по отношению к приезжим, которые нарушают эти правила регистрации. И мы ничего другого не придумаем, кроме того, чтобы ужесточать эту ответственность вплоть до уголовной. Такое было в практике бывшего Советского Союза. И ничего предосудительного я здесь не вижу, если мы не хотим довести это дело до конфликтов. Но тех, кто действует и живут в рамках соответствующих норм и законов, те, кто не нарушают ничего, мы ущемлять не можем и не должны, если хотим, чтобы все наши граждане, где бы они ни жили, чувствовали себя полноценными гражданами Российской Федерации. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо, Ставропольский край, спасибо, Новотерский. Мы возвращаемся в Москву, сразу же в колл-центр, где находится Мария Ситаль. У нее есть важные и интересные звонки. Мы работаем уже больше 2,5 часов. Пожалуйста, Маша. Спасибо, Эрнест. А из Москвы давайте сразу перенесемся в Саранск. У нас прямая линия. Оксана, вы на связи. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Оксана. У меня вот вопрос следующего характера. Михаил Прохоров собирается баллотироваться в президент Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к этому. Спасибо. Михаил Дмитриевич Прохоров, гражданин Российской Федерации, достигший определенного возрастного ценза и имеет право принимать участие в выборах президента Российской Федерации. Я знаю, что Михаил Дмитриевич собирался и предпринял попытку организации партии в нашем политическом лексиконе. Это правая партия. Но возникли проблемы, которые многим известны. Но Михаил Дмитриевич человек последовательный, он от своего не отступает. Ну, я так понимаю, что он принял решение использовать новую площадку для того, чтобы продвигать те идеи, которые он считает правильными для нашей страны. Но он действует в рамках закона, Конституции, так же, как и любой другой человек имеет на это право. Я не хочу сказать, что желаю ему успеха, потому что я тоже собираюсь выдвигать свою кандидатуру, но уверен, что это будет, достойный, сильный конкурент. Сильный конкурент, да. И давайте возьмем еще один телефонный звонок прямо с линии. Мурманск. Вы в эфире. Да. Говорите. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня к вам такой вопрос. Почему в стране нет реальной оппозиции? Почему Минюст не дает возможности зарегистрировать партию «Народные свободы» Михаила Касьянова? Ну, вы знаете, судя по тому, что я видел в последнее время на экранах телевизоров, в сети интернет, в социальных сетях, на радио, во многих средствах массовой информации. Здесь вот приводились уже выдержки из журналов и газет, которые там вашего покорного слугу посылают по определенному адресу, там пытаются какие-то ярлыки приклеить и так далее. Говорить, что совсем уже у нас нет оппозиции и люди не могут выразить свое мнение, наверное, это было бы таким художественным преувеличением. Но что касается партии и регистрации, знаете, мы в свое время исходили из того, что наша многопартийная система находится в стадии становления. И нужно создать такие условия, чтобы какая-то группа людей, если она претендует на то, чтобы называться партией, имела представительство в определенном количестве территории Российской Федерации и пользовалась определенной поддержкой определенного количества граждан России. Иначе это не партия, а общественное движение. И здесь, на мой взгляд, ничего страшного нет. Во-первых. Во-вторых, есть еще одна очень важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Я уже говорил, это применительно к выборам, к способу приведения к власти губернаторов.
вот у нас все можно сделать. И можно либерализовать и регистрацию партий. У нас в нашей стране нельзя сделать только одного. Нельзя создавать региональные партии, в том числе в национальных республиках. Потому что это тут же выльется в какой-нибудь сепаратизм и национализм, от которого прежде всего пострадают жители этих регионов и вся страна в целом. Но, повторяю, вот в этом смысле тоже, конечно, можно предпринять шаги в сторону либерализации, там, регистрировать мелкие какие-то партии, но тогда нужно сделать так же, как это делается в некоторых странах, скажем, Европы. Ну, например, что имею в виду? У нас сегодня все политические партии имеют равный доступ по закону к средствам массовой информации, допустим. А вот во Франции, насколько я помню, это надо просто посмотреть, я могу ошибиться, но насколько я себе представляю, они получают этот доступ в зависимости от того, сколько мест они получают, скажем, в парламенте, либо в региональном парламенте. И тогда это справедливо становится. Маленькая партия получает меньше возможностей, большая – побольше. Это все требует определенного внимательного к этому отношения. Но в целом можно, конечно, двигаться и нужно двигаться, наверное, в сторону либерализации. Что касается самого Касьянова, как вы знаете, я напомню, он же был председателем правительства Российской Федерации, когда я исполнял обязанности президента России. И тогда еще многие либерально настроенные и уважаемые в либеральных кругах члены правительства Российской Федерации, ну, скажем, тот же Греф Герман Оскарович или упоминавшийся здесь другой, в недавнем прошлом министр, приходили ко мне и говорили, требовали убрать Касьянова из правительства. И говорили, мы с этим жуликом работать не будем вместе. Или он, или мы. Вы знаете, у него и кличку к нему в свое время прилепили, и до того, как он пришел в правительство, Миша 2%. Потому что якобы там он был замешан в каких-то коррупционных вещах. Но поскольку доказательств этому не было, и кроме межличностных симпатий и антипатий я ничего не видел, я позволил ему доработать до конца своего срока. Работал ли он эффективно? Ну, первый год-полтора старался что-то делать. Вторые 2 года активность была нулевая. Я думаю, что он уже тогда думал о том, чтобы стать президентом, и боялся совершить какие-то неосторожные шаги, потому что работа во главе правительства Российской Федерации, она связана с постоянными угрозами для политической составляющей. Очень много нужно принимать конкретных решений. По сути, Михаил Михайлович уходил от этих решений, но тем не менее он доработал. Ну, что я могу сказать? Знаете, вот перефразируя Владимира Владимировича Маяковского, могу сказать, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стане оппозиции есть. Ну, будем регистрировать, наверное, посмотрим, надо менять как-то законодательство. Ну, повторяю, можно либерализовать, можно двигаться в этом направлении. Вот еще вопрос по этому же поводу. Вы кандидат в президенты. Как вы будете работать с партиями, в том числе не прошедшими в Госдуму, и вообще с теми, кто вас не воспринимает в принципе? В принципе. Есть стандартный ответ на этот счет, и он правильный. Если граждане доверят мне высшую должность в государстве, пост президента, я, безусловно, буду работать со всеми. Собственно говоря, я так и делал всегда до сих пор. С представителями самых разных фракций, политических сил. Без всякого исключения. Тем более, что президент у нас надпартийная фигура. И до сих пор мне это удавалось, и удавалось достаточно легко. Должен более того сказать, что и в правительстве Российской Федерации до сих пор были представлены на самом деле люди самых разных убеждений. И именно не то чтобы баланс, а выбор самых здравых предложений, он и дает возможность двигаться уверенно и безошибочно, либо с минимальными ошибками. Если мы хотим вот такой положительной стабильности, которая связана с развитием, как я уже говорил, то нужно иметь в виду
мысли и предложения по развитию страны людей самых разных политических взглядов. Так, разумеется, я действовал, так, разумеется, буду делать. Вот. Но что касается, как вы сказали, тех, которые в принципе не воспринимают. Но, вы знаете, есть люди... Вообще, надо с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно или невозможно. Но что можно сказать в этом случае? Можно, знаете, что сказать? Можно сказать в конце: «Идите ко мне, бандерлоги». С детства люблю Киплинга. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас на связи еще один российский город, столица Башкирии, Уфа. И там, в Уфе, работает наш обозреватель Евгений Рожков. Евгений, здравствуйте, вам слово, ждем ваших вопросов. Добрый день, коллеги. День действительно добрый, настоящая российская зима. Снег с утра, минус 15. Все отлично. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Это действительно Уфа, это действительно Башкирия. Город-миллионник Уфа с богатейшими традициями, историей, которые вы прекрасно знаете, потому что были здесь они раз. Мы со своей съемочной группой работаем здесь примерно неделю. Собрали очень много актуальных вопросов, ну, не меньше сотни, наверное. Среди тем лидеров, конечно же, сельское хозяйство, дороги, общероссийская беда. Ну и, конечно же, цены на бензин, на ГСМ, ЖКХ и так далее. Но есть и много актуальнейших, очень дискуссионных тем, которые актуальны именно здесь, в Башкирии. И я хочу только об одной напомнить, совсем недавно она возникла. Это, например, тема отмены выходных на мусульманские праздники. Но тема не моя, потому что я здесь, собственно, не живу. Приехал. Тема, которую поднял Рустем. Пожалуйста, вам вопрос. Представьтесь еще раз полностью и вот в ту камеру. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Рустем Таймасов, город Уфа. Буквально вот этой осенью Верховный суд России принял решение об отмене выходных в дни празднования Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Это основные мусульманские праздники. Но вы, наверное, даже слышали об этом. Это решение было достаточно негативно воспринято мусульманским населением нашей республики. Ведь если следовать логике этого решения, то необходимо отменить и выходной 7 января. Вот. Соответственно, вопрос, почему было такое принято решение, как вы считаете? Ведь, по сути дела, это некий жест пренебрежения к традициям и культуре мусульман не только в Башкирии, но и России. И как вы видите в целом религиозную политику в нашей стране в ближайшие годы? Спасибо. Во-первых, должен сказать, что я действительно неоднократно бывал в Уфе. Знаю, какое внутреннее соревнование идет между Башкортостаном и Татарстаном. В Татарстане очень многое сделано по развитию Казани, но должен отдать должное и Башкирии. И отметить, что действительно такой толчок в развитии республики самой Уфы был заложен еще и прежним руководителем, президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. И проблем, конечно, много в республике, но все-таки такая база экономического развития была создана. И Уфа развивается активно. Кроме всего прочего, Уфа всегда в России была центром российского ислама. Всегда. И, конечно, наверное, вот такие решения, как запрет на проведение этих праздников, наверное, было болезненно. Вы знаете, что я хочу сказать вам и всем другим нашим гражданам, которые исповедуют ислам? Традиционный ислам. В России он всегда развивался и был одной из основ поддержки российской государственности. И государственная власть в России, конечно, будет ислам поддерживать. Наш традиционный ислам. Но что хочу сказать вам и другим представителям этой религии. Вы знаете, вот особенно в других регионах России, когда вот эти... А праздник-то хороший, Ураза-Байрам. Хороший. Но когда происходят вот эти акты жертвоприношения,
особенно в немусульманских республиках. Но не надо делать это публично. Не надо шокировать других граждан, которые не понимают даже, что это такое. Надо вот в этом должна быть тоже толерантность и понимание той культурной среды, где вы живете, где вы находитесь, где вы это делаете. Но что касается вот запретов, о котором вы сейчас сказали, чем оно вызвано? Я не знаю, я же в Верховном суде не работаю. Я думаю, что это продиктовано желанием того, чтобы у нас были общенациональные праздники, чтобы в каждом субъекте федерации не принимались свои праздники с выходными днями и так далее. Но это не только правовая сторона. Безусловно, и здесь вы правы, это и такая морально-политическая сторона дела. Насколько мне известно, Верховный суд приостановил свое решение, и возможности отправления религиозных культов и проведения праздников есть. Я очень надеюсь, что при окончательном решении этого вопроса Верховный суд будет иметь это в виду. А если необходимо, если он усмотрел какие-то нарушения закона, выйдет или в правительство, или к президенту с просьбой что-то поправить в нашем законодательстве таким образом, чтобы никто на территории Российской Федерации, представителем какой бы религии он ни был, не чувствовал себя ущемленным. Евгений, у нас есть возможность принять еще один вопрос из Уфы. Да, еще одна башкирская тема и еще один вопрос. Карина, да, пожалуйста, вы хотели. Только сначала представьтесь. Яхина Карина, здравствуйте. Владимир Владимирович, меня очень беспокоит вопрос об отмене перехода к зимнему времени. Как известно, мы впервые в этом году не переходили к зимнему времени, что очень плохо повлияло на биологические часы людей. Следует ли нам ждать каких-нибудь изменений, или мы уже 100% будем жить по летнему времени? Спасибо. Ну, наверное, проблемы какие-то есть. Я транслирую ваш вопрос в инстанции другие. Надеюсь, это будет учитываться. Я знаю, в ходе подготовки к этой прямой линии, как это ни странно, ну, просто очень много вопросов по этой проблематике. Ну, мы их услышали. Меры будут приняты. Давайте на этом пока ограничимся. Я услышал. Но передам их и своим коллегам. Поговорим на этот счет обязательно. Спасибо, Уфа, спасибо, Евгений. Мы возвращаемся в Москву, и я передаю эфирный микрофон Татьяне Ремезовой. Спасибо большое. Предлагаю вернуться сейчас в сферу большой геополитики. Сегодня наш гость Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук, политолог, президент Фонда исторической перспективы, глава Парижского отделения Института демократии и сотрудничества. Наталья Алексеевна, пожалуйста. Владимир Владимирович, возможность. Мне, как и, я думаю, огромному большинству бывшего советского, для меня историческое государство российское, очень близки были ваши суждения о крахе Советского Союза, геополитической катастрофе. И это было не эмоции, а это была ваша трезвая, разделяемая мной оценка, что разрушено было историческое государство российское, которое держало равновесие между цивилизациями. То, что начался передел мира. Это же очевидно сегодня всем. Но при этом российское великодержавие в советской форме было объявлено главной угрозой международному миру, продвижению демократии, в общем, всем идеалам прогресса. Как только СССР самоустранился, чтобы бедняжечка Запад не пугался такого, в кавычках, тоталитарного монстра, так все эти идолы прогресса и были тут же попраны. Агрессия против Югославии, подписант Хельсинского акта и основатель ООН, Ирак, Афганистан, наконец, Ливия сегодня.
Ну, ясно, что это доказывает, что вся борьба 20 века не имеет так много связей с борьбой пресловутой между тоталитаризмом и демократией, а связана именно вот с геополитическими устремлениями. Кстати, еще до конца не осмыслена национальная катастрофа русского народа при распаде СССР, которая является причиной очень многих сегодняшних трудностей в нашем государстве при применении. Вот. И он разделен и не по своей воле в одночасье оказался под чужими государственными флагами. Вы сегодня замечательно, точно сослались на такое изречение, что политика – это искусство возможного. Но Иван Ильин – это совершенно так. Иван Ильин добавлял к этому, но как минимум это искусство должно включать в себя способность обнаруживать и определять, распознавать истинные интересы и мотивации другой стороны. И поэтому не ждать от клеветника правды, от расчленителя сочувствия и справедливости. Вот в мюнхенской речи вы показали, что вы прекрасно распознаете это. Ну вот в декабре 91 года, простите за такой, может, нескромный вопрос, вот будь вы на месте Горбачева, вот что бы вы тогда сказали и сделали? Вы же знаете, Наталья Алексеевна, да? Вы знаете, в политике не бывает сослагательных наклонений. И мне сложно отвечать на ваш вопрос. Вы знаете, я знаю, что к мэру, бывшему мэру Петербурга по-разному в нашем обществе относятся, к Анатолию Александровичу Собчаку. Он, безусловно, человек демократических убеждений был. Вот он был настоящий, истинный демократ. Вот по духу своему. И я думаю, что и в его действиях вы много найдете и того, чего вам не понравится, и вы его наверняка будете критиковать. Но вот даже он в то время, вот мне лично говорил, будучи демократом по убеждению, он мне говорил, ссылаясь на то, что происходит в Москве, что они делают, зачем они разрушают страну. Я помню, как Куркова приехала когда-то в Ленинград, вернулась с куском мрамора и говорит, вот мы разрушили памятник Дзержинскому на площади. Меня удивило, я стоял рядом, меня удивила реакция Собчака тогда. Вот этого никто не знает, но она меня очень удивила. Да, она говорит, вот мы революцию совершили. Он говорит, ну революцию хорошо, взял так, говорит, а памятники-то зачем ломать? Понимаете? Это для меня, знаете, вот очень многое значило вот в его позиции, потому что он был исключительно честный и порядочный человек. Но потом, когда все это свершилось, он тоже руками развел, говорит, но может быть по-другому было невозможно. Что бы я делал? Ну, конечно, нужно было своевременно в Советском Союзе начинать экономические преобразования и реформы и закрепить их демократическими преобразованиями в стране. Нужно было последовательно, настойчиво и бесстрашно, не пряча в голову в песок и не оставляя задницу наружу, бороться за территориальную целостность нашего государства. Но вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х, сначала Евгений Максимович пришел, начал это делать, потом ваш покорный слуга. Ведь по сути дела мы с чем столкнулись? У нас ситуация была гораздо даже более драматическая, чем перед развалом Советского Союза. У нас и экономика развалилась в результате кризиса 98-го года. У нас социальная сфера была на нуле, и армия перестала существовать. И мы столкнулись с агрессией международного терроризма и с сепаратизмом. Началась гражданская война.
и уже оставшаяся часть России была поставлена на грань развала. Вот отвечая на ваш вопрос, я хочу просто вспомнить эти времена, и вы знаете, что мы, мои коллеги, и что я конкретно начал делать для того, чтобы сохранить целостность Российской Федерации. Спасибо, Владимир Владимирович. К нам продолжит. Сейчас я передаю эфир Татьяне. Да, продолжим работать в нашем секторе. Я знаю, что масса вопросов приходит по теме детства. У нас в студии сегодня уполномоченный по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов, при этом сам отец 3 сыновей. Павел Алексеевич, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Знаете, вы начали сегодня разговор с упоминания о событиях на Болотной площади и о символе, который сейчас используется, белая ленточка. Я не могу не сказать. Не могу не сказать. Пару дней назад ко мне обратилась возмущенно одна международная организация общественная, которая возмутилась тем, что символ борьбы с абортами и младенческой смертностью используется таким образом. Да ладно. Вот я считаю, серьезно. Там есть еще одно значение, еще более страшное. Это протесты против самоубийства геев-подростков. Белая ленточка. Так вот, если берете символ, не подменяйте его значение, а если одели белую ленточку, так протестуйте против абортов и младенческой смертности. А эта тема это имел в виду не серьезная. ленточку, я думаю, что это нечто другое, там, вы меня понимаете, да? Я понял. Владимир Владимирович, всем известно, как вы искренне и действительно сильно любите детей. И вопросов по теме детства огромное количество, нам приходится каждый день на них отвечать, но есть вопросы, на которые нам очень сложно ответить, потому что они уязвляют нас до такой степени, что мы чувствуем свое бессилие. Когда мы говорим о международном усыновлении, я лично абсолютный противник международного усыновления, потому что у нас в стране мало детей, у нас становится их меньше, меньше и меньше. А мы за последние годы отдали почти 200 тысяч детей в иностранные руки. 200. Большинство из них живут в США. И вот то количество насилия, издевательств, убийств, которое происходит сегодня в США, я жил в США, я там учился, я знаю, что большинство детей действительно живут благополучной жизнью, но и там большинство детей, которые погибли от рук приемных родителей, которые оказались заложниками садистов, порноторговцев. Совсем недавно произошли процессы, когда родители оправдывали приемных родителей. Краверов фактически избавили от ответственности, когда они убили, я не боюсь этого слова, Ванечку Скоробогатова из Челябинска. Брайан Дикстра, который загубил полуторагодовалого малыша, 3 месяца всего был приемным отцом его, Ильюшу Каргынцева из Красноярска. Майс Харрисон, который закрыл в машине на 2 суток полуторагодовалого Диму Яковлева и там фактически задушил его. Его оправдали тоже. Их оправдывают, их отпускают. Что нам делать? Может быть, нам вообще прекратить это иностранное усыновление и снять с себя эти обязательства, изменить наш закон? Владимир Ильич, еще, если позволите, я не могу не сказать, попросить точнее, потому что есть вопросы, на которые невозможно ответить без законодательных решений. Здесь присутствует в студии мать 2 детей, у которой наглым образом похитили по фальшивым документам этих детей. Она несколько лет борется за их возвращение. Это Оля Слуцкер. Я прошу потом дать ей возможность тоже сказать. Ну, у нее, так я понимаю, не иностранцы похитили. Ну, за рубеж вывезли. За рубеж вывезли, поэтому мы не можем тоже достать его. Ну, честно говоря, даже этого в Израиль увез в Израиль. Что касается усыновления иностранцами, я не сторонник усыновления иностранцами. Сразу могу сказать. Не сторонник. Но в нашей стране достаточно много людей, которые считают и говорят, я сейчас вслух скажу то, что они говорят. Они говорят о том, что в наших детских домах, в других учреждениях неблагоприятные условия для детей, и что они будут более счастливы, если они попадут в благоприятную, хорошую среду тех иностранных граждан, которые хотят иметь детей, хотят их воспитывать, и не нужно мешать. Это, знаете, такой сложный выбор. Но еще раз хочу подчеркнуть, я не сторонник иностранного усыновления. В последнее время у нас увеличилось количество российских семей, которые усыновляют наших детей. Вы наверняка знаете об этом. Уже в этом или в прошлом году, по-моему, усыновлено 72 тысячи человек.
Это значительный рост по сравнению с прежними годами. Это положительная тенденция, которую мы, безусловно, должны будем поддерживать. Что, на мой взгляд, надо бы делать? На мой взгляд, нужно, безусловно, улучшать условия для воспитания детей в этих учреждениях, в детских домах. По мере улучшения условий в детских домах и решения других социальных вопросов детей, оставшихся без попечения родителей, я имею в виду прежде всего обеспечение жильем, сокращать, создавать условия для сокращения тех, кто усыновляет их из-за границы. И в каком-то ближайшем будущем свести это к нулю, поощряя прием детей в российские семьи. Вот это генеральный путь развития. Ольга, что хочешь сказать? Я хочу поблагодарить Павла Алексеевича за его профессионализм и неравнодушие. И сегодня хочу сказать не о себе. К сожалению, к большому сожалению, большое количество разводов в нашей стране и вообще неполные семьи – это тенденция во всем мире сегодняшнего времени. И в 2010 году рассматривалось 150 тысяч дел в судах общей юрисдикции по определению места жительства детей. Так вот, к большому сожалению, изоляция детей одним из родителей от другого не является в нашей стране, в России, абсолютно никаким преступлением. Это ненаказуемо. И мамы и папы годами не видят своих детей, они не могут найти их, они не могут... Полиция хочет им помочь, но даже дело возбудить о поиске детей невозможно. Во всех развитых странах это приравнено к похищению, к киднаппингу. А у нас, к сожалению, устаревшее законодательство, и на сегодняшний день это абсолютно никак не наказуемый штраф 5000 рублей за это. Ну, Можно эту сферу, вот вы знаете, каким-то образом модернизировать и защитить наших детей и предотвратить. Это не карательная мера будет. Понятно, спасибо. Спасибо. Я понял. Но вот знаете, поскольку Павел Астахов этот вопрос сформулировал и попросил вам дать тоже слово, а вы, спасибо вам за то, что вы от чисто семейной ситуации как бы перешли, обобщили проблему в целом. Давайте мы так договоримся. Пускай Павел, как человек, который занимается этим профессионально, а я, кстати говоря, вижу, как он настойчиво, я бы сказал, даже иногда резко и последовательно борется за интересы детей России. И здесь в стране, и за рубежом, и в регионы ездит, и за границу выезжает. По-моему, его где-то уже бояться даже начинают, и это очень хорошо. Но давайте сформулируйте ваше предложение. Нужно будет пообсуждать. Это такая тонкая сфера, которая требует, безусловно, широкого общественного обсуждения и переноса этой дискуссии на площадку Государственной Думы. Мы продолжаем работать 4-й час. Я вижу, что Мария Маргун тянет руку. Там просто тоже, насколько я понимаю, что это по детской теме. Да, вопрос по теме защиты детей. Я думаю, что мы сейчас вернемся к теме детских домов. В нашем зале актриса, известная актриса российская Ольга Будина, которая, может быть, не все об этом знают, не только снимается в кино, играет в театре, но уже много лет занимается благотворительностью. Ее детский фонд «Береги будущее» занимается проблемами детей, которые остались без родителей. Я хочу предоставить слово Ольге Будиной. У меня был другой вопрос, но услыша то, что сказал Павел Алексеевич, я позволю себе не согласиться. Я абсолютно уверена, что усыновление наших детей иностранцами – это очень хорошо, потому что больных детей иностранцы берут, наши соотечественники почти не берут. Это очень короткое такое замечание. Но сегодня я хотела бы поговорить о 77-й статье Семейного кодекса. Конечно же, в последнее время детская тема стала популярной темой. И предпринимаются действительно разнообразные попытки, всевозможные попытки искоренить социальное сиротство. Но я не могу не сказать о том, что далеко не всегда все лишенные родительских прав являются нерадивыми родителями. Вот конкретный пример. В квартиру матери-одиночки хулиганы бросили камень в окно и разбили стекло. У нее не было средств для того, чтобы вставить новое. Пришли сотрудники органов опеки и
забрали ребенка в приют, 2-летнего ребенка. И действовали они на основании этой статьи 77 Семейного кодекса, в которой написано, что существуют непосредственные угрозы жизни и здоровью ребенка. При этом ни в Семейном кодексе, ни в Уголовном кодексе не написано, а что же такое, не раскрыто понятие, что такое угроза жизни и тем более здоровью ребенка. Более того, Семейный кодекс говорит о том, что после отобрания ребенка из семьи нужно незамедлительно подать в суд иск о лишении или ограничении родителей в правах. Почему? Почему до сих пор не внесены изменения в 77-ю статью? Ведь это же и есть точка входа ребенка в социальное сиротство. И если мы не изменим параметры этой точки, мы не решим эту проблему никогда. Далее, детские дома снабжаются, в детские дома действительно серьезно направляются финансовые вложения. Почему эти вложения не направить в сторону семейного устройства? Ведь это же очень важно. Почему на сегодняшний день вся законодательная система заточена практически на взращивание социального сиротства? Почему государство спонсирует социальное сиротство вместо того, чтобы человеколюбиво, грамотно отнестись к ребенку в семье, для того, чтобы ребенок жил в семье прежде всего? Согласен. Спасибо. Ольга, да? Значит, Оля, сейчас сформулирую свое отношение к этой проблеме. Она так же, как и многие другие, которые мы обсуждаем, очень чувствительная для общества, потому что имеет отношение к судьбам конкретных людей. И от того, как мы отрегулируем эту сферу, многое зависит в судьбах этих людей. Я знаю о случаях, когда происходят вот такие негативные, мягко говоря, явления, когда родители лишают прав без достаточных на то оснований. Вот когда встречаются такие случаи, камень бросили, а пришли, забрали ребенка. Если это действительно так, камень бросили, не на что деньги вставить, и только на основании этого ребенка отобрали. Ну, вот вы говорите, да, вот вы говорите абсолютно, но когда начинаешь ковыряться в проблеме более глубоко, выясняется, что там кроме камня и разбитого окна есть еще десяток причин. Вот в чем дело. Я сейчас совершенно не хочу защищать, я сейчас скажу свое отношение, выражу, сформулирую. Не хочу защищать тех, кто это делает. Если это делается бездумно, по формальным основаниям, это достойно осуждения. И наоборот, нужно обратить внимание местных властей на то, чтобы не доводить дело до отъема ребенка из семьи, а помочь этой семье, помочь стекло вставить, поддержать, в данном случае мать-одиночку, как вы сказали. И вообще нужно изменить отношение общества к женщинам, которые в одиночку воспитывают детей. Часто это не их вина, а их беда. И просто общество должно настроиться на то, чтобы этих женщин поддержать и помочь им поднять ребенка, помочь поднять в семье, даже в неполной семье. Это все равно лучше, чем в детском доме. Теперь по поводу того, что государство настроено на том, чтобы поддерживать детские дома и не поддерживать передачу в семью. Вы ошибаетесь. Государство настроено на то, чтобы способствовать передаче ребенка в семьи. Я уже говорил, у нас растет количество семей, берущих детей на воспитание. И усыновление растет, и по опеке и попечительству растет. В чем проявляется эта политика государства? В решении поддержать и распространить на семьи, которые берут детей, те же самые условия, которые распространяются на семьи, в которых появляются собственные дети. Это касается выплаты соответствующих пособий. И количество учреждений, в которых дети воспитываются, у нас сокращается. Я боюсь ошибиться в абсолютных цифрах, но совсем недавно их было, по-моему, 120 с лишним тысяч, а сейчас их 88 с небольшим тысяч. Это количество сокращается. Но мы не можем сделать это сегодня на завтра. И нужно, чтобы люди были готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность
за воспитание ребенка. Поэтому мы изменили несколько законодательства, поправили его. Если раньше семьи, которые берут детей, должны были пройти соответствующую подготовку, в том числе и психологическую подготовку по воспитанию ребенка. Раньше это было по желанию, теперь это стало обязательным требованием. Это тоже правильно. И, конечно, нужно будет наращивать денежную составляющую поддержки тех семей, которые детей берут. Ну и последнее. К сожалению, у нас большое количество отказов от тех детей, которых уже взяли на воспитание. И вот это такая важная составляющая работы с людьми, с обществом. Она не зависит только от позиции правительства. Она зависит от всего нашего общества. Нам всем вместе нужно как следует подумать, как решать эту проблему. Но дайте, Ольга, она вот пытается у вас еще... Я хотела бы в письменном виде, в рабочем порядке предоставить вам наши соображения по решению этого вопроса. Да, пожалуйста, с удовольствием их посмотрим. Я лично с удовольствием ознакомлюсь. Вот. Я вот Павлу хотел возразить по одному вопросу, забыл. Вы сказали, что у нас с рождаемостью плохо. Да, у нас с рождаемостью пока не очень хорошо, но... Да. Я сказал, с демографией плохо. При положительной рождаемости у нас все равно снижается на 200 тысяч каждый год. Да, но впервые в этом году и в прошлом году у нас количество детей выросло до больше, чем было в предыдущие годы, и больше, чем ушло, и шло из жизни. Ну да, согласен. Но взрослых не хватает. Но демографическая ситуация медленно, но она все-таки выравнивается и идет наверх. Я считаю, что это существенный, заметный положительный фактор в нашей жизни и хороший тренд, который мы должны сохранить. Это такой заметный плюс в деятельности властей всех уровней. Ну что, движемся дальше, движемся в регион. У нас на связи будущая олимпийская столица России, город Сочи. Там работает наш обозреватель Игорь Кожевин. Игорь, мы ждем ваших вопросов. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Эрнест. Москву приветствует Сочи, столица зимних Олимпийских игр 2014 года. Здесь, на берегу Черного моря, продолжается строительство Олимпийского парка. 6 крупнейших суперсовременных спортивных объектов будут расположены в шаговой близости друг от друга. Я думаю, сейчас вы можете оценить потрясающую красоту этой стройки. Ну а что касается нас, мы находимся на Олимпийском стадионе, на том самом стадионе, где 7 февраля 2014 года пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. И сегодня мы сюда пригласили тех, кто готов, кто хочет задать свои вопросы вам. Владимир Владимирович, мы готовы начать. Ну вот давайте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я Сердюкова Наталья Алексеевна. Возглавляю общественное движение «Народный контроль Сочи». По долгу роду моего занятий часто приходится сталкиваться с чиновниками средней руки. Некоторых из них просто распирает чувство собственной значимости от того, что они пытаются руководить третьей столицей России, совершенно забывая о том, что они должны работать для людей, а не наоборот. Владимир Владимирович, есть ли у нас, у общественников, механизм воздействия на забронзовевших чиновников? Вы сказали, что их распирает. Знаете, вот когда шарик надувается, его распирает, берешь так иголочку, тук, бум, и нет шарика. Поэтому в общественности всегда есть вот эта иголочка, которой она может воспользоваться. Я, знаете, честно говоря, я слышал уже критику подобного рода. Конечно, сейчас в Сочи происходят такие серьезные инфраструктурные изменения и в береговом кластере, и там в горах. И, наверное, кстати говоря, это граждан задевает, которые, сочинцы постоянно, которые там живут, все-таки неудобства создает. Поэтому я прошу нас за это извинить и надеюсь, что скоро вот этот этап подготовительных работ закончится, но останется шикарная, я бы сказал. Просто такая инфраструктура, которой ни в каком другом регионе
страны пока не создано, а в Сочи будет. И сочинцы смогут этим воспользоваться. Сочи станет круглогодичным курортом. Вот вы знаете, что это всегда было так. Летом наплыв туристов, и работают отели, рестораны, работают другие учреждения и предприятия. И сочинцы там работают, это рабочие места. А зимой наступает такой мертвый сезон. Но после того, как будут запущены объекты олимпийские, Сочи приобретет характер круглогодичного сезона и круглогодичного курорта. И те жители Сочи, которые там живут и работают, будут обеспечены этой работой, обеспечены нормальными доходами. И, на мой взгляд, это очень важно. Что касается тех, кто должен заниматься текущей работой, вот, насколько я понимаю, в чем ваша озабоченность и критика, они не должны прикрываться необходимостью решения задач планетарного характера. Там есть кому работать, там вот сейчас, по-моему, до сих пор казак Дмитрий Николаевич находится, целый министр Басаргин там находится, который ездит по объектам. Он им вчера только докладывал, на какие объекты он сегодня поедет и посмотрит, что там происходит. Там есть другие структуры, которые созданы специально для создания олимпийских объектов. Конечно, определенная доля ответственности лежит и на местных властях, в том числе и на городском руководстве. Но они не должны под этим предлогом уклоняться от решения текущих проблем горожан. И с мэром об этом поговорим. Но хочу обратить ваше внимание на то, что не только в рамках программ олимпийского строительства Сочи получает беспрецедентные федеральные ресурсы, но мы не отменили и тех дотаций для Сочи, которые направлялись из федерального бюджета в прежние годы, до принятия решений о том, что Сочи должен быть столицей Олимпийских игр. Вот эта составляющая, которая направлена на поддержку самого города Сочи и его жителей, она осталась в федеральном бюджете. Но и ее, конечно, нужно использовать тоже с умом, своевременно и эффективно. Ну, повторяю еще раз, посмотрим на это дело повнимательнее и из Москвы, и из Краснодара. Спасибо, Сочи. Я напоминаю, что в эти минуты более чем интенсивно продолжает работу наш информационный центр, Центр сбора и обработки сообщений. И Мария Ситель мне подсказывает, что есть звонок. Да, у нас есть звонок, у нас Москва на линии. Василий Петров, вы в эфире. Здравствуйте, Василий Петров, город Москва. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы думаете, почему на вас стали нападать? Видимо, звонок сорвался. Василий, поищите, пожалуйста, еще. Вы хотите, чтобы мы вернули его в эфир? Я хочу, чтобы он встал на мою защиту. Хорошо, я думаю, что у нас это получится. Мария, давайте попробуем дозвониться. Хорошо. А пока вопрос, который пришел на наш сайт. Вам не кажется, что сегодня основная проблема власти заключается в том, что из системы управления государством ушел страх? Никто ничего не боится. Министры не боятся Путина, губернаторы не боятся президента и так далее. Потому что все точно знают, что никому ничего не будет. Мы говорим о том, что надо вернуть Сталина, но страх в России нужен. Или не нужен, Владимир Владимирович? Страх – это не самый лучший инструмент решения проблем, перед которыми стоит страна. Так же, как и рабский труд, не самый высокопроизводительный труд в мире. Нам нужен не страх. Нам нужны эффективные законы, умение их соблюдать и способность властей потребовать соблюдения этих законов. Нужно построить дело таким образом, чтобы законы были справедливыми, а требования властей соразмерными тем задачам, перед которыми люди стоят. Вот сейчас Ольга только что приводила пример, когда вроде все делают по закону в соответствии с 77-й статьей Кодекса закона семейного кодекса, а на практике мы видим извращение. Это так, как Владимир Ильич Ленин в свое время говорил. По форме правильно, по существу издевательство. Вот такой ситуации мы не должны допустить. Страх нам не нужен.
Страх не нужен. Мы возвращаемся в колл-центр. Мария, удалось дозвониться до абонента? Да, Василий Петров, мы выводим его вновь в эфир. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы думаете, почему на вас стали нападать? Недавно в интернете я нашел кавказский сайт. Там списки на уничтожение. Вы на первом месте. В Москве начались митинги, и на митингах кричат: «Путин, уходи». Как вы думаете, откуда, по-вашему, такое отношение? Здесь, Василий, здесь нет ничего нового. Это та линия атаки, которая выстраивается давно, с первых дней моей работы. И она меня не удивляет. И ну, те, кто наиболее экстремистски себя ведет, я думаю, что это разные крылья, которыми так или иначе руководят из одного центра. И связано это и с финансированием, связано это с организацией работы по России. Часть людей, которые задействованы в этих процессах, они и не понимают, что их используют как исполнителей. Вот, например, если взять вот те террористические структуры, о которых вы сказали. Ведь часть людей, которые до сих пор еще в бандформированиях присутствуют, они искренне считают, что они добиваются лучшей доли для своего народа. А на самом деле их используют для раскачивания России, для раскачивания нашей страны, что в конечном итоге, безусловно, только негативно скажется и на положении исламского мира в целом на планете. Потому что Россия всегда последовательно защищала интересы мусульманских государств. Это наши стратегические союзники всегда были, еще с советских времен. То же самое касается и внутриполитической ситуации. Но когда речь идет о критике людей, которые действительно заинтересованы в улучшении ситуации в стране, к ней нужно относиться по-другому, к ней нужно прислушиваться и вносить коррективы в свою работу. Я так старался делать и раньше, так буду делать и в будущем. Еще сообщение, Мария. Да, вопрос, кому же все-таки свистели в Олимпийском? Пришло смс-сообщение. Знаете, я пришел, чтобы посмотреть бой человека, которого я очень уважаю. Я даже помогал ему отчасти организовывать, попросил там наши финансовые учреждения помочь в организации этого боя. Федор Емельяненко достойный боец. Я, когда начал говорить, действительно какой-то шум там в каком-то секторе возник. Это действительно так. Никакого свиста я не слышал. И вообще непонятно, чем был вызван этот шум. Закончил, кстати говоря, под аплодисменты зала. Но этот шум мог быть вызван самыми различными причинами. Одна из них, что физиономия моя, которую и так видят постоянно на экранах, появившаяся еще и на ринге, вызвала некоторое неудовольствие. Вполне это допускаю. Абсолютно это нормально. И не обижаюсь на тех, кто пошумел. Вторая возможность, это, может быть, не были довольны, значит, там, самим Монсоном, который в это время проходил мимо собравшихся зрителей. Третья возможность, люди были недовольны самим боем. Некоторые посчитали, что это фальсифицированный бой, потому что Федор выглядел явно свежим и закончил бой в такой форме, которая не характерна для боев без правил. Но я должен сказать, что вот с этим я точно не согласен. Потому что Федор выбрал очень верную тактику ведения боя. А Монсон, он опытный и очень сильный боец. За неделю или за 2 недели до этого он выиграл у другого нашего спортсмена. Федор проанализировал то, как ведет себя Монсон, не стал лезть в партер, ну это для специалистов скажу, вот Аслаханов это знает, чтобы не стратить силы, не попасть в ту ситуацию, где его соперник, безусловно, имел преимущество. И эту линию поведения, ведения боя выстроил абсолютно безупречно и выиграл достойно.
Но не меньше уважения, безусловно, заслуживает и его соперник, который, на мой взгляд, проявил и мужество, и характер. Да, это выглядело, может быть, так, как не выглядели другие бои, но надо не забывать, что и весовая категория, в которой Федоров выступает, она, как правило, не... Вот бои в такой весовой категории отличаются сильно от легких весовых категорий, где более динамично протекает бой или схватка. Так что ничего здесь особенного нет. То, что некоторые наши противники, мои в частности, это раз схватили и начали раскручивать, ну это их работа такая, им за это деньги платят. Обратимся теперь к нашей аудитории в студии. Иван Кудрявцев и его гости, пожалуйста, Иван. Да, я хочу передать слово кинорежиссеру и продюсеру, который возглавляет Союз кинематографистов России, Никите Михалкову. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Давно не виделись. Давно не виделись. Здравствуйте. Давно, да. Владимир Ильич, я вот слушал, я понял, например, то, о чем говорила Наталья Алексеевна, задавая вам тот вопрос. Потому что вот та карта, которая за вашей спиной, огромная, она, конечно же, говорит о том, что люди хотят и политической воли, и поступков, и это очень важно сегодня. Касаясь того, о чем говорили только что, я вспомнил хорошую очень поговорку ковбойскую. Доброе слово и хороший Смит энд Вессон действуют лучше, чем только доброе слово. И в этом случае, я думаю, что очень правильно, когда возникает вопрос о защите человеческого достоинства. Вы очень много ездите по стране. Никто, ни один руководитель такого ранга никогда столько по стране не ездил. Но у меня вопрос такой. Вам показывают страну люди, которые хотят вам показать то, что они хотят показать. Уверены ли вы в том, что то, что они вам показывают, действительно отвечает истинному положению этого региона, раз, и настроению людей? Первый вопрос. Второй вопрос. Не видите ли вы будущего России больше на Востоке, чем на Западе? Потому что огромная страна, которая простерлась на таком пространстве, она на сегодняшний день, мне кажется, является реальным мостом между Востоком и Западом. И вот это вот евразийское движение, о котором вы говорите, мне кажется, не только экономическое значение имеет, но еще сакральное значение. Это все-таки евразийская цивилизация. И мне кажется, что вы как раз об этом и говорите, что это будущее. И последнее. Я получил письмо, которое я просто хотел выдержки из него прочесть. К вам обращено ко мне, Никита Сергеевич. К вам обращается мать 3 сыновей, выпускница ВГИКа Инга Харитонова. Мой средний сын, 19-летний студент-первокурсник Глеб Харитонов, 21 октября сего года был избит в метро, когда заступился за незнакомую девушку, к которой приставали 5 кавказцев. Никто из находившихся рядом не вступился за мальчика, слава богу, кто-то вызвал полицию. С черепно-мозговой травмой он оказался вне Склифосовского. Несколько лет назад я уехала из Латвии, где имела интересную работу, хорошую квартиру, верных друзей. Я уехала на родину, в Россию, чтобы сыновья росли и учились здесь. Теперь я очень сожалею об этом. Что их здесь ждет? Мои дети воспитаны в духе православия. Для них понятие Родина, честь, достоинство, справедливость – не пустые слова. Что происходит с Россией? Сегодня ни общество, ни школа, ни семья не в состоянии дать детям и молодежи четких ориентиров в жизни, защитить их от цинизма, произвола и насилия. Депрессия и апатия стали привычным состоянием молодежи. Сломана система школьного образования, а реформы господина Фурсенко уничтожают самый дух воспитания, делая школу бездушной машиной, не желающей замечать и ценить человечность и индивидуальность ребенка. Я в растерянности и отчаянии от происходящего в моей стране боюсь за сыновей. Сегодня Глеб говорит, что не хочет оставаться в России. Скажите ему что-нибудь, чтобы он так не думал. Я хотел бы обратить этот вопрос к вам. Вот автор письма пишет, что очень сожалею, что приехала в Россию, вернулась. Я специально в качестве блица выбрал одно из посланий, здесь лежит, где человек, выехавший на постоянное место жительства в Израиль, пишет. Я сейчас не буду зачитывать, но поверьте мне на слово. Пишет, что ему очень тяжело вне Родины, и он обязательно вернется в Россию.
У нас в народе есть такая поговорка. Хорошо там, где нас нет. Вы знаете, я сам почти 5 лет прожил за границей, и я знаю, что это такое. Человек должен определиться. Вот вы сказали, что 5 человек, там в письме написано, 5 человек с Кавказа плохо с девушкой обращались, и сын вот автора письма вступился за нее. Ну, во-первых, я хочу поздравить эту женщину с тем, как она воспитала сына. Во-вторых, хочу сказать, что, поверьте мне, и кавказские ребята могут проявлять самые лучшие человеческие качества. А что касается хулиганов, то они могут быть из Кавказа, из Москвы, и, к сожалению, из моего родного Ленинграда и Петербурга, откуда угодно. Дальше. Что касается Европы. Ну, Латвия, да, из Латвии женщина приехала с семьей. Вы думаете, там меньше проблем с уличной преступностью? А вы думаете, там нет проявления подобного рода со стороны приехавших с Северной Африки? Да там захлестывает преступность в Париже. Например, захлестывает. И прежде всего речь идет о выходцах из других стран. Можно ли сказать, что у нас все в порядке? Нет. Можно ли сказать, что наша страна полностью оправилась и выздоровела после тех драматических событий, которые произошли с нами после распада Советского Союза? Что теперь у нас мощное, здоровое, сильное государство? Нет, оно, конечно, еще в значительной степени больна. Но здесь уже упоминали Ильина. Ведь страна наша, Родина, вот чувствуете, корень какой, Родина, значит, что-то родное. Мы еще часто говорим Родина-мать. Да, страна наша еще больна, но от постели больной матери не уезжают. Еще студия, пожалуйста, Мария Китаева. Мы уже больше 3,5 часов работаем в эфире. Все это время меня терроризирует наш писатель и публицист Александр Проханов. Говорит, что не может больше молчать. Можно дадим слово? Ну, просто я начал вот сегодня только говорить, Владимир Владимирович. Я был немой до этого времени. Вот на фоне народных страданий и бед отвратительно выглядят наши миллиардеры, которые на народные деньги покупают английские команды, строят в Дубае отели, переводят наши российские деньги в чужие цивилизации, способствуя их развитию. Эти люди никогда не поддерживают идею российского развития. Они против этого развития. Великие русские преобразователи, которые запускали развитие, они всегда находили в себе мужество сменить элиты, ударить по этим элитам. Так Петр I разогнал чванливых бояр и сделал ставку на семеновцев и преображенцев. Кто ваши семеновцы и преображенцы, Владимир Владимирович? Вы знаете, что касается олигархов, которые приобретают какие-то спортивные команды за рубежом, вкладывают деньги за рубежом, я бы так однозначно не говорил, что все это плохо. Мы говорим о том, что к нам приходят иностранные капиталы, а российские капиталы должны вкладываться в экономики других стран. Конечно, когда деньги вкладываются в развлекушку за границей, то это неприятно. Лучше бы вложили деньги в развитие нашего спорта. С этим согласен. Но просто так сказать все, что любое вложение денег российского происхождения в иностранную экономику плохо, это тоже неверно. Для нас важно что? Одна из генеральных, самая важная задача – модернизация экономики. Но для того, чтобы ее эффективно модернизировать, нам нужно самим
завоевать определенные позиции, скажем, в высокотехнологичных секторах экономики наших стран-партнеров. Ничего не красть, как иногда это делают в других странах. Не перетаскивать под одеялом, не хомячить новые технологии. А в рамках нормального, демократического, цивилизованного рыночного процесса часть производства переносить сюда, создавать новые высокотехнологичные места. А у нас задача 25 миллионов создать мест новых высокотехнологичных. Это сложная, даже, может быть, кому-то кажется невыполнимая задача, но один из способов решения проблемы – вложение российских денег в высокотехнологичное производство там, где они являются топовыми в мире, и перенос частично сюда, создание международной кооперации. И это положительный процесс. Вторая часть вашего вопроса касалась... Дайте, пожалуйста, микрофон. Семеновцы-Преображенцы. Да, вот значит, тот базовый слой, на котором вы будете основывать преображение России. Значит, я уже в самом начале 2000-х годов говорил, что я считаю себя человеком, которого народ нанимает на определенное время для определенной работы. Монархи, они опирались на определенные сословия, из которых набирали и элитные подразделения. Преображенцев, семеновцев. И на тот период времени это было, наверное, и правильно. В сегодняшних условиях не может быть ни преображенцев, ни семеновцев. Сегодня можно опираться только на российский народ. И если такой поддержки нет, то во власти нечего делать. Я могу вам сказать совершенно определенно. Если вот такой поддержки я не буду чувствовать, а есть эта поддержка или нет, это определяется не на каких-то сайтах и не на площадях даже. Она в демократическом обществе определяется только по результатам голосования. И если я увижу, что такой поддержки идет, я ни одного дня не останусь в своем рабочем кабинете. Владимир Владимирович, есть вопрос, поступивший на сайт программы. Он отчасти продолжает тему, поднятую Александром Андреевичем. Читаю сообщение о суде в Лондоне и думаю, когда украденные у народа деньги перестанут обогащать Англию. Я точно не поручусь, но, видимо, имеется в виду суд между Абрамовичем и Березовским. Ну, что здесь скажешь? Лучше бы, если бы они судились в России. Это было бы выгоднее для России с экономической точки зрения? Это было бы честнее. И для них, и для нашей страны. Деньги, заработанные, украденные здесь пускай и делят. У нас на связи Нижний Тагил, знаменитый на всю страну Уралвагонзавод. Кстати говоря... Там работает наш корреспондент Александр Христенко. Александр, здравствуйте. Добрый день, Москва. Вас приветствует Нижний Тагил. Мы находимся на одном из крупнейших предприятий российской оборонки – Уралвагонзаводе. Вагоны здесь действительно делают, но примерно половина продукции – это военная техника. Во времена Великой Отечественной войны здесь выпускали легендарные танки Т-34. Сейчас с конвейера сходят современные машины, так называемые летающие танки Т-90С и машины огневой поддержки танков под грозным названием «Терминатор». Понятно, что Уралвагонзавод во многом зависит от гособоронзаказа. И, насколько я понял, из общения с работниками завода это одна из основных тем, которые их интересуют. Предлагаю послушать. Пожалуйста, кто хотел бы задать вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Шабалин. Я работаю слесарным сборщиком на этом заводе. Хотел бы задать такой вопрос. Вот сейчас денег на оборонку выделяет как никогда много. Но куда они уходят? У Франции мы покупаем Мистрали, у итальянцев бронемашины, у австрийцев винтовки. Почему деньги российского гособоронзаказа тратят на закупку иностранной военной техники? Спасибо.
понимаю, что вопрос очень острый. И исхожу из следующего. Никто в сфере вооружения вещей стратегического характера, таких систем вооружения, которые лежат в основе нашей безопасности, нам не продаст. Очевидный факт. Просто очевидный. Да часто у наших партнеров и нет таких систем вооружения. Они есть только в России, скажем, и в Соединенных Штатах. Что касается других систем, обычных вооружений, то, конечно, наше Министерство обороны хотело бы получить такие изделия специальные, которые не просто соответствуют мировым образцам, а превосходят их по боевой мощи, по точности и дальности. Только так можно победить в любом вооруженном конфликте. Если они соответствуют параметрам, то тогда только за счет людей можно победить, как это было в первые годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. А чтобы побеждать в современных столкновениях вооруженных, нужно превосходить по всем этим параметрам. Наши вооружения должны превосходить соответствующие аналоги потенциального противника. И Министерство обороны хочет добиться от нашей оборонки, чтобы на вооружение нашей армии поступало именно такое оружие. Часто внутри страны просто нет конкуренции, а без конкуренции добиться соответствующего результата очень сложно. Поэтому Минобороны как заказчик, ну я вам скажу прямо, да, попугивая нашу оборонку, говорит: ребята, или делаете то, что нужно для обороны страны, либо мы купим где-нибудь за рубежом. Но, естественно, основные ресурсы, 90%, более 90% тех денег, которые мы выделяем на оборонку, безусловно, пойдут исключительно на российские оборонные предприятия. Вот, собственно говоря, и ответ. Нижний Тагил, пожалуйста, еще один вопрос. Да, Эрнест, у нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте, не забывайте представляться. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Олег Домрович, водитель-испытатель Уралвагонзавод. Мы готовы делать технику лучше, осваивать новые технологии, но невольно складывается впечатление, что министру обороны это не нужно. Военные производят капремонт старья, новое не заказывают. Закупками от Министерства обороны занимаются явно не специалисты, это видно. А вообще, гоните вы в шею этого Сердюкова, Макарова с его высказываниями. Назначьте нормального министра. Да, я понимаю, вас раздражают некоторые высказывания высших чинов Министерства обороны, в том числе начальника Генерального штаба, когда они подвергают сомнению качества наших вооружений. И, кстати говоря, наносят даже ущерб внешнеэкономической деятельности в сфере военно-технического сотрудничества. Конечно, они делают это по тем соображениям, о которых я только что сказал. В желании получить технику современную, превосходящую западные и вообще иностранные аналоги, но приемлемую по цене, что тоже очень важно. Для нас, для всех и для вас, как для гражданина российского государства, важно, чтобы мы вот эти 20 триллионов рублей, которые мы выделили до 2020 года на перевооружение армии и флота, чтобы они сработали эффективно, чтобы мы действительно повысили обороноспособность страны, чтобы мы не пошли по пути осваивания денег. Вот в этом году столько-то миллиардов освоили, в следующем столько-то. Нам штуки нужны. Штуки. Ракеты, самолеты, подводные лодки, надводные корабли. И причем нужны высокого качества. Но то, что они допускают вот эти публичные высказывания, это, безусловно, недопустимо. И мы с ними уже говорили на этот счет. Надеюсь, это будет услышано. И еще вопрос, пожалуйста, из Нижнего Тагила. Александр. Отлично, Эрнест. У нас еще время есть на еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте, представляйтесь. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Холманских Игорь. Я начальник сборочного цеха. Хотел спросить вас про американский ПРО.
но вот есть вопрос, о котором душа болит. В трудные времена, Владимир Владимирович, вы приезжали к нам на предприятие и помогли нам. Спасибо вам за это. Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу. И мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо. Вопрос у вас есть? Работа нашей милиции. По поводу событий на площадях. Да, подъезжайте. Но не сейчас, и хотелось бы не по этому поводу. Я думаю, что все-таки все будут оставаться в рамках действующего закона, и митингующие, и правоохранительные органы. А мы с вами займемся решением других вопросов, в частности, вопросов, связанных с жизнедеятельностью предприятий и оборонной отрасли в целом. Коллеги, вот, которые только что выступали, озабоченности определенные высказывали. Я их понимаю и разделяю, кстати говоря. И система заказов должна быть отработана в Минобороне лучше, потому что некоторые вещи, они несправедливы. Некоторые требования несправедливы в отношении оборонки. Там, по ценам, например, там, ссылаются на образцы 80-х годов и трансформируют эти цены на современное оборудование. Там есть о чем говорить. И нам с вами есть чем заниматься в ходе нашей текущей работы. А за поддержку вам спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Нижний Тагил. Возвращаемся в московскую студию. Иван Кудрявцев и его гости. Я хочу передать микрофон режиссеру, который сейчас снимает кино о войне, которая была выиграна как раз больше за счет людей, чем за счет современной техники, а точнее о битве. Речь идет о Сталинградской битве, о фильме «Сталинград». Фильм этот снимает сейчас Федор Бондарчук. Важно сказать, что о каком бы периоде режиссер не снимал кино, он всегда наблюдает за своими современниками и черпает вдохновение в современности. Федор, ваш вопрос. Владимир Владимирович, мне сейчас часто вот из-за съемок приходится бывать в Петербурге. Я реально знаю, что вы много делали и делаете для своего города. Об этом говорил сегодня и маэстро Гергиев. Тем не менее, большинство голосовавших избирателей проголосовали за оппозицию в Питере. Что вы по этому поводу чувствуете, как человек, который родились в Питере, это ваш родной город? Нормально. Петербург, знаете, такой очень своеобразный город в этом смысле. Предпочтения самые различные. Я сам петербуржец, и я чувствую настрой людей, настрой горожан. Он в значительной степени определен тем, с чем они сталкиваются в ходе своей рядовой жизни, в каждодневной. Но питерский парламент, он всегда был очень разноликим с политической точки зрения. Это не мешало работе парламента. Ответственность депутатов, какой бы фракции они ни принадлежали, достаточно высокая в Петербурге. Ну а что касается взаимодействия с другими политическими силами, у нас сейчас в стране, так мы и сейчас это делаем, и сейчас работаем. Уверен, Петербургу это не помешает. Еще вопросы из студии от Татьяны Ремезовой. Да, в моем интернациональном секторе американский политолог Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне, и при этом видный полемист дискуссионного клуба «Валдай». Николай Васильевич, пожалуйста, если можно, покороче. Вот американский политолог Николай Васильевич прокрался в Америку и защищает там наши интересы, надеюсь. Да, конечно. Правильно. Но я вас сегодня разочарую, я задам вопрос не про внутреннюю политику, а про внешнюю. Вот вы сказали о существовании путинского режима. Я хочу спросить про путинскую внешнюю политику, которая появилась в свое время, сильно изменила глобальную картину, скажу вам честно. Можно обсудить положительно или отрицательно. Но если поговорить с российскими политиками, складывается такое впечатление, что Россия со всех сторон окружена или врагами, или недоброжелателями, или странами, которые пытаются от России что-то получить, чтобы потом перебежать на другую сторону. Вот не складывается союзничество.
Вот есть такая формулировка: союзники США и их союзники, там НАТО и их союзники. Вот словосочетание «Россия и ее союзники» даже не существует. Владимир Владимирович, вот вы когда ушли в 2008 году из Кремля как президент, со знаменитой своей мюнхенской речью, вот не было союзников у России, мне кажется. И вот сейчас вы возвращаетесь в Кремль как президент. Вот является ли это часть, как сейчас кандидат в президенты, но является ли это частью вашей путинской внешней политики, вот это вечное противостояние всем, это необходимо для выживания режима или, так сказать, мобилизации, или вот развития оборонной промышленности, или еще что-то? Или у вас есть вот на следующие 6 лет, если вас изберут в президенты, какой-то план создания союзников России, потому что это гораздо безопаснее страна чувствует, когда есть страны, на которые она может положиться. Вот видите вы такую ситуацию? Спасибо. Вам пока рано мне говорить спасибо, потому что вы не слышали еще ответа. Сейчас услышите, скажете ли вы мне спасибо, не знаю. Значит, вы сказали, что у России нет союзников. Не согласен. У России много союзников. И когда я приехал в Гватемалу, чтобы поставить вопрос о том, чтобы Россия принимала Олимпийские игры, уверяю вас, вот говорю вам абсолютно искренне, подавляющее большинство членов МОК, представителей самых разных стран, то ли в открытую, то ли на ухо мне говорили: проголосуем за вас только потому, что Россия занимает независимую позицию на внешней арене. Сейчас. Я же вас не перебивал. И это наши потенциальные союзники, которые не ограничиваются постсоветским пространством. Потому что люди устали от диктата одной страны. Вы говорили о союзничестве в США. Мы и с Соединенными Штатами хотели бы быть союзниками. Просто то, что я сейчас вижу, и то, о чем я говорил в Мюнхене, это не союзничество. Мне иногда кажется, что Америке не нужны союзники, им нужны вассалы. Но мы хотим и будем выстраивать отношения со Штатами. Потому что я вижу, что и внутри самих Соединенных Штатов происходят определенные трансформации. Американскому обществу уже не хочется, в значительной степени, во всяком случае, не хочется исполнять роль международного жандарма. Вот об этом же пишут ваши коллеги, исследователи различных американских университетов. Они говорят о том, что США проводят неэффективную и затратную внешнюю политику. И я-то уже знаю, как относятся к этой политике так называемые европейские союзники. Ведь смотрите на практике, что происходит. Николай, вы же это знаете. Вот приняли решение по Афганистану. Но кто-нибудь посоветовался с союзниками о том, что нужно делать в Афганистане? Хрена с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать. И говорят, кто не с нами, тот против нас. Это что, союзничество? Никакого союзничества нет. Кто не с нами, тот против нас. О, формула замечательная. И сразу разлад наступил. Кто в лес, кто по дрова. И что можно сказать про квартет? А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Так, Валерий Бессалович? Значит, но мы не собираемся жить как страна, окруженная врагами. Этого и не будет. И когда-то говорили совсем недавно, и мне многие мои коллеги навязывали идею однополярного мира. Но он реально не состоялся. Он гораздо сложнее, чем то, что было в биполярном мире, где Советский Союз пытался навязывать свою волю своим так называемым квазисоюзникам, которые, как только мощь Советского Союза канула в лету, сразу развалился. Но если вот Штаты будут продолжать такую политику, и они потеряют так называемых союзников. Чего бы ни говорили по этому вопросу. То же самое в Ираке начало происходить. Ведь сначала сделали, а потом всех заставили туда войти. Это что, союзничество, что ли? Это что, совместное принятие решения? А союзничество предполагает совет и общее решение, выработку повестки дня по общим угрозам, по купированию этих угроз. Вот впереди Примаков сидит и Иванов. Я считаю, что одни из наиболее, Примаков-то само собой разумеется, но и Игорь Сергеевич Иванов, одни из очень значимых
людей на международной политической сфере. Вот все, что я сказал, правда. Но мы не собираемся выстраивать свою политику таким образом, чтобы все чувствовали, что мы окружены врагами. Этого нет, и этого не будет. Ну что, пора вернуться в наш колл-центр, куда поступают звонки, смс-сообщения. Есть новости. Пожалуйста, слово Марии Ситель. Поступают. Спасибо, Эрнест. Буквально 20 секунд на статистику. На 15:30 московского времени сюда поступило в общий центр сбора информации 1 782 000 сообщений. Это всего телефонные звонки, смс-сообщения и письма на сайт. На первом месте с большим отрывом вопросы социального обеспечения и соцзащиты. На втором традиционно тема ЖКХ. И третье место – зарплата. Вопросы труда и зарплаты. Выводим телефонный звонок из Башкортостана. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Хабибулин Рафаил Гарафуддинович, пенсионер, мне 75 лет. На съезде «Единой России» вы сказали, что введете налог на роскошь. А когда же это случится? Успеть ли дождаться этого? Вот известную притчу мы все знаем, да, когда можно было загадать любое желание, и сосед попросил, чтобы у второго соседа глаза лишили. Значит, но в целом все-таки подход правильный. И странно, что не звучат пока вопросы по налогу на доходы физических лиц, которые очень часто поднимаются нашими гражданами, и на щит поднимаются и оппозиционными силами. Мы долго дискутировали на эту тему. Мы его сохраняем, 13% налог на доходы физических лиц. Кстати сказать, когда у нас был дифференцированный налог на доходы физических лиц, то сборы этого налога, они были принципиально меньше, чем то, что мы видим сейчас. Сейчас, кстати говоря, вот в прошлом году, в 2010-м, общие доходы от сбора налога на физических лиц, вы представляете, какая ситуация? Вот только эти доходы превышают все доходы федерального бюджета 2000 года. И наоборот, вот когда мы дифференцируем, то часть предприятий и людей уходят от легальной заработной платы и выдают в конвертах, нарушая будущие пенсионные права работников. И кроме всего прочего, это ударяет по высоким заработным платам, честно заработанным, в том числе, кстати, и в медицинской сфере. У нас ведь есть медики, хирурги, уникальные просто хирурги, которые получают по 200, по 300 тысяч рублей в месяц и больше. Ну, конечно, можно подрезать им заработную плату 40% налогом. Но мы же говорим, у нас и так существует проблема ухода высококвалифицированных работников в различных сферах. Но и этих не будет тогда. Понимаете, это непростой вопрос. Социальная справедливость нужна. Но аккуратно нужно действовать здесь. А кто нас лечить-то будет? Кто будет оказывать другие услуги, хотя это словечко не нравится представителям, скажем, медицины или там других сфер образования. Но налог на сверхпотребление, налог на роскошь, он, конечно, вполне обоснован, возможен и нужен, я считаю. Значит, когда это можно сделать? Я ведь говорил об этом не для красного словца, а рассматривал проблему с практической точки зрения. Для этого нужно иметь кадастр собственности, недвижимости, прежде всего, земли. Вот соответствующие службы должны в течение следующего года этот кадастр подготовить, и тогда в 2013 мы внесем в Государственную Думу уже законопроект о налоге на сверхпотребление и на роскошь. Давайте вернемся в студию и дадим возможность высказаться нашим гостям, в данном случае зарубежным гостям. Пожалуйста, Дмитрий Щугарев. Тем более, действительно, человек специально из Парижа приехал. Это Марек Хальтер, публицист, общественный деятель, очень хорошо говорящий по-русски. Все это знают, потому что все смотрят новости и постоянно его там видят. Пожалуйста, ваш вопрос.
Первое, для меня было бы лучше говорить по-французски, но, мой дорогой, я знаю, что у вас не было времени учиться языка Вольтера. Так я приготовил, я написал мой вопрос, чтобы не сделать ошибок. И возьму тоже очки, чтобы не сделать еще одну ошибку. Вот то. Меня, как президента французских университетских колледжей в России, который я основал с Андреем Сахаровым, волнует один вопрос. Я понимаю, что новое поколение сильно отличается от моего. Сегодня мы, как никогда, хорошо понимаем слово Маркса «мир един». Интернет позволяет молодежи свободно общаться с людьми со всего мира, объединяться и организовывать акции протеста. Будете ли вы готовы, Владимир Владимирович, когда станете президентом, поступить, как генерал де Голль в свое время, и обратиться по телевидению к молодежи со словами «Je vous ai compris», «Я вас понял»? Merci bien за этот вопрос. Спасибо вам большое. Вы знаете, мы часто в текущей работе, что называется, бьем по хвостам. Доводим до определенной ситуации, а потом говорим о том, что мы поняли, будем исправлять какие-то ошибки, недочеты, вносить коррективы. Конечно, это тоже возможно, и это нужно делать. В том случае, если мы на подступах к этой проблеме не смогли с нею справиться. Мне бы хотелось, чтобы мы прогнозировали развитие ситуации в стране, в экономике, в социальной сфере, в политике, в развитии наших демократических институтов, своевременно отвечали на вызовы времени и соответствующие коррективы вносили. А при этом, безусловно, всегда нужно относиться с уважением к меньшинству. Не отталкивать его и не выбрасывать на обочину политической жизни. И тогда, может быть, не придется извиняться. И еще один вопрос от представителей Западной политологической школы. Пожалуйста, Татьяна Рихтер. Еще один гость специально прилетел сегодня к нам на линию, но уже из Германии. Это сын и внук белых иммигрантов. Александр Рар может задать, конечно, вопрос на понятном вам немецком языке, но мы все-таки попросим сделать это по-русски, чтобы поняли все. Директор центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике. Александр Глебович, вам слово. Владимир Владимирович, пока мы здесь с вами разговариваем, президент России сражается в Брюсселе с Европейской комиссией, с Европейским Союзом. Вот. Он нам покажет себя, я знаю. Ну, будем надеяться, но сражения тяжелые, я бы сказал бы, и конфликтов, к сожалению, много. Я о том же вопросе, который Николай задает. Противоракетная оборона, конечно, Европу не касается, но европейцы здесь Россию не поддерживают. Борьба против «Газпрома», об этом мы на Валдайском клубе с вами говорили. Все тянут Украину, одни в одну, другую в другую сторону. Визы никак не можем решить. Но это какой-то нонсенс, что латиноамериканцы могут приезжать к нам без виз, и американцы, и северноафриканцы, а мы в Россию, и наоборот, мы не можем ездить без виз. Это надо, а вы сами в 2002 году сделали первое предложение. Мой вопрос, почему мы не вместе? Какие ошибки были сделаны, может, в том числе и России за последние 20 лет, и, может, 90-е годы, что мы не смогли выстроить ту Европу. Я помню, я в окопах тоже сидел на радиостанции «Свобода», и там говорили, вот когда Россия откажется от коммунизма, у нас будет общая Европа. Другой логики просто не могло быть тогда. Почему мы не вместе? Радиостанция «Свобода» проходила у нас в установках как пропагандистское подразделение ЦРУ США. Ну, я когда работал в этой организации, известной вам, там так и написано было. Оно занималось в том числе агентурной деятельностью на территории Советского Союза. Приобретало источники информации. Надеюсь, для благих целей. И вообще с тех пор многое изменилось. Почему мы не вместе? Ну, во-первых, есть чисто технологические причины. Это один из наших императоров в свое время, давая наставление своему сыну, говорил:
Нашей огромности все боятся. Так оно и есть. И до сих пор это так. Во-первых. Во-вторых, все-таки ведущая страна западного мира, США, с подозрением относится к нашему ракетно-ядерному потенциалу. И думаю, что совершает огромную ошибку, полагая, что сначала нужно изъять этот ядерный потенциал, а потом рассматривать нас как возможного союзника. Это мышление в рамках еще холодной войны. Такая критическая вещь. И это не дает и Европе работать с нами как реально с потенциальным союзником. Вы знаете, когда развалился Советский Союз, и я считал, что теперь практически нет никаких ограничений для того, чтобы мы реально были в одном строю. Но вот эти подозрения прошлого, они мешают нам развивать отношения. Но мне кажется, что это все равно неизбежно. Интеграция на европейском пространстве востребована самой жизнью. И даже, я бы сказал больше, интеграция в рамках единых христианских ценностей крайне востребована. А если считать, что в основе морально-нравственных ценностей в традиционных, в мировых религиях, в принципе, лежит одно и то же, то это база для преодоления сложностей и межцивилизационного характера. Я уже много раз говорил, хочу еще раз напомнить. На меня произвело колоссальное впечатление, произвела позиция бывшего канцлера ФРГ Коля, который говорил о неизбежности более тесных отношений, практически интеграции между Европой и Россией. Он говорил, что если мы хотим сохраниться как единая цивилизация, мы должны двигаться в этом направлении. Должна ли что-либо сделать Россия? Ну да, надо меньше пугать своих соседей. Надо избавляться от имиджа империи. А это мешает и Европе, в том числе с нами, сотрудничать, потому что в Европу интегрировано много младоевропейцев, которые продолжают нести, если уж здесь про Маркса вспоминали, родимые пятна прежних времен на себе. Ну, в общем, проблем много, но интеграция возможна, и она востребована. Кстати говоря, я хотел бы возразить Никите Михалкову по поводу того, что Россия может играть и должна играть роль какого-то моста между Западом и Востоком. Россия никакой не мост. Это самостоятельная, самодостаточная сила в мире, а не просто какое-то связующее звено. Но в ней, конечно, присутствуют элементы евразийского характера. Они являются дополнительными факторами нашей конкурентоспособности, и мы, конечно, будем это использовать. Именно поэтому мы и ставим вопрос о создании Евразийского союза. Еще один вопрос из студии. Пожалуйста, Татьяна. Я знаю, что вопрос на тему международной интеграции как раз у Игоря Сергеевича Иванова, в прошлом министра иностранных дел, секретаря Совета безопасности России. Игорь Сергеевич, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Вот из 1 700 000 вопросов, которые уже поступили в студию, наверное, подавляющее большинство, 99%, касаются внутренней политики, это понятно. Наш народ беспокоит вопросы социальные, экономические вопросы. Но и даже если вы обратили внимание на включение в Владивосток, из Владивостока, они начали с саммита АТЭС и тут же перешли на проблему моста и губернатора. Хотя вообще проведение саммита АТЭС – это очень знаковое событие и, несомненно, может способствовать серьезному развитию регионов Сибири и Дальнего Востока. У меня 2 вопроса в этой связи. Мы живем в глобальном мире, и этот 21 век – это век глобализации, поэтому внешние факторы будут играть возрастающую роль в жизни любого государства. Вы сегодня неоднократно обращались к проблеме модернизации как основной стратегии развития страны. Как вам видится международное сотрудничество для реализации планов модернизации России? И второй вопрос. Мы недавно создали Российский совет по международным делам.
который объединил, с моей точки зрения, ведущих специалистов, международников нашей страны в области международных отношений. Как вам видится роль экспертного сообщества в дальнейшем в разработке и реализации внешней политики страны? Вот то, что вопросы были Николая Злобина и Александра Арана, они говорят о некоторых аспектах, в том числе о том, что иногда нас недостаточно понимают. А для того, чтобы понимали, недостаточно официальных заявлений. Нужно активное участие гражданского сообщества, экспертного сообщества в разъяснении и продвижении. Спасибо. Значит, очень важный вопрос. Скажу почему. Это действительно в продолжение того, о чем Николай говорил и Александр, но он имеет практическое значение. Вот мы говорили, и я уже упоминал о том, что и наши капиталы должны приходить в зарубежные экономики с тем, чтобы способствовать интеграции российской экономики в европейскую и мировую. Крайне важная вещь. Но что происходит? Вот смотрите, у нас наши партнеры вкладывают в российскую экономику на порядок больше капиталов, чем мы это делаем в иностранные государства. На порядок. В том числе и потому, что нас туда не очень пускают. Вот все говорят о необходимости либерализации российской экономики, раскрытия дверей. Да мы так раскрыты уже, дальше некуда. Один сквозняк скоро будет, понимаете? А нас не очень-то пускают в жизненно важные сферы там. Мы пускаем в жизненно важные сферы свои, скажем, в энергетику. Десятки миллиардов вложили в электроэнергетику партнеры из Европы. Десятки миллиардов. Серьезная вещь в Сибири, на всей территории страны. Значит, а нас в жизненно важные сферы на Западе не очень-то пускают. Вот совсем недавно наши компании пытались приобрести телекоммуникационные активы в одной из европейских стран. Жевали. И явно и выгодно тоже для наших партнеров. Так ничем и не закончили. В принципе, так и не дали войти в эти активы. Или вспомним известный случай с приобретением автомобильного концерна ФРГ. Обсуждали. Я уж и с профсоюзами встречался. Все довольны, все хотят. Так и не дали в конечном итоге. Или другой наш, значит, конкретно уже частный предприниматель приобрел высокотехнологичную компанию в Швейцарии. Но по судам затаскали, понимаете? Не дают работать, и все. Поэтому, ну, слава богу, там в основном решили сейчас эти проблемы. Поэтому вот деятельность таких организаций, как вы, повышающая взаимное доверие, она, конечно, востребована и в высшей степени важна. Но и мы будем в практическом плане выстраивать работу именно таким образом, чтобы повышать доверие и работать совместно. Вопрос, который пришел на сайт нашей программы. Самое большое количество ваших критиков в интернете. Как вы относитесь к интернету и интернетчикам? Вы знаете, вот что хочу сказать. Это примерно то же самое, что эта среда очень свободная, в высшей степени демократическая. Во-первых, и думаю, что это важно, считаю невозможным ограничивать интернет. Это и технологически сложно, и политически неправильно. Если власти или кому-то не нравится то, что происходит в интернете, есть только один способ противостоять. На той же интернетной площадке предлагать другие варианты и подходы решения этих проблем, которые в интернете обсуждаются, и делать это более креативно, интересно и собирать большее количество сторонников. Вот это первое. Второе, к сожалению, нужно отметить, что интернет используется и в криминальных целях. И здесь, конечно, правоохранительные органы внимательно должны следить за тем, что там происходит, не ограничивая интернет, знать это и работать соответствующим образом. Я имею в виду и педофилию, там, и другие проблемы. Ну и, наконец, третье – это культура того, что происходит, или бескультурие того, что происходит в интернете. Это то же самое примерно, что поведение на дорогах. Знаете, когда водитель едет и матом костерит всех подряд, хотя сам нарушает правила движения. Это проявление общей культуры. Я очень рассчитываю на то, что с ростом общей культуры ситуация и в интернете тоже будет меняться. А вы часто туда заглядываете? Нет. Сознательно? Да у меня времени просто нет этим заниматься.
Ну, видимо, интернетчики, кстати, Владимир Владимирович... Я телевизор-то не смотрю, понимаете, я единственное, что делаю, когда на работу еду, смотрю в записи. Ну, сейчас и телевидение, кстати, можно в интернете посмотреть. Владимир Владимирович, ну, именно интернетчики, видимо, прислали часть тех вопросов, которые вы отобрали сами, и которые сейчас находятся вот в этой папке. Что вы отобрали? Ну, знаете, здесь мы уже засиделись, по-моему, но вопросов много интересных. Кстати говоря, пока я отвечал, здесь бежит строка. Вот я, когда мы построим мост материк-Сахалин, хороший интересный проект, очень важный, где будем отвечать Новый год, дома, конечно. Значит, важный проект, нужно просчитать экономическую составляющую. Если мы это сделаем, то это серьезным образом может загрузить Транссиб и БАМ, потому что мы тогда наладим перевозки из Японии. А можно и в Японию наладить прямое сообщение, в том числе и через тоннель. Мы с японскими партнерами это обсуждаем. Это такой грандиозный, масштабный проект, который существенным образом повысит использование наших транзитных возможностей. Вот что касается вопросов, да, вот есть такие важные вещи по поводу национализации природных ресурсов. Сами природные ресурсы, они и сейчас принадлежат государству. А частным компаниям дозволено только эксплуатировать эти ресурсы. И в свое время, я прекрасно это понимаю, и разделяю такой подход. В свое время многим нашим сегодняшним олигархам достались многомиллиардные состояния в результате несправедливой и нечестной приватизации. Это абсолютно точно, это факт. Они сами это теперь признают. Но вот сейчас начать отъем этой собственности, этот отъем может привести к худшим последствиям, чем сама эта нечестная приватизация. Может нарушить деятельность крупных предприятий, лишить людей заработной платы и рабочих мест и так далее. Это такой очень сложный процесс. Вот. Поэтому наша задача, нужно, мне кажется, говорить не о национализации чего бы то ни было, а о том, чтобы вставить в стойло этих людей, заставить их работать по закону и платить налоги. И от поступления этих налогов решать социальные задачи. Дороги на селе. Очень важный вопрос. Мы начинаем формировать дорожные фонды. И я знаю, что автомобилисты не очень довольны. Здесь есть представители, я видел автомобилистов в этом зале, тем, что не отменили транспортный налог. Но это было сознательно сделано по просьбе губернаторов, которые считают, что это важная составляющая в их доходах. Намечается и поднятие на 1 рубль акциза, но это связано с тем, чтобы наполнить дорожные фонды, которые мы вновь создаем. И часть этих фондов будет направлена и на дорожное строительство на селе. Крайне важная задача. Причем мы приняли решение, предыдущая Дума прямо на излете своей деятельности приняла, чтобы обязать субъекты Российской Федерации часть этих дорожных фондов направлять на дорожное строительство на селе. Запретить пневматическое оружие по всей России. Вы знаете, вот это меня тоже беспокоит. Вот я знаю, там есть и подводные камни с этим запретом, но я разделяю такую позицию. Значит, здесь конкретная больница в Тверской области. Это Грачева Татьяна Николаевна прислала. Пишет о проблемах. Татьяна Николаевна, обещаю вам, обязательно посмотрим. В рамках программы модернизации здравоохранения наверняка и эти проблемы можно решить. Кстати, по бегущей строке только что было, когда здравоохранение будет действительно защищать. Вот я надеюсь, что при реализации тех программ, о которых мы говорили, при реализации программы модернизации здравоохранения, при том, что нам удастся более гладкую выстроить ситуацию с финансовой обеспеченностью медицины в регионах, мы существенным образом поправим эту ситуацию в здравоохранении в регионах. Да, значит, ранее было выступление о том, что пенсия будет увеличена до 8125 рублей. Я тоже посмотрю, это, значит, Манова Тамара Михайловна пишет, но у нас средняя пенсия по старости уже 8, по-моему,
200, что-то в этом роде. Почему здесь говорится о том, что пенсия меньше, чем 8125, может быть, это социальная пенсия, надо просто разобраться, она, да, действительно меньше. Материнский капитал использовать на нужды семьи, так как заработная плата маленькая и невозможно взять даже ипотечный кредит. Вот здесь нужно внимательно посмотреть. Это важная сфера. Я думаю, что здесь нужно подключать агентство по жилищному строительству с тем, чтобы людям, у которых небольшие доходы, можно было бы использовать и материнский капитал, и выдавать какую-то гарантию со стороны этого агентства по ипотечному жилищному кредитованию, с тем, чтобы дать такую возможность, открыть дополнительные возможности для получения кредитов. Что для вас Родина? Так же, как для многих наших сограждан. Ну, практически все. Это моя жизнь. Вот, очень хороший вопрос. Как помирить всех людей? Гриша, 10 лет. Вот пока у нас есть такие дети, наше будущее обеспечено, которые думают над этим. Какие у вас отрицательные черты характера? Их достаточно, так же, как у каждого человека. Что вы ждете от россиян и чего нам ждать от вас? Рязань, Михаил Жуков. Вы знаете, на самом деле вопрос серьезный. Я жду от наших граждан консолидации, общего настроя на совместную позитивную работу по развитию нашей Родины. И сам буду все делать для того, чтобы достичь этой цели. О чем вы мечтаете? О том, чтобы эти планы сбылись. Да. Вот, да, любопытный вопрос. Владимир Владимирович, я сейчас прочитал, и, видимо, в интернете, что вам могут присвоить звание маршала. Вам это не напоминает 6 звезд Героя Советского Союза Леонида Ильича Брежнева? Сложившееся окружение, ну и так далее. Оно меня компрометирует. Но, во-первых, звание маршала у нас никому не присваивается вообще. Во-вторых, я помню очень хорошо сцену, когда Борис Николаевич Ельцин предложил мне занять должность директора ФСБ, и это состоялось. Я к нему пришел, он меня пригласил и говорит: я принял решение присвоить вам звание генерала, а я полковник, как известно. Я говорю: Борис Николаевич, я уже покинул военную организацию в свое время и считаю нецелесообразным возвращаться именно в военную организацию. Давайте, я родом из этой организации, но давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Я помню, он так удивился, говорит: да, ну ладно. Так что такой угрозы нет и, уверяю вас, никогда не будет. Да, вот тоже из интернета. Из каких источников вы получаете информацию? Не является она причесанной? Нет, уверяю вас. У меня достаточно объективной информации и о положении в стране и в мире. В чем заключается, на ваш взгляд, счастье? Это очень конкретная вещь для каждого человека. Я думаю, что счастье в любви. Как вы относитесь к лозунгу «хватит кормить офшоры»? Абсолютно позитивно. Кстати, важная вещь. И дело не только в том, что кто-то прячет что-то в офшорах. Дело в том, что у нас многие компании регистрируются в офшорах и ведут открытую легальную деятельность на территории страны, как иностранные предприниматели. Да, в какой-то период времени многие уходили в офшоры, чтобы гарантировать свои интересы. Но сегодня это становится реальным ограничителем экономической деятельности и активности не только для наших предпринимателей, но и для иностранных инвесторов. Многие из них мне прямо говорили: мы бы готовы с тем или другим предприятием работать совместно и хотим этого, но мы не понимаем даже, кто конечный бенефициар, кто прячется за офшором. И это уже очевидная вещь, которая требует законодательной корректировки. Почему так все хреново в Сарапуле? Я не знаю, надо обязательно посмотреть. Это, по-моему, где-то недалеко от Ижевска. Мы позанимаемся Сарапулом отдельно. Мы вас любим, я вас тоже. Это взаимное чувство. Говорухин прав, надо что-то делать с телевидением.
Ну да, прав, безусловно. К сожалению, у нас философия выстроена на получение доходов от рекламы, и от этого трудно оторваться, но надо что-то делать. Есть ли время для отдыха? Есть. Как вы относитесь к переносу федеральных выборов на более теплый, солнечный, позитивный май? В целом позитивно, но боюсь получить затрещину от садоводов, потому что они скажут, нам нужно грядки копать, а вы заставляете нас заниматься какой-то ерундой. Там тогда нужен июнь. Вот, ну, поэтому вот, это на самом деле серьезная вещь. Люди начинают действительно заниматься садоводческими участками, и отрывать их, видимо, нецелесообразно. Как вы относитесь к российским миллиардерам? Я, в принципе, уже сказал, что приватизация не была нечестной, несправедливой, но ломать что-то грубо нецелесообразно. Счастье есть? Опять такой вопрос. Я уже ответил. Деньги в лондонском суде делят, тоже об этом говорили. Вот, значит, почему в Хабаровском крае с 3 детьми мама получает одни деньги, а в другом регионе другие детские пособия? Да, детские пособия у нас платятся из 2 источников. Из федерального, и там детское пособие на одного ребенка, по-моему, 13 с чем-то тысяч, они будут индексироваться в следующем году, это будет 14 тысяч. Если 2 детей, то там уже до 100% заработной платы, и это уже 30 с лишним тысяч, верхняя планка. Но а вторая часть – это мамы, которые раньше не работали, ну, так называемые неработающие мамы. И мы недавно впервые ввели оплату и для этой категории женщин. Эти деньги небольшие, это правда. Там за первого ребенка там 2 с чем-то тысячи, за второго ребенка 4, они тоже будут индексироваться. Вторая часть, второе направление этих выплат – это региональное. И там, конечно, совсем маленькие деньги, там смешные просто. И в этом смысле я бы рекомендовал руководителям регионов ориентироваться на социальные потребности. Платить нужно побольше, но тем, кто действительно в этом нуждается. Вот. И здесь есть еще ряд пожеланий и очень таких позитивных высказываний, хотя есть и очень много негативных. Я хочу заверить вас, что и на негативные обращу обязательно внимание, но и не буду зачитывать весь этот позитив, которого тоже достаточно. Я просто хочу сказать людям спасибо большое за поддержку. И вот здесь вот было на бегущей строке тоже поздравление всех нас с Новым годом, с Рождеством приближающимся. Я тоже от себя хочу всех поздравить и с Новым годом, и с Рождеством. Владимир Владимирович, последний, наверное, вопрос. И ранее, и сегодня вы изложили амбициозный план действий, ставили грандиозные задачи. Скажите, это все выполнимо? Знаете, я еще далеко не все сказал. Не все сказал о тех целях и задачах, которые мы перед собой ставим. Для того, чтобы их достичь, нам нужно, например, раза в 3 увеличить производительность труда. И некоторые специалисты считают, что это просто невыполнимая задача. У нас много, на первый взгляд, очень трудных задач. Но я считаю, что мы все это сможем сделать, потому что я верю в Россию. Если вы выиграете выборы, станете президентом, мы встретимся здесь, в этой студии. Такой формат общения с людьми сохранится? Ну, знаете, я такой буду начальник, так забронзовею, что, конечно, уже к вам не приду. Ну что вы, мы уже 10 лет с вами встречаемся. Разумеется, продолжим этот формат тоже. Я благодарю всех зрителей и участников сегодняшней программы, всех, кто прислал свои вопросы, дозвонился по телефону, выходил с нами на связь из российских городов, и всех, кто собрался сегодня здесь в студии. Это был разговор с Владимиром Путиным. Продолжение. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам.